Раз. Всем привет. В эфире ДКС. Пятый уже, наверное, стрим подряд, офигеть. Прям марафон стримов какой-то. Ну, вообще, да, я сегодня не должен был летать. У меня сегодня уже должен был уже это... Меня сегодня не должно было дома быть. Ладно, завтра меня дома уже не будет. Через неделю только теперь увидимся. А сегодня еще отлетаем. Там у Сани есть еще испытания для меня. Вот. Ну, в то же время, как бы, ну, и сам подготовку для себя провожу, ну, и смотрю вообще, что я могу. Так, что за фигня? Подожди. Сейчас. Что такое? Что у меня с камерой? Дать я ее задел рукой, что ли? Да, джойстик заказал. Я же себе этот заказал, джойстик. Но только он в ноябре придет где-то в середине. Новый заказал. Ну, я такой взял, недорогой. Потом посмотрим, как он будет. И этот сейчас вот не знаю, сделал, не сделал. Вроде как нашел причину, почему он так пляшет. Поковырялся в нем сегодня. Но вроде как нормально сейчас работает. Не знаю, посмотрим. Сейчас вот перед тем, как с Саней начать, я просто хочу показать, как он работает, чтобы мы запомнили этот момент, а потом уже от него отталкивались и думали, что же за херня, почему он потом не работает. Вот, пролет с точки. Да, летаем на Граче сегодня. Пилотирование опять. Ой, Иркут, здрасте. Так мы с тобой уже здоровались, ты меня сейчас там увидишь. Привет. А, надо посмотреть, кстати, эти кожурки появились, нет? Камуфляж. Вот, у меня рука сейчас на джойстике. Он вообще мертв стоит. Хоп. Просто вот запомните, вот кто сейчас с самого начала стрим смотрит, запомните этот момент, с чего я начинаю. Просто все думают, у тебя джойстик говно, он у тебя не работает, ничего. Вот просто запомните этот момент. Вот, руки отпустил. Вот я руку даже положил на него. Оп. Так он работает. Это не сам джойстик. В общем, система этого джойстика такова. Сейчас такие, конечно, не делают уже, наверное. У него почему-то настройка оси XY находится, оси XY, как бы объяснить-то, под ним. Вот, когда начинаешь его крепить на присоске, эти кнопки ездят, как эти, блядь. Я не знаю чего, может от стола вибрация идет такая. Короче, я ось, получается, тангаж. Тангаж я не трогал кнопку, а оставил ее тоже, потому что она вроде нормальная. А вот у меня крен постоянно катался чуть на миллиметра 2-3 в сторону. Я разобрал джойстик, я зафиксировал этот кнопку эту просто и все. Проволокой намотал с одной стороны, с другой, чтобы оно не ездило. Ну и все. Пожалуйста. Ну и плюс откалибровал немного я еще его. Ну не знаю, надолго ли хватит на сегодня. Нет, но я все равно новый заказал себе. Для меня, по идее, джойстик не проблема было брать. Просто я подумал, надо ли он мне вообще, нет. Я же так-то особо не... А сейчас вот я что-то опять пилотировать начал. Да, кстати, насчет Reforge не работает опять, нифига моды не качается, поэтому туда я сегодня проверил перед тем, как запустить ДКС. Вот. Старкэч там они обновили, я не знаю, отремонтировали, нет, там косяков опять куча. Как они релиз будут выполнять, вообще без понятия. Пацаны он все жаловались, что у нас там, Киберпанк, Герои и War Thunder. Ну, это мы поиграем, но уже не в этой неделе.
Ну, вообще должны были стримы быть по Reforge, по Таркову, да. Вот оно как-то не получилось. Ну ничего. У нас есть ДКС. Все, я выхожу на связь. Я здесь. Так точно. Так, что на сервак за... А, что нам надо врубать этот ССРС? Да, надо. Что это, установить обои? Какие? Какие обои? Вы что вообще? Так, подожди, мне надо сначала это... Да, блядь. Трекер. Точно, надо трекер установить. А он вообще нормально, нет, сегодня? Он будет меня ловить-то сегодня или не будет? Опять вроде ловит. Маленькая. Центр. За, мне неудобно летать. Ты мне вот говоришь на клавиатуре, мне неудобно летать. Я сейчас вот пробовал обзор. Ты как этот деревянный вот так прямо смотришь. Вау, блин, так вот летишь, так Мышкой смотришь обзор? по сторонам. Да какой мышкой я? У меня правая рука на штурвале. Правильно. Мышка в левой. В какой левой? У меня здесь нет места для нее. У меня столешница, у меня не весь стол. У меня именно столешница выдвигается из-под стола. Здесь все ровно. Место под клавиатурой, под мышку. Куда я на клавиатуру буду класть? У меня в кабине скани вообще стола нет. Ну так при чем тут кабина? Я тебе про стол Ну, я говорю. тоже летаю. С мышкой слева. Нет, на работе надо, если ты на скане, на ней надо ездить. Как ты на ней летаешь? Ваши пятерочки по 2 дня меня могут держать. Как склад. Так. Чё? Понял, ладно. У тебя сервер запущен? А, сейчас эту программу точно. запущу. Как не слышно, прием. Я запустил ее. Вроде Но там коннект. сперва в самолете надо оказаться. Ну да, все. На сервак могу, да, заходить? А чё ты парней разогнал? Никто не пойдет? Что они... Рано еще они, позже обычно. Блядь, начинается. собираются. У меня тут шумы везде. Ну, как я стримы врубаю, так все. У меня тут хоть сам на танцпол выходи, танцуй. Ребята-то, наверное, хотят что-то с тобой полетать, поиграть, а я тут тебе... Вова сказал, позже сможет только. Но я сегодня допоздна летать не буду, это факт, потому что я вчера, блин, в 2 часа приземлился, больше не хочу. Кстати, ну вчера результативный полет был. Кто не смотрел, рекомендую. Вчера здание сделал. Миссию прошел в Чечню. Притом, вроде как... При том, что меня даже подбивали, я выживал, ремонтировал самолет, взлетал и снова шел в бой. Вот, то есть, помимо как вот этим заниматься, и мы еще учимся и выживать. Ну, лично я учусь выживать. Одно дело, когда ты, ну, научился ты вот это, а когда вот тебя подожгли где-нибудь, и ты... И сразу, блядь, где же катапультирование? Вот, а надо вот попробовать вот до конца дотянуть и самолет посадить. Вот это результат, я считаю. Это тоже надо уметь. Так, чё, куда? Су-25. Какое Ариэль? Да, там твой бур должен быть. Буран. Вижу. Буран. Вижу своего бурана. Эй, кто свет выключил? Включите. Я платил за свет, хорош. Сразу вот так вот сделать. Так, а фонарь, напомни, как включается. Так, где-то тут у нас на полосе. А, вот он ты. Включай электрооборудование сперва. Во. Включил сразу я уже. А, тебе же надо этот врубить. Сейчас, подожди. Правый Ctrl-L. Фильм ужасов в Огоньки. Дискорде. Держи. У вас
Видишь стрим? Да, вижу. Ты можешь себе гамму на 1,8 поставить Это в как? настройках. Нажми Escape, настройки. Нет, давай, а здесь нельзя уворачивать яркость в самой игре. Прям. Ну, так это в игре и будет. Escape, настройки, и там гамма. Просто не более 1,8. А что, ярко что-то сильно или что? Нет, темно наоборот. Ну, вот чуть-чуть посветлее можно сделать. Ну, у меня Или есть тебе нормально? фонарь, фара есть в самолете? Есть. Как она врубается? Alt, правый Alt L. Но она не работает. Она выдвигается несколько секунд. Во. Ну и все, и что? Ага. Нормально. Не надо гамму Тебе выкручивать. Это уже будет как это раньше. Читерство, типа. В играх PvP тоже, что в углах крысы Но искать. чуть-чуть совсем она добавит просто. Да Если у ладно. тебя совсем темно все. Нет, у меня ж нормально. Я вот фонарь врубил. Тебе Всё. предстоит выполнить такой же полет, как вчера по маршруту. Точно такой же маршрут. Если ты не помнишь, как маршрут, открывай карту в планшете. В планшете именно. Карту. Можешь уменьшить А, размер нам надо планшета. частоту выставить. Подожди, а где эта программа-то? Она что в игре не отображается. А, может контур. А как ее обратно включить? Я выключал контур, А чтобы... ты должен открыть окошечко DKS SRS и нажать Toggle Radio Overlay. Ай, блин, точно. Вообще можно назначить горячую клавишу на открытие оверлея, чтобы каждый раз не альтабаться в программу. Ты имеешь в виду, он мне частоту сам будет находить сразу? Нет. Можно назначить горячую клавишу, чтобы открывать вот этот оверлей, в котором ты устанавливаешь частоту связи. Угу. А ты еще бы здесь бы сохранял частота, а то ее тыркать на целую сотку назад, нифига себе. А быстро она не перематывается, да? У меня 260 аж 50. стоит, а мне надо с 260 до 124 допикать. Вот так вот этим тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Тыркать, блин. Целых 100 секунд. Ой, единиц. Все, я нашел. К связи. Проверка. Принимаю на 5. Взаимно 5. Так, и чё, вот я на карту нажал, дальше что делать? Но тебе нужна карта с маршрутом. Так. Карта с маршрутом. Вот эту, да? Вот твой маршрут. Ну, здесь только ИПМ не видно, а так основной маршрут, вот он, да. Там еще кусок карты должен быть у тебя. Вот. Вот это первая страница, а там вторая была. Угу. Все, также полетим в ППМ-1, Да, ППМ-2, потом ППМ-3 до острова. О, нет, ППМ-4 до острова получается. Маяк. Как он его называете, этот остров? это Таманский полуостров. Там сейчас построен в реальности Керченский мост. Угу. Ну и да, это типа этот же маршрут, только ночью надо пролететь, да? Да. То есть здесь ты полностью, если там ты полагался на визуальный ориентир, то здесь на визуальные ориентиры полагаться не придется. Можно просто уткнуться в приборную доску и пилотировать и смотреть, уткнувшись. Ну смотри, в приборы. момент такой, опять же. Ну там-то мы визуально этот остров видели, а сейчас, если я его не вижу, как я там буду поворачивать, если у меня нету ППМ-4, ППМ-5, он уже Но нет. у тебя есть дальность и радиал от РСБН маяка. Ты имеешь в виду, что если я, допустим, ППМ-4 от ППМ-3 отлетаю на 104 километра, то уже можно уходить вправо на ППМ-5, так что ли? Если На 105 ты градусов. Смотри, при полете от ППМ-3 до ППМ-4 дальность практически не меняется, потому что ты как будто бы мимо
Крымска летишь. Ты не приближаешься к Крымску и не отдаляешься практически. Ну и как Но тогда ты мне определить, ты, когда о- мне направо ты очень, ходить? ты очень сильно летишь мимо него. У тебя постоянно меняется радиальное положение относительно Крымска. То есть на ППМ-3 ты находишься на курсе 276, а на ППМ-4 ты уже на курсе 297 от Крымска. У Мгм. тебя будет стрелка ползти по компасу. Вот. И Не-не, как только она а как мне ориентир-то поймать, чтобы я в ppm 5 пошел? как только у тебя стрелка компаса будет напротив 297 или 300, значит ты уже на ppm 4. Если у тебя дальность будет меньше 104, значит ты вправо отклонился от маршрута, да? Если ты больше 104 дальность, значит ты влево от маршрута отклонился. Логично, да? Ладно, у меня тут А когда ты повернешь, что ppm 5, у тебя дальность инструктор начнет сидит, уменьшаться. значит, все нормально будет. Как говорится, не очкуй, Славик, да? Че, запускаемся тогда? Запрос на запуск. Слушай, а у него тоже лучше по одному запускать или пофиг, можно два сразу? В реальности лучше по одному. Возможно и по два. Но это нагрузка на электростартер. Первый запускаю. А единственное, тут одна, мне же лампа, видишь, в лицо светит, чтобы меня вебка видела, поэтому мне тяжело совмещать свет в меня и темноту от меня, ну, чтобы я видел ее темноту. Так что тут хоть гамму выворачиваю, хоть не выворачиваю, без разницы. Так, запуск второго. Так, получается, сейчас взлетаю и ухожу на 333 градуса, да? А, нет, подожди, нифига. 200... Предыдущую страницу, другую страницу открой. Карты. Ты должен выйти на ИПМ. Ты должен взлететь. Левым разворотом вот выйти туда, на всё. аэродром. Так это И от получается аэродрома- 51 километр от аэродрома и на 212 ушел туда. Вот. А потом уже пошел на ППМ-1, что ли? По Да. этой же карте. Да. ИПМ это исходный пункт маршрута. 290, расстояние 61 после ИПМ уже. Получается, да? Или эти расстояния идут от аэродрома? Что-то не... Это от аэродрома все показано. Ты можешь найти себя вообще в любом месте на карте, зная дальность и радиал от аэродрома. Давай даже, знаешь, как я тебе покажу? Нажми карту F10. Чтоб ты понял точно смысл уже всего этого. Отдали карту. Вот еще отдали ее. Теперь схвати линейку от центра аэродрома. Это надо зажать колесиком мыши. От центра аэродрома. Зажав колесо... Нет, колесо мыши надо нажать. Средняя кнопка мыши, так скажем. Вот, и тяни ее. Азимутом 212 и на дальность 51. Колесом мыши можешь отдалять масштаб, если что. Вот и тяни ее на дальность 51 километр. Это 40 километров. Отдали просто масштаб. Отдали масштаб и повтори Да я протягивание хочу линейки. его убрать. Как его убрать? Тыкни левой кнопкой А, мыши. вот. Отдали масштаб.
слишком близкий масштаб, ты не протянешь на 50 километров линейку. 60, 59 километров, 55, 54, 53. Вот, 51, 212. Вот это точка твоего ИПМа. Понял, да? И так каждая точка, она имеет радиал и дальность. Получается, вот видишь, как линейка это показывает, твой хвостик стрелки всегда будет показывать, точнее, острие стрелки всегда будет показывать на Крымск, а хвостик стрелки будет показывать, получается, на этот самый радиал 212, если ты здесь будешь находиться. И также в других точках. Можешь попробовать на Таманский полуостров линейку бросить и увидеть там значения, какие получатся. Брось на южную оконечность Таманского полуострова линейку. Ну ты понял, да, смысл? Сейчас. Так, что у нас там? 100, 276. Если ты бросишь линейку от Крымска на 100 километров радиалом 276, ты окажешься в этой точке. Угу. От Крымска. От Крымска надо тянуть линейку. От центра аэродрома. Не от города, а от аэродрома. Погрешность это будет. Радиалом 276. Вот он, да. И на дальность 100. И ты окажешься там. Или у нас погрешность небольшая? 276 истинного, наверное. Ну-ка, южнее протяни линейку. На южную конечность именно. Это магнитный радиал 276. А истинный, если 276 сделать, это будет южная часть. 297 истинного курса. 297 истинного. Не дотягиваюсь. Так, а чё? Ну, видишь, он тут... во, идет. Так, что нам надо? 297? 6? И расстояние Это 100? 304. Тут по истинному надо смотреть курсу. Тут видишь два курса? Магнитный и истинный. Вот. Понятно. Эх, так, ну что туда пробуем? Взлетать. И отображение твоего радиала и дальности у тебя всегда можно получить на приборах. В кабине самолета. Так, что нам надо выставиться же? Что нам сначала на аэродром же выставляемся, да? Или на ППМ-1 сразу? По навигации-то? Если... Возможно, у тебя переключится навигация в режим возврат, когда ты будешь взлетать. Я бы лучше бы в режиме посадка выруливал на взлетную. Чтобы ты на приборе видел положение своей взлетно-посадочной полосы. И ее торец. Нажми еще раз единицу. И еще раз единицу. Вот так. Теперь ты видишь, Теперь ты свою взлетно-посадочную полосу видишь на навигационно-плановом приборе. И ты можешь ориентироваться, как ты относительно взлетно-посадочной полосы в воздухе находишься. Тебе же надо на аэродром развернуться.
409 руление. 409, доброе утро. Выруливайте взлетная 04. Утро. А, в смысле, утро, что ли, там у них раннее? Ну, посмотри часы. В кабине часы у тебя вон. У тебя в кабине часы. А, ну, Рядом с- вот эти, да? Под регулятором. Но. 4:25. Понял. Таймыр. Разрешаю руление на полосу 4. 409, занимайте взлетную. Взлет по готовности. После взлета отход левой схемой на маршрут. Взлет запрещаю. 409. Таймыр. Взлет по готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 5, 8, запятая 3, 2. Посадочный свет фар, еще раз Alt-L. Это посадочный, а при взлете тоже его можно использовать? Он же излетный, да. Ага. Четыреста девять. 409 Взлет взлет. разрешили. 409 взлетайте. Так, подожди, мы здесь не будем, да, перестраиваться на ППМ-ке, мы держим аэродром. Что не надо? Пока что тебе надо выйти снова на аэродром. Тебе тонкая стрелка будет на сам аэродром показывать, а широкая стрелка будет показывать, как расположен относительно тебя аэродром. Видишь, ты сейчас на полосе. И стрелка показывает то, что ты на полосе. Видишь на навигационно-плановом приборе это? Да-да-да. Так, значит, ИПМ 51 212. Ну все, тогда взлетаю. После взлета отойди на дальность 8 километров и начни левый разворот на аэродром. Четыреста 409 взлетел. 409 отход по схеме на ИПМ на 2000. Обороты 90. Так, что там у нас? 230. Ой, 212. Это надо сюда, наверное, да? Нет, ты должен на аэродром выйти. А, на аэродром именно? Я же тебе говорю, на аэродром выходишь. У тебя же 212 мерится от аэродрома. Ну, От центра аэродрома. Поэтому выходи прямо на центр аэродрома. На центр аэродрома у тебя указывает тоненькая стрелка. А широкая стрелка показывает общее расположение взлетно-посадочной полосы относительно тебя. мгм.
Высоты 2000 набрал, убери тягу и переходи в горизонтальный полет. По тангажу, в смысле, в горизонтальный. А крен сохраняй. Так, ну я вышел на На тонкую. тоненькую стрелочку. Это широкая стрелка, которая Даже. показывает общее положение полосы. Ну вот тонкая, вот она. Вот она тонкая, да, вот на нее и иди. И следи за дальностью. Так, дальность. Как только дальность подойдет к нулю, устанавливай курс полета на 212. Хорошо. Что за темень? А ну мы, ну, это ранним утром летим. Еще не рассвело. 4 утра. Сибирское время, скорее всего, зима, да? Осень. Так, сколько у нас там километров? 61 надо? 51. А, 51, точно, ИПМ же. Все, Вот ты проходишь аэродром, устанавливай направление полета на ИПМ. Направь самолет на ИПМ теперь. Так, ты имеешь в виду point? Ой, этот. Нет, самолетом рули. Ага. Не туда рулишь. На 212, да, получается? На 212, 212 там вправо. Ну. У тебя высота набирается сильно. Да. По условию задания у нас высота 2000 должна быть. Сейчас будем снижаться тогда. Проще так вот сделать пока. Опять высота набирается. 209, 208, 209, 210, 212, 212. Угу. Теперь ты можешь выбрать режим маршрут. Нажми 2 раза единицу. И нажми... А, вот оно то и есть. А, нет, оно не... Посмотри, какая кнопка нажата на пульте. Сейчас. Цифра Ага. 1 вверху. Ой, а одна лампа вверху. Ну, просто она вроде бы правильно показывает. Здесь, короче, я так понял, можно вообще просто на панель смотреть и все. Можно наружу Так и не есть. смотреть, там ничего не видно. Так и есть. Так и есть. Обороты сильно большие. Угу. Они... Это... Установи обороты для горизонтального полета, да. Да, я высоту скидываю. Так, значит, мы сейчас идем на ППМ-1, получается. Угу. 61 Смотри, километр. ты левее, чем 212 направление полета держишь. Ага, выравниваешь. Опа. Так, высоту опять набираю. В данный момент ты находишься на радиале 208 и на дальности 29-30. Блин, не сюда, моли. На радиале 209 сейчас. Да. Сюда надо немного. Опять сбиваюсь. Подожди. Старайся не создавать больших кренов. Угу. Не больше 30.
Сейчас больше опять. Ты на радиале 211. Мгм. Дальность 39. Просто сохраняй курс 212 сейчас, так как ты на правильном радиале. Да, Это 220 курс. чё левее. Так здесь задача такая есть, отдаляться. Это не точка, это мы вот именно отдаляемся от аэродрома. Вот, а потом правильному у нас направлению. ориентир аэродром. То есть мы по нему смотрим расстояние и меняем следующий ППМ. Вот, то есть мы не до ППМ летим, у нас расстояние уменьшается, а мы от аэродрома Следи за смотрим. высотой. Вот сообщение. Твой доклад. Триггер сработал. 409 ППМ 1. И Да. ПМ 2000. Высота. Да, в этот момент поворачивай. В этот момент поворачивай на курс 290. 409 принял маршрут номер 1. Я тут Нажми просто Ctrl-Ё, перебил. чтобы Так, выбрать какой курс? ППМ-1. 190, да? 290. А, 290. Ты нажми Ctrl-Ё. Какой? Не надо такой крен, не больше 30 градусов крена. Мгм. Ctrl-Ё нажми, чтобы выбралась ППМ-1. Да, да. Вот. Все. Ага. Вот теперь можешь тупо на стрелку следовать. Сейчас легко будет. На тонкую стрелку. Оп, зафиксировались. 20 километров. Высоту немного наберу. Если ты точно выйдешь на ППМ-1, ППМ-2 включится автоматически. И ты можешь, по-моему, доверять директорной планке по крену. Она говорит правду. Она говорит, поверни вправо чуть-чуть. Мгм. То есть поверни вправо настолько, чтобы директорная планка стала вертикально. И чем больше ты вправо даешь, тем сильнее она вертикально становится. Так, чуть левее придется, да? А, ты имеешь в виду по той, где я сейчас равновесие самолета смотрю, по ней Да, надо, да? да. Вань? Да, она тебе подсказывает. Мгм. Но она тебя стремится более ровно вывести к точке. Слушай, а у тебя там нету этих случайно? Ну, хотя это, знаешь, уже так будет дополнение. Подсветка другого цвета для самолета. Здесь К сожалению, нет. Но она специально красная, чтобы напрягать твои глаза. О, я это и понял, блин. Почему-то... Теперь влево, видишь, говорит Роли. Ладно, доверни на тонкую стрелку на навигационном приборе. Ну вот мне было А проще по нему как-то ориентироваться. Да, не знаю. на ней следует. Крены не больше 30. Мгм. Ну, опасно сильно крены задавать. Можно потеряться в пространстве просто. Ну это да, кстати. Вот сейчас я не знаю, у меня намного... Вот, доклад. 409 прошел ППМ-2, высота 1800. Через 9 принял маршрут номер 1. 409 принял маршрут 1. У меня что-то это связь опять. Так, на 276 теперь, да? А, надо переключиться. Она сама не переключилась? Так. Правильно я поставился, нет? Нет. Что у меня стоит тут 3 лампочки? Жми единицу. Еще раз. Еще раз. Ctrl-Ё. Мгм. Еще раз Ctrl-Ё. Еще раз, да? На третью же. Нет, на вторую ты следуешь. Ага.
всё. ППМ-2. Сегодня Так. лучше получается, потому что тебя за кабинное пространство не отвлекает. Ты полностью сконцентрирован здесь. Так. Сейчас на толстую стрелку лечу я, получается. На тонкую. Толсто тебе показывает общую линию от ППМ-1 по ППМ-2, а тонкая прямо на саму точку показывает. Я тебе скажу, почему сегодня лучше. Потому что джойстик работает лучше. Поэтому мне проще самолет выравнивать на приборы. Ты вот это не заметил. Причем тут визуально. Я не только визуально, я говорю, мне просто самолет чувствую лучше. И все. Поставь обороты 80%. Скорость теряем, ну. Текущие обороты 77. Ну или 80. Ну или такие можно. Тоже неплохо. Так, высота 2000 метров. Пробуем набрать, да? Угу. Чуть-чуть правее доверни. Ладно, самое интересное же впереди еще. Это посадка. Одно-то дело, как по Мне приборам. кажется, посадка легче, чем по маршруту. А там здесь. подсвечивается полоса? А, ну, кстати, да, я на Конечно. Су-25, это, когда садился, она подсвечивалась. Ну, нет, мне это сложнее. Знаешь, почему мне сложнее? Потому что здесь садить надо как-то, ну, по образцу. Не так, как я же сажусь. Я-то как попало сажусь, и мне нравится. Доверни правее. Я-то как попало сажусь, и мне нравится. А здесь, видишь, надо Доверни правее. образцовую посадку. А, вон, ты на эту имеешь в виду. Так, все, высоту набрал. Приближаемся к месту, 5 километров остаются. Потом на 0,16, да? А, нет, 297. Точка сама должна переключиться. Кстати, директорный планки тебе и по высоте ведет, чтобы ты по маршруту по высоту выдерживал. 409 прошел ППМ-3, высота 2300. ППМ-2 у вас. Следуйте на ППМ-3, маршрут 1. А, это был ППМ-2 только, блядь? Да. Ё-моё, я уже в ППМ-3 как будто. Глазами. Так, подожди. Сейчас она перещелкнется. Вот, она перещелкнулась. Так, здесь ППМ-3 на 297. Она перещелкнулась. — 297, расстояние 104. Нет. 276, удаление 100. На текущую, куда уходишь. Аккуратно, крен большой. Продолжи поворот. Чего, поворот продолжать? Ну ты не на точку идешь. Угу. Так, и чё, поворот 296 ловить или чё? Почему? На точку иди. Директорной планки просто слушайся. Ну, понял. Так, что, тягу убавим немного, да, наверное? Что-то много. Ага. Так, что-то мне надоел крениться. Маленько высоту убрать. Это вот та кнопка осталась, тангаж. Я же ее не трогал, видишь, и вот он единственное, ее еще маленько кренится. Джойстик, ой, тангаж вот этот срабатывает, и что попало он вытворяет.
Ее бы еще зафиксировать там внутри. Я просто не понял, как ее еще зафиксировать. Тут я сумел. Вот. И тогда вообще он будет идеальный. И тогда я зря, блядь, деньги потратил. Я, кстати, новый джойстик заказал. Знал бы, что его можно настроить. Деньги бы не тратил. Скоро подойдешь к ППМ-3. Куда дальше поворачивать, знаешь? Дальше на ППМ-4 же идем. Да, каким На курсом? 297, расстояние 104. А курс какой полета поставишь, Курс? чтобы туда уйти, да? Ну, так. Подожди, а курс разве не... ну, аэродром? 297 это радиал от аэродрома. Самолет каким курсом будешь рулить? 297 градусов, нет? 297 это радиал от аэродрома этого местоположения. Так, а нам что-то да надо поставить. Тебе надо самолет повернуть, куда ты будешь поворачивать, на какой курс? А, на... Блядь, что-то я не вижу, там 100... 0,16. 0,16. А где там я что-то не вижу? Ты не видишь, где маршрут 2 написано? Выше маршрут 2 написано 0,16. А, ты имеешь... Вот эту линию. Я вообще на другой смотрю. 0,16. Все, я понял. Так, мне надо выровняться. Да, у тебя 7 километров просто до точки, и тебе надо поворачивать будет. Чтобы ты должен заранее знать, куда ты будешь поворачивать. Мгм. Блин. Так. 409 ППМ-3 прошел. Высота 200. 409 принял маршрут номер 1. Так, теперь идем на 0,16, да? Ага. Она сама выстроится, да? ПП. Сама выстроилась на маяк РСБН. Ты на радиале... Ты находишься на дальности 101,5, на радиале 276. Так, 0,16 это у нас это где? Это вот здесь. Это Где-то здесь. здесь. Ага. Смотри, сейчас радиал... Видишь, у тебя теперь стрелка с колечком, она показывает твой радиал. И она будет сейчас ползти вверх по прибору. Мгм. Она к 30 должна подползти. Если твоя дальность меньше 100, значит ты идешь правее. Если твоя дальность свыше 104, значит ты идешь левее маршрута. То есть левее, правее ты должен сейчас ориентироваться по дальности. А Так, степень самый достижения лучший вариант дальности какой у нас должен быть, получается? не Средний. меньше 100, не меньше 100 и не больше 104. То есть это ты по отклонению влево-право от маршрута ориентируешься, а по достижению цели ты ориентируешься по подходу стрелки к курсу 30. Она, видишь, постепенно вверх ползет, к 30-очке подбирается, к 300-му курсу. Да, вижу, ага. По чуть-чуть ползет. Так, если к 30-очке подберется, потом мы уже, получается, как Это уже проходим будет ППМ-4. Да, и тебе надо будет повернуть куда? На какой курс? На ППМ-5 курс 105. Все верно. Так, ну все. На Еще 30 не я... подползла. У тебя триггер сработает. Ага. Еще не подползла к 30. Понял. Ты сейчас на радиале 200, где-то 288. 290 радиал твой вон. Мгм. Еще 10 градусов стрелочки надо проползти. Так. Так вот сделаем.
Вот мы достигли почти значения нужной дальности в 104 километра. И подходит уже радиал. Да, сейчас я получается на 105 войду на АПП. Ты идешь ровно. Я сейчас как карту посмотрел, ты идешь ровно. Молодец. Мгм. Это был самый сложный участок маршрута. Чуть-чуть левее вышел. Буквально там метров... На километр левее всего лишь вышел. Это очень хорошая точность. В реальности советские самолеты по трассам летали плюс-минус 5 километров. Ну, тут точность навигации у них была 5 километров. 409 ППМ-4 прошел, высота 1900. 409 принял маршрут номер 1. Че, он сам переключится? Нет, он не переключится. Ты поворачивай. Тебе не надо, чтобы он куда-то переключался. Он у тебя сейчас привязан к аэродрому. Мгм. Это моя КРСБН. Так, 105 надо поймать, да? А на 105, по-моему, там стрелка большая, или я ошибаюсь? Напротив... Нет. 105 будет у тебя между двумя стрелками сейчас. Мгм. Вот. Теперь уменьшается дальность. Ждем 63 километра и уходим на КПМ, да? Угу. Так, а там 165 курс будет. Можно еще подравняться, да, я так понял? Ну да. Тем более ты не моментально повернул вправо, а после пролета 4-го Ну. ППМ. Но в целом ты хорошо идешь. Чуть высоты дам. Или здесь надо уже на снижение будет идти потихоньку. Иди на 2000 все время. Диспетчер тебе может дать несколько вариантов команд при возврате на аэродром. Он может тебе сказать на маяк 1200. А может дать команду тебе работайте по программе возврат. А может тебе сказать вход в круг. Но Никто ночью не это знает, что такое маловероятно. курс. Это я даже не знал, летчик, блядь. Нет, ну я теперь понял, как это все смотреть здесь. Ну, я скажу так, я не летчик. Я любитель был в основном так. Пострелять самолетом, полетать. Поэтому я просто решил поподробнее это все с тобой познать. Ну, пока есть возможность, пока у тебя желание у самого есть. А то ты мне, может, завтра скажешь, блин, Лекс, все, я устал, давай, иди он с автоматом бегай. Ты сегодня идешь на... Ты вчера летал на 3. Сегодня ты тянешь на 4. Благодаря тому, что ты хорошо пролетел от 3-го ППМ к 4-му. Так, что у нас расстояние уже? Ждем джойстик. Еще надо радиал же контролировать. Радиал у нас где-то 302, да? Должен быть 309. Вот, внизу прибора видно, напротив какого значения стрелка с колечком. Угу. 303, 304 где-то твой радиал. Должен быть 309. Если 304, значит мы правее чуть-чуть, да? Маршрута. Если свыше 309, значит мы где-то левее. Хорошо идешь. Ровно выходишь на точку. А бывает, представляешь, бывает, часто люди бывают, которые, у них на дисплее нарисован маршрут, они умудряются потеряться.
Тут можно даже вообще снаружи не смотреть, там просто не видать нифига. Не, ну, то есть есть же самолеты, у которых на дисплее их маршрут нарисован. Ну, Вот есть люди, которые даже там путаются и теряются. А тут стрелки. ну туда. Причем больше половины маршрута у тебя, где стрелка не показывает, куда тебе точно надо лететь. У тебя стрелка показывает, куда надо лететь на первый, второй, третий ППМ. Дальше все. Так, тягу маленькую беру. А ничего, учимся потихоньку. Правда, мой цвет красный не любимый. Ну, не сильно любимый. Подсветочку бы другую. Это цвет ярости. Так, все, высота. Чуть-чуть левее доверни. А, левее. 105 курс держи. Угу. Были бы тут курсы бы в электронных цифрах. Вот он бы тебе показал прям цифры. Но на Тэшке будет. У Было тебя на бы Юлсе там классно. курсы показывают. А то Да. вот эти, блин, знаешь, как компасы, часы вот эти, которые это со стрелочками, блядь. Но ты же не зумер. Ты же миллениал. Так вот, нам надо прикольное переходить поколение. уже на электронное и все. Как вот здесь вот показана высота, он, видишь, там в цифрах. Почему бы и... Знаешь, зумеры не умеют по обычным часам время определять. Было бы частенько. здорово, если бы курс был бы. Так, 409 прошел ППМ 5, высота 2100. Меня не слышал, да? Я сейчас скажу. Принял маршрут номер 1. А ты что не поворачиваешь-то? Так, что, куда идем? На 165, да? Ты же перемещаешься в пространстве все время. Так я тебя жду, когда ты мне доложишь что-то. А ты про этих зумеров начал, видать, тебе кто-то там высказал. Да ну? нет, у меня программа почему-то коряво стала работать после Ну. обновления. Так, и что, мы сейчас выстраиваемся на аэродром, получается, уже? Пока что на КПМ. Курс на 165. Ты должен оказаться на радиале 295. Блин, текущий радиал скрыт ручкой управления самолетом. Не видно, на каком радиале ты. Так, это что-то переборщил уже. Курс 165 должен быть. Ага, я просто... Вот, 170. где-то 160, здесь. вот этот. Сейчас маленько добавим. Тихо. Радиал, твой текущий радиал перекрыт ручкой управления самолетом. Мгм. Сложно определить. Надо камеру смещать чуть-чуть в бок. Это вот центр сейчас. Кстати, это центр сейчас в Ну, кабине. понятно. Это прибор, взгляд на приборы. Здесь сейчас стоит на камере. Ну, я в этот момент просто чуть-чуть смещаю голову в сторону, чтобы видеть показания Что так, стрелки. глаза уже устали от этого красного цвета. Удаление 52. Должно быть 46. О, нифига себе, фонарики где-то горят, офигеть. Точно на КПМ выходишь. Доброе утро. Так, сколько там? 46. Угу. 409 прошел КПМ. Высота 1900. 409 принял. Работайте возврат по программе. Так, что, посадку выставлять? 309 принял по программе. 409 принял по программе. Что там, посадку надо выставить теперь? По программе возврат. Это значит, ты должен включить режим возврат. Он включен, кстати, сейчас. Блин, зря я Давайте тут пощелкал. выключил. Ты Вот сейчас, возврат. наверное, сбил аэродром. Вот А на он. какой аэродром теперь? На какой он аэродром ведет? Посмотри дальности удаления. 40 Вроде километров, все верно. 43. Хорошо. Следуй. Так, следуй.
Теперь по какой стрелочке-то тут надо будет сейчас нам смотреть? По всем. На текущую секунду времени по всем стрелочкам. И в том числе на команда пилотажном приборе директор на планке показывает тебе верную информацию. Ну, я сейчас на основную выстраиваю стрелку, на вот эту толстую, которую. Правильно? Просто показывает общий курс с того места, откуда ты нажал возврат. А, подожди. Тонкая подсказывает непосредственно на место, куда ты должен прилететь. Просто следуй директорных стрелок сейчас, верхних. Вот на верхнем приборе, на командно-пилотажном. По крену. Слушайся ее. Она говорит, рули вправо. Все понял. Но начались танцы. Она говорит, поверни чуть-чуть правее. Вот так держи. Угу. Высота 1800. А так, а как я сейчас пойму? Ослушайся директорных стрелок. И по тангажу, и по крену. Полностью. Она тебя очень ровно приведет. Туда, куда надо. Видишь, она говорит, поверни вправо. И что, нам не скорость еще скажет какую? Нет, скорость она тебе не скажет, а вот высоту и направление она тебе все подскажет. Вот у тебя сейчас идеальный крест на приборе, да, получился? Мгм. Старайся все время так и выдерживать. Крест чуть-чуть поломался, по высоте ушла вверх. Но это не так страшно. Ах да, чтобы подсветка правильно работала, запроси у игрового диспетчера возврат на точку. Через слэш. Кого? Чтобы подсветка аэропорта правильно работала, запроси у внутреннего диспетчера возврат. РП, Так, как у нас Крымск, Крымск? Р2. Да. Возврат на точку. 409. Прибой. Это был прибойный возврат. Проси возврат на точку. 409. Таймыр. Пиринг. Ваш прибой. 1. 409. Возврат. Все. Предупреждаю, если что, тут горы. Сильно не снижайся, пока тебе директорная стрелка не скажет снижаться. Мгм. О, а директорная стрелка сказала снижайся. Видел, директор вниз уполз? Слушайся его. Снижаешься резче, чем просит директор тебя об этом. Слишком сильно снижаешься. Мгм. Сильно снижаешься, прекрати. Можешь разбиться, здесь горы. Опасная высота. Ну. Директорная стрелка говорит, набери высоту. Набирай так, как от тебя требует директорная планка.
Задери нос. Влево. На посадку. Левее, левее. Усиль поворот. До 45 крен. Полоса это вот та, которая светится, наверное, да? Да. Передо мной. Туда надо попасть. Ну, следуй директорным стрелкам. Она говорит влево, влево, А, влево, ещё левее. влево. А ты видишь директорные стрелки? Видишь их, Но. директор? Следуй директорам на командно-пилотажном приборе. Сейчас она начнет вправо показывать. Поворачивай вправо. И дальность 12, выпускайся. Директорная стрелка говорит, иди ниже. Чуть-чуть. И правее. Полный выпуск механизации. Доклад диспетчеру на посадочном. Шасси выпущено с посадкой. 409 готов к посадке. 409 продолжайте заход. Идешь выше. На курсе, выше режим. Понял, снижаюсь. Так ты должен ответить? Не, на дальнем следующий доклад. На дальним приводом доклад. Шасси выпущено, к посадке готов. 409 на курсе на глиссаде. Это просто подсказки тебе дает диспетчер. Можешь на них не отвечать. Вот дальний, доклад на дальнем. Шасси выпущено, к посадке готов. Шасси выпущены к посадке готов. Посадку разрешаю. У меня опять программа сбой дала. В 409 посадку разрешаю. Гада, торец не подсветили. Скорость мала. Таймер 0,9. Разруливайте на стоянку. 409 сел. 409 посадка в 8 минуту. Не, ну я ночью уже приземлялся, правда, не на этом самолете. Так, а вот теперь бы Посадка. мне понять, куда бы ехать. Вправо. А, сейчас правее надо было. Можешь через F10 изучить схему аэродрома. Главное А я не пойду проехать. курить. Перекур пойду.
А, вот я вижу. Все, я вижу. Оценка, какая оценка? Ты мне хотел оценку дать? Ну давай. Оценка хорошо. Ну, Но это четверка. растем. Это растешь, да. Я даже удивился, ночью лучше, чем днем. Да, дело, я тебе еще раз говорю, в джойстике сейчас. Смотри. Он до сих пор не пляшет. Вот он работает как надо. Я понял причину его, и все. Я теперь Просто думаю, нахрена я, помимо блин, этого, сейчас заказал другой. Я думаю, сейчас деньги... ты же еще не понимал радиалы, курсы, понимаешь? То есть вот эти вот вещи у тебя... Я же вижу, что у тебя с этим проблемы имеются. Ну, это И да. сейчас у тебя с этим меньше проблем. Я на это обращаю внимание. Ну, стараемся. Например, после взлета ты затупил, ты не знал, куда разворачиваться сразу с первой попытки, да, пока я не подсказал. Ну, То, это что да, надо это у на меня в аэродром начале выйти. традиция, пока это... Пока двигатель разогреется, как бы... Я на эти вещи смотрю. Пойду перекурю. Иди, а. Я тут доеду. Свежий воздух, звездочки. Ну да, ночь она вынуждает летать по этим приборам и смотреть в эту красную панель. Так, маленько становимся. Ой. А, ну все, я вывернул. Теперь надо весь аэродром проехать прямо, и там только где-нибудь парканусь на 5-е место возле МиГ-29, да? Что касается управления самолета, конечно, Грач, он более удобен в управлении, тут я не поспорю. Он прям хорошо, если у тебя джойстик нормально работает, он хорошо его чувствует. Ну и при посадке, конечно, намного он такой плавный. Но вот что касается боевой составляющей, ну, мне больше нравится, конечно, где есть какое-либо наведение типа оптическое, а не вот это на прицеле, блин. Здесь только бомбы бросать классно на этом прицеле. И... Блять, фонарь этот перекручивается. Давай нормально. Оп. Так, сейчас мы, значит, вылетаем в сложные погодные условия. Ну, я не знаю, как он, наверное, погоду испортит здесь сейчас, Саня. Сейчас у нас пилотирование будет в сложные погодные условия. Ну, суть та же, короче. Туманы, дожди. Вот. И третий, как бы, вроде как пилотирование уже на полигон, работа пушкой. Ну, пушкой-то я отработаю. Пушкой, нарами. Для меня это ничего сложного не будет. Главное на курс выйти и визуально увидеть цель. Вот. Для меня управляемыми ракетами здесь сложно было работать. Сейчас не знаю, у меня, говорю, джойстик. Вот я, видите, я его касаюсь сейчас. Где вот он у меня? Я раньше касался, у меня сразу болтался в самолете. Сейчас вот видите, я вот рукой коснусь. Все нормально, он даже это. Так что он рабочий, спустя даже 12 лет.
Ну, поздняк метация, заказал себе другой уже. Где-то с 10 по 16 ноября придет другой джойстик. Там кнопок побольше будет, и это... Он будет, наверное, более устойчивый, чем этот. Этот постоянно крепить приходится. Короче, здесь все серьезно. В этот раз. Это, знаете, как можно сказать. И вот я в армии. Нафиг. Только в летной. Там на Иркут он завел целую летную книгу. Все полеты, все записывает. У меня уже свой тут персонаж создан. Имя, фамилия, отчество. Там чуть не паспорт уже. У него там, ё-моё. Капец. Короче, если что, меня могут даже, по-моему, сейчас в ДКС в розыск объявить, если что не так. Вам предлагаем на контракт, на специальную военную... Помоги своим, там, вот все дела, да? Будь со своими. Да? Так что все у него тут... Слушай, Лех, Да-да-да, ты как погоду испортишь? а мне уже готовая миссия. А, ты Мне уже просто надо испортил её? перезапустить. Нет, она сейчас нормальная, она испорченная будет в следующей миссии. Следующая миссия у меня готова, она отдельным файликом. Просто я закрою сервер, запущу сервер снова. Короче, ты хочешь, чтобы я тот же маршрут теперь сделал в плохую погоду? Нет. Чуть-чуть по пилотажу в облаке. Попроще будет. Маршруты все. С маршрутами мы разобрались. Днем, ночью пролетел, этого достаточно. Так что мне там А просто- на лейтенанта-то еще есть возможность-то? Экспромтом сдать уже нет. Ты ее в первый день провалил. Я уже бы им стал, если б почувствовал бы самолет. Теперь тебе надо налетывать часы. Хотя на боевые миссии ты будешь доступен и сержантам. Я тебе так скажу. У нас сержанты допускаются к боевому применению. У тебя есть, есть такой параметр, как звание, а есть допуск к боевому применению самолета конкретного типа. Есть еще должности: летчик, старший летчик, командир эскадрильи. Блин. Перерубил, называется. Так, и что, не зайдем? Нет. А она за следующим самолетом твоя стоянка. Разве? Чуть Это я подальше. тут челку Да, вижу. дальше. Дальше твое место. А, вон, все вижу. Точно, мне же за МиГ-29. Кстати, у тебя белорусская краска? Глазик есть на носу? Ну, сейчас Да, остановишься, да, да, скажешь. глазик есть. Стой. Приехали. Да, у меня глазик. Блин, плохо вижу. Да, Ну, вот он сейчас глаз. дневную запущу, увидишь. Да вот глаз, глаз его В видно. этом виде. У тебя белорусское знамя на хвосте. Ну и ладно. Да, белорусы, братья, почему бы и с их знаменем не полетать. У нас только 2 самолета в такой окраске в нашей группе. Ну и ладно, я на нем нормально летаю, не позорю. Все. В реальности это окраска авиабазы Лида. Че, я закрываю сервер? И запускаю Да ты снова? мне так и не сказал. Типа сейчас, чтоб лейтенантом стать, это надо с часы налетать? Или что я так... Чтобы лейтенантом часы налетать и на боевые, если попадешь, стараться не косячить. Вот. А у вас там Я все хорошо. строго. Да и ладно, мне пофиг. Я не хочу генералом быть. Мне главное участие в бою. И все. А мне эти звания тут...
Главное не рядовой, а то было бы забавно, рядовой летает на сушках. Запах, да, такой летит. Что, ты отключил, что ли, все? Ты тут, нет? Раз. Он куда-то пропал. Так, а ну-ка посмотрим, что-нибудь появилось. Нет, ничего. Ждем. Ждем, скажет, когда сервер запущен, зайдем. Сервер запущен. Угу. На учебных накосячить ты не можешь, а на боевой накосячить очень легко. Все может быть. Ну, на 25Т не знаю, а вот на вот этом могу. Управляемыми ракетами. А где пацаны-то все? Что ты им сказал, не приходи? Фиг знает. Не говорил им. Они обычно Ты им сказал, попозже Лекс на приходят. генерал учится, не отвлекайте. Что-то... А что выпрыгнуло, я не понял. Частота та же, 124? Да. Сейчас я планшет проверяю наличие правильных картинок. Ё-моё. Вот оно, нашел. Частоту установишь, когда ты в кабине окажешься. Там это сегодня тогда в установлю. объявлении целый комплект чувак продавал. Руль, педали, штурвал, и нифига себе. Но это знаешь, где? Южно-Сахалинск. Как он? Южный Сахалинск, да, называется? Блин, заинтриговал. Единственное, так прикинул сейчас на педалях здесь рулить, сидеть. Бля, да нет, дело-то не в этом, а как я потом на машине-то ездить буду? Не, у меня же педали есть, я привыкал. Ну а как после вот, когда попилотируешь за рулем, уже непривычно, да, как-то или как? Да нет, это другое совсем. Нет, нормально, все то же самое. Нормально все. У меня были, знаешь, в чем прикол? Когда руль с педалями стоял, и у меня рычаг переключения передач здесь, да, был? Вот, у меня задняя включалась как на Ниве. Ну, на моем руле игровом, на компьютерном. И я пытался также заднюю включить в Газели у себя. Вот после этого руля. Не, да, мне как-то уже рулить здесь удобнее на клавиатуре. Я уже... Короче, я вот управляю клавиатурой так, как управлял в армии самолетами. Вот. А все остальное дополнительно. Я, кстати, в армии ни разу джойстик не подсоединял, хотя у меня была такая возможность. Посмотри окраски соседних самолетов. Угу, И как все это выглядит. То есть я в армии ни разу джойстик не подключал, хотя у меня он всегда был на протяжении всей моей игры в армии. 3. Я бы мог подсоединить и летать на нем. Вот там я никогда его не пробовал. Не знаю, по мне так джойстики лучше использовать в симуляторах. Не в артандерах вот этих, не в армии, а именно в симуляторах. Потому что, ну, что такое полеты в армии? В артандере это тот же Battlefield. Не знаю, я не воспринимаю всерьез. Да, интересно, весело, классно, здорово. Ё-моё, это что за такое, блядь? Офигеть, я вижу дождь. Офигенно. Посмотри на соседние самолеты снаружи. Сейчас. Как они теперь выглядят. Серийная окраска Су-25, а с другой стороны. Вон он в конце. 07 борт, видишь? 07. Да, вижу.
Вот это наш иркутовский окрас. Вот. Кто такой Валентин Мухин? Это какой-то герой Республики Беларусь. Я его не знаю. Мгм. Ознакомься с заданием в планшете. Листай страницы. Упражнение там 37-38. В другую сторону надо листать, в другую. Еще. А, вот оно. Вон оно было. 38-39, да. Вот это надо будет выполнить в облаках. Диапазон высот от 1000 до 4000. Взлет, уход в зону. Разворот с креном 20 на заданный курс. Разворот с креном. Так, а курс-то у нас есть там? Я задавать буду курсы. Так, разворот с креном 30 на заданный курс. Прямолинейное снижение потери высоты 1000. Высоты 1000 потери. Прямолинейный набор 1000. Вираж с креном 20. Вираж с креном 30. Снижение до заданной высоты. Спиралью с креном 30. Набор заданной высоты. Спиралью с креном 30. Заход способом, указанным командиром. Заход в системе. По системе с прямой. По системе с прямой, понял, заход двумя. Ну, Ты знаешь, что я тебе сегодня инструкцию давал, что такое по системе с прямой, что такое двумя разворотами, картинку скидывал. я вот именно что и не смотрел. Ознакомься с ней. Это мне же надо в ВК зайти, а я сейчас не смогу уже, наверное. А в телефоне у тебя нету ВК? Не, я же через комп. В планшете? Не знаю. Где-нибудь еще. Нет, я в контакт захожу только Просто когда тебе дома. надо в голову вот эту вот программу, методик запрограммировать. Вот. Чтобы ты, когда тебе сказали по системе с прямой, чтобы ты понимал, что от тебя хотят. Когда тебе сказали двумя на 108, чтобы ты понимал, что от тебя хотят. Сейчас Ну, я вы, гляну. скорее всего... Через компьютер гляну, короче. Мгм. Так. Вот так. Ты мне тут определяй направление ветра на сегодня. Вот ты мне скидывал что-то. Заход на посадку, схемы и радиотехнические средства для захода снижения. Угу. Да, вот вижу. Ну, блин, тут отдаленно, понимаешь, я не вижу ни хера. Надо сейчас картинку туда как-то сохранить, приблизить. Да, просто в голове запомни, что двумя разворотами на 180 это такой овал, да? Сейчас А я по гляну. системе с прямой это петелькой. По кругу. Так, что По кругу у нас нас тут? не По кругу нас сейчас не интересует. Так, двумя разворотами на 180. Да, вот это нас интересует. И по системе с прямой нас интересует. Вот это вот самых два главных основных запомнить надо. Просто визуально как это выглядит. У тебя есть расчетный угол, который... Вот самое сложное это по системе с прямой. Там надо взять расчетный угол и уйти в расчетную точку. Расчетный угол я тебе подписал 20 градусов. Идет. Мгм. Ну, блин, это надо, короче, сначала слетать, посмотреть, как это я... Ну ты уже летал эти заходы, эти заходы ты выполнял уже неоднократно. Слушай, а здесь эти врубаются, дворники или кто там? Есть он? А зачем тебе дворники? Так у меня У тебя в окне. потоком ветра у тебя всю воду смоет. Да. Так, что, запускаемся тогда? Включай электрооборудование, выставляй курсовую систему. Че, вы в плохую погоду летаете? Всякое бывает.
тут не такая уж и плохая погода тут. Да я просто наслаждаюсь этим эффектом дождя. Наконец-то. Наконец-то я в игре нормально посмотрю на это. Ну что опять за повороты начались у моей головы? 409 проверка связи. 409 здесь. 409 запускайте. У тебя тоже все отлично работает. Да блин, подожди. Включи режим посадка и посмотри, какой посадочный курс сегодня. Уж условия погоды поменялось. Это маршрут, это возврат, это посадка. Это ничего. Сейчас это маршрут, это возврат, это посадка. Опять маршрут, возврат, включи посадку. Вот, посадка. И теперь посмотри, Подожди, какой у давай тебя еще взлет. по лампочкам надо закрепить, надоело мне уже прыгать. Две лампочки вот эти это тоже левые, это приятно посадка. вспомнить. Сделай просто взгляд на приборную доску, как ты обычно смотришь. Вот. Нажми... Нет, просто прямо смотри. Не смотри на этот блок. Ну, что? Просто смотри прямо. Нажми единицу. Не, а по лампочкам нельзя отобразить, допустим, вот. Чтобы тебе не приходилось каждый раз туда смотреть, я тебя Мне научу так удобнее определять. даже, я и так могу. Но я вот ты именно голос хочу, не чтобы ты мне по лампочкам объяснил. Я по лампочкам не понимаю, почему. Да, я попробую тебе объяснить более просто. Нажми единицу, чтобы... Видишь, Я команда что-то пилота? маловероятно верю, что ты мне просто Давай сейчас попробуем. опять... Давай попробуем. Давай. Командно пилотажный прибор, видишь? Ну да. Нажимай единицу до тех пор, пока там не появятся два красных бленкера. Вот. Видишь, два красных бленкера на командно-пилотажном приборе. Теперь у нас по очереди Это режимы. у нас Это без получается... задачи. Это ничего. Ну я понял, мы все вырубили. Вот. И у нас порядок. Маршрут, возврат, посадка. Маршрут, возврат, Маршрут. посадка. Да. А, ну все. И следующее нажатие будет ничего. Да. И так по Маршрут, кругу. возврат, посадка. Да. Нет, сейчас ничего. Сейчас ничего у тебя. Ну не, я вообще просто запоминаю. Вот начинает ничего. Маршрут, возврат, посадка. Надо запомнить. Это везде, во всех самолетах. Везде, да? везде в горячих скалах. На самолетах Понял. горячих скал, на всех. Ясно. Так, а вот сейчас еще по лампочкам посмотрю. Так, маршрут, возврат. На возврате у тебя обычно горит посадка. кнопочка А возврат. смотри, а если у меня несколько маршрутов, то это будет один, потом два лампочка загорится, три или как? Как Маршрутные по точки именно? По ПМ, если другая, или она сама перестраивается? Она автоматически перещелкивается, если ты точно пролетаешь через точку маршрута. А если она не перещелкнута, надо самому поменять? Да, да. Вот. У тебя здесь анимировано 3 кнопки маршрутных точек. Только 3. Если ты в редакторе себе задал 10 маршрутных точек, они будут в этом самолете. Хотя это нереалистично. Но анимировано будет только первые 3 точки. Анимированные кнопки. Ну, понял. У тебя же там все по-русски подписано на этом пульте. Там подписан возврат. Кнопочка. Когда у тебя режим возврата, у Чё тебя это? зажимается там кнопка возврата. О, нифига себе. Включи сейчас режим посадка, чтобы понимать... Что это такое? А что ты делаешь? Не знаю. Блин. Что это? Не знаю, это в Дискорде, наверное, что-то отображается у тебя в А, я канале. вижу, что в Дискорде там смайлики вылазят. Я же приглушил себе звуковую панель. Я-то думаю, думал, нифига на сервере нововведение. Так, ну чё, запускаемся? Или... А, подожди, ты что-то хотел еще спросить, да? Да, какой у нас взлетный курс-то сегодня? Так, взлетный курс, да, Как посмотрим. узнать? 2 метода есть основных. Ну, можно посмотреть на... Здесь выстроиться. наверное. Включить режим посадка, это первый вариант, да. Так, сейчас, подожди. Раз, два, три. Ой, Ага. подожди. Да, подожди, я сам поймаю, я просто... Вот он. Посадочный. И да? смотри, куда показывает стрелка у тебя курса. На тебя или от тебя? Вперед или назад она показывает? По основной смотрим, да, получается? Широкая стрелка показывает Назад она полосу. посматривает. Назад. То есть тебе надо взлетать навстречу тому, как ты стоишь сейчас. Правильно? Мгм. Значит, тебе надо рулить через весь аэродром.
А я стою там же на взлёт. своем любимом месте. Да. А еще можно посмотреть на ветровой конус. Второй метод, как определить взлетную полосу. Посмотри на ветровой конус. Видишь? Мы же взлетаем, Ты получается... взлетаешь, да, навстречу ветру. А, мы против ветра всегда взлетаем, да? Мы против ветра взлетаем, да. Мгм. Хотя бывают исключительные случаи при скорости ветра не более 3 метров в секунду. Так, ладно, иду запускаю. Ну, понял. Ну все, теперь можно, раз уж мы все поняли, что и как, можно теперь выстроиться. Так, подожди. Что я делаю? Только не нажимай в режиме посадка Ctrl-Ё. Ты собьешь себе аэродром. Прикольно, походу я это сделал. Потом его придется искать. Его легко найти. Ну, Давай сейчас научимся, смотри, так, раз, два, что три. делать, если ты сбил аэродром. А, вот я его не сбил, нормально он у меня. Не здесь. сбил, да. Ты понял, как определять, что ты его не сбил. По дальности. Ну это да. Вот. А если вдруг сбил, то щелкай Ctrl-Ё, пока не найдешь аэродром с правильной дальностью. А, ну то есть мы по дальности смотрим, да, и все. Ну, на земле легко, а если ты в воздухе его сбил, то там сложнее. Потому что ты не на Ну да, аэродроме в стоишь. воздухе, да, будет. А где дождь? Блин. А он переменчивый. А здесь снег есть? Есть. Блин, классно. Так, ну чё, запустил 2 двигателя. Так, сейчас получается... Здесь на МиГ-29 трубка ПВД может замерзнуть. Стой, куда ты поехал? Очень без меня? весело. На этом Замерзнуть? самолете да, Есть. трубка ПВД. Ну ты когда на грузовике на своем ездишь в зимой, у тебя же обмерзают зеркала? Маршрут. Ну, маршрут выстроился. Обмерзают на пластиковой стороне зеркала у тебя, когда ездишь зимой в слякотную погоду? Ну, Бывает если такое? машина, да, трассе слякоть, если особенно. она... Ну, да, нет, да, допустим, если ты по трассе едешь, да, где-то там Да-да-да. через степь, то, да, конечно. И у тебя там, где пластик, ну, с другой стороны зеркала, получается, там лед может накопиться. Мгм. Здесь трубка ПВД может обмерзнуть, прикинь. Офигеть. А знаешь, к чему это приводит? Почему? У тебя указатель скорости не будет работать. Вот. Ну, у тебя воздух туда... Она закупоривается. У тебя воздух измеряется за счет набегающего потока воздуха. Вот. Если трубка замерзнет, ты не будешь сдать свою скорость. Понял. Поэтому есть обогревы приемника воздушного давления. И опять же, видишь вот эти трубки ПВД у тебя на носу? Мгм. Правильный угол на взлете, это тебе надо совместить кончики этих трубок с линией горизонта. Это правильный угол набора высоты после взлета. Так, что у нас? Разрешите руление 409. 409, полоса в работе 22, выруливайте. Четыре, 09. Таймыр. Разрешаю руление на полосу 2-2. Сейчас мы покатаемся, пока еще. Нам еще весь аэродром надо проехать. На все самолеты посмотрим. Да на них смотреть неинтересно, на них летать надо. Что на них смотреть? Самолеты, Я люблю на них смотреть. А я летать на них люблю. Я на авиазаводе работал, я вообще Давай ты будешь на кайфовал. них смотреть, а я буду летать. Во всех ваших миссиях. А ты смотри на них. Шучу. Слушай, а что-то это дождь такой, как бы как снег, как будто. Ну, он, я имею в Вот виду, такой он. какой-то медленный какой-то. Ну, классно здесь сделано. Мыло Еще это бы бетонка, насыпано. еще бы бетонка мокрела. А у него нету дворников у самолета этого, да, вообще? Нет, нету. О, класс вообще. А как На они, вертолетах подожди, а дворники как оно есть. зимой, вот оно накапает, и оно же у него стекло тоже замерзнуть может, и как он Ну, чистит ты его? ну, во-первых, у тебя обогрев фонаря имеется, обдув его теплым воздухом. Во-вторых, запрещено взлетать на грязном самолете. А еще знаешь, что с выпущенными закрылками зимой рулить запрещено? Вот. Что, Потому замерзнешь? что снег может накопиться, пока рулишь.
Или лед обледенеть. Прикинь, оно может заклинить. Мгм. Там нюансов прилично. Ну, гражданские самолеты обливают противообледенительной жидкостью. Эти самолеты их отогревают перед полетами. Самая жесткая работа у авиатехников, мне кажется. Они в любую погоду, в любой мороз копаются в металле в этом. Ну да. Суровые мужики. Там Ну. еще, видишь, все эти агрегаты, они очень плотно скомпонованы в самолете. То есть тебе желательно быть очень худым, с длинными руками, тонкими. Там очень все плотно скомпоновано в самолете. Придумали же эти самолеты. Да, и у тебя самолет должен быть готов к боевому вылету тогда, когда тебе скажет командование. Это тебе не Ховика подготовить к рейсу. А ты думаешь, его просто так подготовишь? Там сейчас, знаешь, целый Попроще, инструктаж. чем попроще, чем Су-25, я тебе скажу. Там тоже своя система, зря ты так. У каждой машины, у каждой техники есть своя подготовка, тем более в наш сибирский климат. У нас стабильности нету. Сегодня лето, завтра зима. У вас снег-то хоть лежит там в Иркутске-то, нет? Не еще, на трассах Я повыпадал. вообще без шапки хожу на улице. Офигенно зима в Сибири. А я не вылажу на улицу. Я вот сейчас на 5 минут вышел до магазина за сигаретами. И не хочу больше выходить. Так тебе надо самолет купить и сделать спальник там, как в этой фуре своей. Так Всё. у меня вот здесь за компьютером самолет. Там вот спальник за спиной захерачить и все, и спать, да? Блин, Я ну 3 не месяца, знаю. 3 месяца я нагулялся на улице. Повсюду. Не, Всё, ну, дома сижу. смотри, а то Холодно потом на непривычно будет. Нифига нагрузка такая. Считай. Да у меня часто так. Я домой прихожу и дома сижу много. Потом уеду на 2 месяца. Ладно, каждый выбирает себе, как ему лучше. Главное, чтобы другим не было. Главное, другим не мешать. Кажется, как будто снег, блин, а в итоге дождь какой-то. Это реально капает, интересно. Обычно он должен, допустим, капать и течь вниз капли. Они как будто прыгают, я не знаю, как снег, блин. Они, вот я вижу, здесь вот еще более-менее стекает, а эти как снег. Как будто, знаешь, Вот вот ты так погода такая, Придираешься. погода такая, знаешь, вот есть начало вот зимы с переходом с осени, идет снег и тает сразу. Такая вот тема. Хорошо, что вообще сделали. Раньше-то не было таких эффектов. Не, ну я тебе как бы это, я тебе так скажу, я еще играю из-за графики в этой игре. Если бы не графика, я бы не играл бы здесь. Я же сейчас такой привередливый, я все из-за графики играю везде. Относительно не так давно сделали нормальный дождь. Если не Еще бы будет бетонку графики- мокрой сделали. Ага, Еще бы бетонку мокрой сделали. лужи, да, лужами. создали бы. Да. Ну, тогда может вообще тут... Ну, вот у меня Тогда сейчас тогда у тебя графика... компьютер перегреется. У меня сейчас графика на ультрах вообще стоит. Прям не знаю, что там еще вывернуть. Но я прям все уже вывернул. Там суперсэмплинг можно выкрутить, и у тебя компьютер не вывезет. Суперсэмплинг. Так сэмплинг это зависит еще от того, какой у тебя монитор, наверное, нет? Разве? Ну там для крутых видеокарт есть функция, короче. Но крутых это По-моему, какие? суперсэмплинг. Какие еще ну, круче? всяких с приставкой 90. Что думаешь, на 50-70 не пойдет? Не знаю. Я не пробую, потому что понимаю, что у меня калибр 80 у видеокарты. И... Хорошо, я достаточно не знаю, картинки. надо будет выкрутить. Но сейчас-то я уже не выйду. Это надо в меню выходить. Он не дает здесь ее выкручивать.
Интересно, заинтриговал. Мне надо понять просто предел своей видеокарты. Я же должен знать. Ну, не, я понимаю, есть игры криво оптимизированы, там и на средней графике предел может быть. Как в виске From Tarkov. Там хоть 20-900 ставь, все равно 30 FPS местами будет. Запрос. На Там взлетную. видеокарта даже по сути не нужна. 409 взлет. Ты в СРС-ку запрашивался? Да. А, подожди, 409 взлет. Вот сейчас я тебе туда запрашиваю, ты меня не слышишь? 409, занимайте взлет по готовности. Ветер 5 метров в секунду, справа по 20 градусов. Я-то тебя подтверждаю, да, я тебя слышу. А ты меня не слышишь, что ли? Сейчас слышу. У меня что-то на это, после обновления плоховато работать стало. Как будто что-то слетает. Понял, так. Что, будем рулить? Тебе после взлета отход во вторую пилотажную зону надо выполнить. Левой схемой уйдешь. А вы на самолете здесь вождение не сдаете? Параллельную парковку, там 409. разворот, найти место для разворота, найти место для остановки. 7, 5, Нет? 8, запятая 3. Нет еще. А то это тоже важно. Надо же еще правильно рулить. Нифига у него крылья торчат. Надо еще правильно в парковку встать, а то можно повредить другой самолет. Это тоже важно. 409, разрешите взлет. Взлетайте 409. Так, что у меня стоит? Мгм. Сохраняй направление после взлета. А, то есть ничего сейчас не творим, да? Ну, сперва по прямой пролети, а потом левой схемой выходи. Блин, как классно, когда джойстик не пляшет. Кстати, он начал плясать. Немного, да? Видишь, я вижу, дергается. О, сейчас ровно. Это у меня картинка в Дискорде дергается. Это моя рука на нем, видать, плясанула. Так. Что делаем, что творим? Уходи во вторую зону. Сам или по приборам? О. В любом случае по приборам. Левой схемы, петелькой левой. Почему не продолжил Что-то я разворот не на вижу центр её. аэродрома? Да я эту петельку что-то не вижу. Сейчас она у меня где-то... Какая петелька там? Ты должен петельку изобразить. Ты как сам? на маршрут выходил? Ну как ты на Ну маршрут я-то выходил в поэтому прошлом по полете? прибору, по компасу лечу. Ну, Сейчас просто можешь следовать на стрелку. Не переворачивай самолет. Выйди из перевернутого положения. сейчас. Не превышай углы тангажа 10 градусов, не превышай угол крена 30 градусов. Скорость. Мгм. Большая. Сейчас сброшу. Ты можешь уйти в пилотажную зону?
Не превышай углы крена 30 градусов, не превышай углы тангажа 10 градусов. Мгм. Открой задание. Так, что там? Взлет, уход в зону. Выполняем уход в зону. Давай на высоте 3000 метров. Для набора высоты 3000 метров установи обороты двигателя 90%. Набираю высоту, да? Угу, 3000 метров. Тут будет сложнее, потому что, видишь, там четко приборы было видно, а тут сейчас их отсвечивать будет. В этом вся особенность. Зафиксируйся на высоте 3000. Мгм. Ну, сейчас зафиксировался, и что? Можешь докладываться 409 во второй зоне. Работаю по заданию. 409 во второй зоне, работаю по заданию. Блин. 409 работу в зоне разрешил от 1000 до 5. Начинаем тогда. Высота 3000. Что-то у тебя вариометр не на нуле. Разворот будет с креном 20. Давай разворот влево, курс 180, крен 20. Это 15. Устрани снижение. Так, Ты куда? блин. Не то сделал. Все нормально же было. Да-да, нормально, нормально. Помнишь, на какой курс поворачивались? Да, на 20, на 2. А, на курс на На какой? 180. Да, я же тебе сказал, на курс 180. Угу. У тебя потеря высоты 300 метров. М? 300 метров ниже назначенной высоты. Понял. Сейчас наберем.
Ты проспал? М? Ты проспал? 180, бля. Подожди. Не превышай крен на Тихо, 30 тихо, градусов. Тихо, 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 тихо. Но я высоту смотрел в этот раз. Здесь основные приборы в виде буквы Т на самом деле тебе расположены, и по ним надо бегать глазами. Сбился из этой высоты нахер. Поворачивай влево с креном 20 на курс 180. Высота у меня, видишь, сбивается. Сейчас. Понятно. Смотри, чисть несколько приборов смотреть. Просто бегай глазами по ним. Так, курс взял. Ага. Теперь высоту надо набрать. Установи высоту. Я тебе дам следующий курс. Там не на что смотреть. Но я же должен показать людям. Снег хотел увидеть, вот он. Я должен людям показать, а то они думают, что я фанатик этих приборов. Разворот на курс 270 с креном 30. Разворот, а лево, право. А каким быстрее? Ну, право, конечно, 270. Ну, Так, с креном 30. 30. Так, при этом высоту держим. На 300 выше находишься. Мгм. Обороты у тебя не для разворота, у тебя для набора высоты установлены обороты двигателя. Крен 30. Выдерживай. Скажи, я летчик, а не приборов чтец. Ну, почему я могу? Итак, мне главное высоту. Видишь, у меня пока... Я из-за высоты сбиваюсь. У меня постоянно высота прыгает. Ты смотришь на вариометр? Да, я на все сейчас смотрю. А, вот 270, мы уже подходим к курсу к этому. Подходим, да. Да, ну вот, все. Я специально молчу, проспишь или не проспишь. Да нет, у меня вот эта высота, блядь, мозги парит. Все. Ага, На курсе 409. давай. Прямолинейное снижение до высоты 2000 метров с вертикальной скоростью 10 метров в секунду. Вертикально. Так, подожди еще. Вертикальный 10 метров в секунду до 2000. А курс? Такой же, неизменный. Прямолинейно снижаемся по 10 метров в секунду. Это 20. Это 50. Это 30 метров в секунду примерно ты снижаешься. По 10 метров в секунду. Ты видишь прибор вариометр? Он сейчас 20 показывает. Так. 15. 10. 5. 5. 10. 20. 25. 30. Опять много. Ты видишь прибор? Бля, не могу эти цифры увидеть. Где они? Там не написано 10. Но там написано 20. А 10 она находится между 0 и 20. А на какой прибор ты смотришь? Ну вообще, я вот смотрю, у меня получается вот скорость, там вот еще. Это путевая скорость. Я про вертикальную скорость. Про вертикальную скорость. Да. Это у нас получается... Вариометр. Бля, где? Это прибор, по которому ты должен в развороте был контролировать, чтобы ты не снижался, не набирал высоту. Справа от командно-пилотажного. Ну это Вернись вот... на высоту 3000. Подожди, ты имеешь в виду вот это равновесие, где я смотрю все? Не знаю, где ты равновесие смотришь. Ну вот, ну, У тебя стрелка наклонно. вверх-вниз скачет. У тебя стрелка вверх-вниз скачет. Сейчас она 10 наборов показывает. Справа от командно-пилотажного прибора у тебя вариометр. Над часами.
А, так я вообще туда не смотрю, на этот прибор. На него всегда надо смотреть. Я никогда на него не смотрю. Если ты хочешь лететь ровно и не снижаться, не набирать, тебе надо на него смотреть. Я им даже не Вернись на пользуюсь высоту. ни разу. Пользуйся. Пользуйся даже чаще, чем высотомером. Так, что Набирай сейчас высоту. делаю? Набирай 3000 метров. Именно что я на него-то и не смотрю, я даже название забыл. Вот на него и смотри теперь. И в развороты, когда делаешь, на него надо смотреть, как ручкой работать управление. Пошла стрелка вниз, на себя потянул. Пошла стрелка вверх, от себя ручку дал. Я его и не смотрел. А ты говоришь, лейтенанта дать тебе. Так, 3000 есть? Нету еще. Давай развернемся пока что. То мы далеко улетаем от зоны. Развернись на курс 90. И набирай 3000. Тяга мала. Установи обороты 90 для набора высоты. Переведи самолет в набор высоты. Смотри по вариометру. Набор. Видишь, сейчас 25-30 где-то метров в секунду набор идет. Видишь это, да? Продолжай поворот. Крен маловатый у тебя. Потом мы улетим далеко. на 90 я вышел. Обороты прибери. Высоту набрал. Давай, прямолинейное снижение до высоты 2000 метров с вертикальной скоростью 10 метров в секунду. Это 20. Это 30. Да я вижу. Ну, По 10. Вот еще так. поймать надо. Да, и подруливай все время, чтобы 10 было. Смотришь на вариометр и на высоту. Вариометр, высота, курс. Вариометр, высота, курс. Отсутствие кренов, вариометр. Вот так вот прыгаешь по этим приборам. 4 прибора все время контролишь. По очереди. Ты же за рулем тоже бегаешь глазами. Но там у меня не 500 Там свой приборов, алгоритм. бля. Там тоже Самому за рулем. там левое зеркало, правое зеркало. Причем все время через дорогу ты это смотришь. Левое, правое зеркало, приборы. Но Дорога, приборы левое, это... правое зеркало. Ой, зеркала-то это другое. Тоже алгоритм. Одно дело, когда ты в зеркала смотришь на красоту. Там ты просто привык, уже много лет этим занимаешься, и уже даже не на задумываешься об движение этом. какое-то. А тут, блядь, в эту панель уперся и смотришь, вау, красиво как. Не проспи высоту, да? Поддержание курса, вертикальной скорости. Что там следующее по заданию? Пока снижаемся. Я задание выполню сначала, а то я знаю сейчас. Ага. Карту открою и опять улечу вниз. Еще виноватым буду опять. Лучше выполню. Так, у меня скорость большая. Я тебе песню потом скину прикольную в тему. Так, ну все. Чё у нас 409 следующее? выполнил. Так, сейчас. Блин. Еще бы Это игра все в была радио не смотреть. докладывается. Ты когда сказал, что мы снижаемся, прекрати снижение. Следующее. Это разворот. Так, прямолинейные потери высоты 1000. набор. Прямолинейный набор 100. Давай по 10 метров в секунду.
Набор до 3000 метров. По 10 метров в секунду. Это 30, это 50. Так, курс же держим 90, да? Да, ты ручку от себя отдай, это сильно быстро. Давай по 10 метров в секунду. Сейчас я на курс вырулю сначала. Ага. Теперь 30, говоришь? По 10 метров в секунду. По 10. Ну, Это здесь тогда 25, чуть это ниже. 15. Вот 10. Высоты сколько? 3000 метров? До надо? 3000. До 3, да, до 3. А если у тебя самолет подбит, ты как смотришь потом по этим приборам? Мне вот вопрос. А разная интересен. ситуация бывает. Ну, Потому что приборы только же могут повредиться. Могут датчики перестать работать. Мне просто вот вопрос интересен такой. Вот и тебя подбили, и как ты будешь, допустим, если приборы не работают, как ты будешь ориентироваться в плохую погоду? По приборам, по которым не много работают. Много всяких факторов. Тут как каждый случай надо отдельно Так, смотреть. все, выполнил. Куда-то падаем? А, нет, не падаем, подожди. Вернись на 3000. Ага. Что у нас следующее? Сейчас 3000 наберем. Ё-моё, там что, снег наверху идет? Да. Все. Смотрим дальше. Ты куда полетел? Стой. Оборотики прибери в прямолинейном полете. Что он у меня? Высота. Дальше. Вираж с хреном 20. Вираж с креном 20. Ну. Вот виражей на вариометр смотри. И ты должен ручкой управления по тангажу реагировать как раз на вариометр именно. Если стрелка вариометра вверх пошла, ты ручку от себя. Если она вниз пошла, на себя. И вот так вот ты играешься по тангажу ручкой. А креном все время стараешься крен держать. И на курс поглядывай, чтобы не проспать его. Так, что Ты делать? вошел, вираж делаем. С креном 20. Просто это у нас получается как поворот влево, что ли? Вираж это разворот самолета на 360 градусов. Угу. Блять, эти Без обозначения изменения бы еще высоты запомнить. Все. Так, ну что, поехали. Запомнил, на курсе 90 вошел в вираж, значит ты выйти должен на Вираж с этом же креном курсе. 20. Так, тихо. Стрелка вариометра вверх, ручку от себя. А высота камера должна быть. 3000. Понял. Видишь, стрелка вариометра вниз, ручку на себя. На себя. На себя. На себя. Угу. Высоту ушел опять из высоты. Потренируйся по вариометру определять, как работать ручкой управления. Как джойстиком работать.
Именно чтобы вариометр тобой Видишь, он у меня командовал. плясать начал опять, устал он. Вот стрелка пошла вниз, ты на себя тяни. До тех пор, пока стрелка вверх не пойдет. Тяни, пока стрелка не пойдет вверх. Вот стрелка недостаточно потянул, стрелка вверх не ушла. Потяни так, чтобы стрелка вверх поползла. Слушай, мы развернулись уже. Ты тяни на себя, ты снижаешься. Ручку на себя тяни, у тебя стрелка вариометра вниз. Я уже джойстик показывает. устал, блядь, от этих маневров. Он не вывозит такие маневры-то. Я же не говорю, что он у меня прям супер. Оттримируйся. Оттримируй тогда. Чтобы тебе не приходилось давить все время. Он устает от таких маневров, конечно. Скорости не хватает. Подтягивай на себя. Чрезмерно. Смотри на вариометр. Отдай от себя. Стрелка же вверх показывает. И не проспи курс. И сразу сделаешь перекладку с креном 30 вправо. Вправо вираж с креном 30 будет. А курс мы, походу, уже проспали, он справа. Нет, вот он подходит. 90. Ну, Первый вираж вправо с креном 30. Вправо. И ручку от себя отдай. Высота большая. Тяга сильно большая. Крен недостаточный. Смотри, скоро подойдем к 3000. Крен добери. Ручку от себя. От себя до тех пор, пока вариометр вниз не поползет. Приведи вариометр в ноль. В ноль его переведи. Отдай от себя. от себя. Ну, ты видишь, вариометр вверх показывает. Угу. Прими, чтобы вариометр 0 показывал. Вот так, чтобы он показывал. Угу. Вот, и держи его в ноле. Или около нуля. Скорость большая, да? Нормальная. Идеальная для пилотажа. Проблема не в большой или даже маленькой скорости, а проблема в ее непостоянности в течение виража.
То есть по-хорошему, если хороший вираж, вот дымы подвешать к самолету, можно дымы подвешать. Идеально, если ты попадешь в свой собственный след дымов. То есть, чтобы получился идеальный круг. А так, если схему полета посмотреть через программу, то твой вираж, он весь такой кривой, как помятое колечко. Так. Продолжай вираж. А могут два самолета в разные стороны выполнить вираж одновременно и потом вместе сойтись в одной точке. Полностью сделав круг. Один влево делает вираж, другой вправо. И потом вместе сходятся. Мгм. Это надо, чтобы оба летчика абсолютно идеально выполняли эту фигуру. Так, что нам выравниваться Вот- на курс 90 сейчас? Да. По высоте уже у тебя не более-менее стало получше. Крен у тебя то 20, то 30, туда-сюда. Ну ладно, нормально. Высота пошла вниз, видишь? Мгм. Так, ну я выровнялся на курс. Все. Что следующее у нас? Сейчас посмотрим. Так. Высоту немного подберем. Так, снижение до заданной высоты спиралью с креном 30. С креном 30. Значит, снижаемся до 1000 метров с вертикальной скоростью 20 метров в секунду. С креном 30. Мгм. Крен 30 устанавливай. Так, Крен 30. влево, вправо идем. Давай влево. Крен 30 и давай по 20 метров в секунду. А, по Держи 20, крен все, я понял. По 20 метров в секунду. До 1000 метров. Вот и держи вот так. Блять. Сохраняй крен. Крен сохраняй. Угу. Высоту. Продолжай снижать до 1000. Высота до 1000, 1970. все. До 1000, да. Всё, понял. По 20 метров в секунду. Выравниваюсь, да? Ага. Отлично. Что дальше? Так, сейчас. Так, дальше. Набор заданной заданного. высоты спирали с креном Ага. 30. Ага. Давай набираем 3000 метров с вертикальной скоростью 20 метров в секунду. Влево крен 30. Мгм. А заход у нас будет... Ну, я тебе сейчас расскажу по заходам. Мы, может быть, один заход всего сделаем. Крен 30. Вертикальная 20. Обороты для набора установи. Это 15 метров в секунду. Давай 20, он может. Тяги у него дофига. Нет, тягу-то не надо добавлять. Он на 90 справится. Мгм. С вертикальной 20 метров в секунду он справится на этой тяге. Просто подтяни на себя. Так, крен какой у нас там? Не помню. 30. Крен 30. Вертикальную 20 создай. Ага. Все, понял. Это 10. 15. 20. Вот так.
Так, а высоту 3 набираем, да? Да. Скорость падает, тягу добавляем, да? А тяга должна была быть 90? Не хватило ее? Нет. Ну ладно. Ну мы уже 3000, считай, что набрали. 3000 мы уже набрали, выравниваем, да? Доклад диспетчеру. Работу в зоне закончил, возврат. 409 работу закончил в зоне возврат. Как слышно? Сейчас отвечу. Вас принял, следуйте возврат по программе. Так, заход способом, указанным командиром. Да, Заход я тебе по сказал. по Это уже системе можешь не прямой, смотреть. заход с двумя разломами. У нас дальше захода. Я тебе сейчас объясню условия. Включи режим возврат. У нас Так, полоса щас. 22 в работе. Смотри, это стандартный метод в ДКС заходить на посадку. Автопилот так на тэшке заводит. Вот по этой системе, которая сейчас включена у тебя. У нас в упражнении сказано, что мы вообще 3 захода должны сделать. Но мне лень. Тебе лень? Ты Нет. хочешь 3 захода делать? Или лучше один? На аэродром? Да. Ну, я не знаю. Ну, а как То есть он лучше сделать? ну, нам командование говорит 3, а я вот как инструктор не хочу эти 3. Мне впадло. Времени много занимает. Давай договоримся так. Ты делаешь один заход, а я сижу и наблюдаю. Я буду наблюдать за тобой до ближней приводной радиостанции. Ты помнишь, что у аэродрома... Ты пока лети в сторону аэродрома. Пока я тут болтаю, разворачивайся на аэродром. Ты, кстати, не в ту сторону разворачиваться стал. Не превышай крен на 30 градусов. Знаешь, что у аэродрома есть 2 приводных радиомаяка перед полосой? Дальний и ближний. Знаешь, да? Нет. Но у тебя пищит в кабине перед посадкой. А, ну это тогда я слышу. Ну. Когда первый раз пищит, ты докладываешь диспетчеру, что шасси выпущены, дальний и высота 250. И тебе разрешают посадку, как правило. Знаешь ведь об этом? Угу. Ну, Вот. дальше. Этот маяк находится на удалении 4 километра от торца полосы. Есть ближний привод. У тебя второй раз пищит в кабине. Ближний привод находится на дальности километр от торца полосы. Над ближним приводом ты обычно полностью переходишь в визуальный полет и визуально досаживаешь самолет. Это тебе понятно, да? Угу. Вот. А также над ближним приводом обычно принимается решение садиться или уходить на второй круг. Вот. Веди самолет сейчас на посадку. И если мне не понравится точность захода, я тебе над ближним приводом дам команду ухода на повторный заход. И ты пойдешь 2 на 180. Угу. Договорились? Да-да. Чтобы точно выполнить заход на посадку, тебе надо строго следовать директорным планкам, которые указаны на командно-пилотажном приборе, которая сейчас, кстати, по высоте сказала «снижайся». Я сейчас на точность высокую не буду смотреть. Именно когда ты начнешь в режиме посадка идти, если у тебя очень большие отклонения будут по высоте или направлению, у меня может испортиться настроение, и я тебя над ближним приводом дам команду на повторный заход. А я пока кофе попью. Так, ну я же правильно на курс вышел? У тебя сейчас прямо все идеально. У тебя крест получился на командно-пилотажном приборе. Держи крест, и все идеально получится. Сейчас крестик внизу, кстати.
Он сейчас тебя стремится вывести на 1800. Ну, я понял. У него у режима возврат 3 высоты. 4500, 1800 и 1000. Сейчас он на 1800 тебя стремится вести. Но он уже вывел меня, ну. И что, надо эту высоту соблюдать 1800? Не так обязательно. Можешь сразу на 1000 снижаться. Главное, чтобы ты летел не ниже 600 метров. Понятно. Не ниже 600 до начала захода на посадку. У нас 600 это высота круга. О, наконец-то я вижу поле, блин. Это пипец. Оно тебя отвлекло, потому что директорная планка говорит чуть-чуть левее, доверни. А ты вправо. Я, вот, кстати, знаешь, еще путаюсь пока здесь. Вот именно в этой теме. Когда она уходит вправо, я почему-то не туда доворачиваю. Мне еще к Как этому она вправо привыкнуть. показывает. К этому привыкнуть еще надо, короче, к этой теме. Сейчас она влево показывает. Ну. А, блядь, мы же маленькую ловим и все. Почему? Желтенькую на командно-пилотажном приборе. Ты ее ловишь. А, может, ты туда смотришь? я все на компас смотрю. Ты именно вот эти желтые планки, если будешь строго ровно выдерживать, у тебя все получится. Ты можешь полностью в туман без видимости сесть. Там вообще полосы не видно. Ой, бля, тут реально можно это... Если переборщить, без зрения остаться. Я теперь понял, почему ты в очках. Ты не за симулятора случайно в очках летаешь? У меня старые мониторы были в детстве, может быть, из-за этого. Ну Раньше не в же, симуляторе помнишь, ты какие моники испортил были? глаза себе, нет? Навряд ли. Потому что здесь нагрузка на глаза идет капец. Так, чё? Чё-то скорость надо добавить немного. Здесь приборы лучше видно. Там в Су-25 ты ни хрена не видать, там приближать надо. Здесь они большие. Зато такие. там стекло есть. Там индикация на стекле зато есть. Ну, это да. Но что-то как-то это, мне кажется, сейчас если по приборам начнешь летать, так она и не нужна. Но мне на Тэшке дизайн, сам дизайн приборов больше нравится, он более современный. Это более старый. Это вот это стиль 60-х, 70-х годов, а там уже стиль 80-х годов. Так, Чё, спим? В курсе, да, что посадка отработала? так. Все, доклад на посадочно. Не ниже 600. 409 посадка. На посадочном с посадкой. На посадочной с посадкой. Не ниже 600. Мгм. Не ниже 600, вернись на 600. Директора не слушаешься. Выпускаться будешь? Да, давай. А можно? Давно пора. Директор говорит, вниз лети. Ты не слушаешься директоров вообще, смотрю, да? Крест-то внизу у тебя.
Да-да-да, вижу. Сейчас скорость сбавлю. Вниз, он тебе говорит вниз, 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 вниз. О, давай Следуй вниз. щучкой в море, классно. У тебя крест должен получиться. Ты видишь крест на командном пилотаже? А он вверх говорит. Ты не видишь, что ли, его? Так, подожди. Может, на паузу нажать? Ты не видишь, куда смотреть надо? Куда? Подожди. Ты меня что-то Директорные запутал, блядь, планки. уже. Туда, я уже. На директорной планке ты игнорируешь весь полет их. Блядь, я сейчас разобьюсь нахер. Это был дальний привод. Высота маленькая, блин. Так ты директорной планки хер забил на нее. Понимаешь, вот все сразу, все приборы по названиям запомнить, как ты это туда смотри. Вон, кстати, аэродром. Понятно. Давай, убирай шасси. Прямо посадочным курсом держись. пока Че, что. не зайдем? Нет. Ты на высоту вообще хер положил. Я-то пофиг, я могу и отсюда зайти. Ну ладно, мы же Я знаю, что ты можешь. Я знаю, что ты можешь. Все, давай, выходим. Просто если бы здесь был бы полный туман, ты бы не зашел. Но я бы на второй пошел бы, да. И на второй Я бы же не не зашел, потому что мазохист. ты бы не нашел бы полосу. Это да. Тут да. Ну, мы же по ситуации, я же по ситуации говорю. Ну вот. Тягу добавляй 90%. Сейчас 90. закрылку надо убрать. Тягу 90%, не 100. Угу. 30 градусов крен на обратно-посадочный. Куда? Вправо, влево? Вправо. С набором Высот. 600 метров. Ага. Видишь, командно-пилотажный прибор запомнил, где находится? Где ты сейчас отслеживаешь крен свой? Надо название их 30 запомнить. градусов. Я думаю, что прям их это... Командно-пилотажный, он называется упрощенно авиагоризонт, можно было бы сказать. У тебя там две желтые планочки. Это большое. Одна... Видишь две желтые планочки на этом приборе? Мгм. Да, вижу. Вот ты на них должен реагировать, когда идешь на посадку. Ну, то есть компас этот все, я его вообще не смотрю. Когда ты идешь уже на полосу, по директорным планкам, ты на них в первую очередь внимание обращаешь. Она тебе говорит выше, ниже, левее, правее. Ты должен очень синхронно джойстиком работать так, чтобы у тебя идеальный крест получился из этих двух планок. Мгм. Если Так, ровно скорость будешь держать, большая. сможешь посадить самолет даже в тумане. Продолжай поворот с Кэном 30. Добери Кэн 30. Добери Кэн 30. Недостаточно крена. Держи его постоянно. Подходим к обратно-посадочному. Подошли. На обратно-посадочном. Куда ли? 409 на обратно посадочном. Не крути. Выйди из поворота. Ты на обратно-посадочном. Да. Следуй обратно-посадочным курсом. Сейчас на директорной планке смотреть не надо. На них надо смотреть, когда ты на полосу идешь. Мгм. Так, а они когда, на каком расстоянии по километрам уже начинают эти планки? И когда ты пройдешь больше половины поворота в сторону полосы, можно начинать им доверять.
Вообще, когда у тебя сюда... Видишь, у тебя на нижнем приборе, где компас, К и Г такие белые точечки имеются. К и Г. На нижнем приборе. На навигационном приборе. У тебя есть белые точечки с буковками К Ну и да, Г. да, видно. Да. Курс глиссада. Точно так курс глиссада у тебя на тэшке появляется на Илсе. Перед посадкой. Может, помнишь? Вот Так. когда эти бленкеры не горят, ты должен строго выдерживать курс к глиссаду по директорным стрелкам. Уже 21 километр, кстати, отлетел. Можно разворачиваться, да? Мы на 17 поворачиваем, да. Мгм. Так, чё, куда идем? Ну а куда? Просто разворот. Почему ты... Ну ты вправо же крутил. Ты же вправо крутил после взлета. Скорость 450. Отлично. А вообще, когда больше половины поворота пройдешь, когда останется менее 90 градусов до посадочного курса, уже можно начинать им слушаться. Скорость установить 450. Видишь, осталось 90 градусов до посадочного курса. Видишь? Угу. Осталось градусов... Сколько там? Ну, примерно с этого момента можно начинать доверять директорной планке по крену. Вот с этого момента можешь по крену слушаться. А по тангажу слушаешься с удаления 12 и до самой посадки. С удаления 12 километров до самой посадки начинаешь слушаться по тангажу. До этого момента ты держишь высоту 600. Не ниже и не выше. Можно выше, но точно не ниже. Ниже 600. Все на посадочном. 409 на посадочном, посадка. 409 при... Продолжайте заход. До удаления 12 ты должен успеть выпуститься. Выпуск шасси механизации выполняется с удаления 16 километров и не позже 12 километров обычно. До 12, когда останется, да, я могу выпускаться. То есть не позже удаления 12. То есть либо выпускайся сейчас, если что-то не успеваешь по скорости, до дальности 12 надо успеть выпуститься. Потому что с удаления 12 ты должен начать снижаться по глиссаде. А до этого момента держи 600, у тебя 500 высота. Ты на 100 метров ниже заданной высоты. Угу. Добавь тяги. Вот, дальность 13, видишь, директорная планка по высоте подошла. Угу. Теперь их двух слушайся. Обороты убавь. И говорят влево и вниз. Влево и вниз. И вниз. Вот так. Вот так держи. Теперь вверх. Вот. Уже красиво начинается.
Скорость маленькая. Тебе, если посмотришь за окно, тебе в какой-то момент может показаться, что ты идешь криво. Но это все только из-за того, что эта штука тебя еще по ветру поправляет. У нас сегодня ветер сильный. 5 метров в секунду. Но Такой, блин. как только ты пройдешь, Леха, ближний привод, прекращай следовать директорным планкам и уже визуально сажай. Ее просто ее поймать надо, эту штуку еще, блядь. А наверху ты идешь ниже. Она играется с тобой, ты с ней, блин. Вредная Ты можешь хрень. предугадывать ее движение. Можно предугадывать ее движение. Она вообще рассчитана, чтобы ты шел по 3-4 метра в секунду, снижался равномерно. Вот подходишь к ней. Сейчас она тебе скажет снижайся. Ты снижайся. 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 Дальний привод. 309 на Я дальнем вижу шасси. полосу. Механизация выпущена. К посадке готов. 409 механизация готова, к посадке готов. 409 посадку разрешаю. На курсе на глиссаде. Вот сейчас красиво идешь. Как только ближний проморгает, начинай визуально на полосу смотреть. Вот, кстати, здание ближнего и визуально в прицеле видно, видишь? Домик там стоит. Это ближний привод. Все, с текущего момента визуально досаживай. Я доволен. Это очень полезный полет был. Не говори, я что-то это... Ну, знаешь, самое главное здесь... Видишь, я с тобой не огрызаюсь, ничего, как бы, я тебя слушаю. Мне просто непривычно, понимаешь, когда в последнее время я как-то особо это... Ну, я один всегда, сам себе команды даю. Я обещал тебе, что у тебя должен перевернуться взгляд на эту игру. Не, ну... Ты ее понятно. с новой стороны увидишь. Видишь, если управление чувствуешь, ну да, нет, согласен, когда приборы начинаешь уже чувствовать. Ну, я тебе так скажу, вот если погода будет хорошая, у меня самый мой главный прибор будет. Это вот я буду смотреть визуально все, опять же, смотреть буду, сколько килограмм топлива у меня, и чтобы это не с курса уйти. Все, ну там закрылки, шасси, вот это, все. Остальное, ну, только если погода плохая или ночь. Так они вот нахрен не нужны. Ну, наверное, я не знаю. Это неплохо, потому что у нас есть много людей, которые визуально ориентироваться не могут. Не, ну Они я-то привыкли теперь к могу приборам. благодаря тебе. Ты-то меня научил, как бы, видишь, ты меня научил тому, что я должен изначально был уметь, а я маленько перескочил эту программу, я начал уже как бы атаковать цели, вот, выполнять задачи боевые, но при этом я не по этим приборам еще вообще не... Я летал по чувствительности самолета, вот что-то, ой, что-то кренит, значит, надо его маленько выпрямить, ой, что-то нет, короче, как-то так. А посадка у меня вообще интересная всегда была, там уже сам видел. Ну, Вот сейчас- знаешь, благодаря моей посадке, я научился самолет садить и без гидравлики, и, ну, короче, бывало с большой скоростью даже успевал тормозить, короче, тут всякое бывает. У тебя сейчас очень... Вот этот твой заход на посадку сейчас, который был, это был самый лучший заход из всех, которые я у тебя вообще видел. Ну, Вот этот, не вот зря этот мы сейчас, то, старались. что ты сел. мы же старались. Вот. Потому что ты наконец-то стал смотреть на директорные планки. Ты до этого на них не смотрел, скорее Но всего. я просто понял принцип их работы, ты мне объяснил, и я стал их понимать, потому что Пойду я я не попробую. понимал, когда их надо использовать. Вот. Да и вообще раньше их не использовал. Для меня это был просто вот ночью я лечу, допустим, потерялся в пространстве. Чисто выбрал Заруливай, самолет. я курить пошел. Выпрямить. Так. Где я вообще? А можно задним? А, нет, подожди. Это мне... ну нормально, я сейчас вот сюда
Вырулю и приеду. Все нормально. Блин, ну капец, конечно, устаешь. Это не в армии летать, балдеть. Здесь-то надо, если вот так вот прям пилотажем заниматься по приборам. Это как скрипт писать, наверное. В каком-нибудь блокноте. Ну, глаза устают именно. Не, я-то могу сравнить, потому что в армии в редакторе был, писал, когда скрипт, у меня глаза также уставали, как я сейчас здесь в приборах в этих ковыряюсь. Он мне говорит, но этот, я уже даже опять забыл, он вольнометр или как он. Я не могу понять, что за прибор, я название-то не знаю. Ему-то проще, он уже все названия изучил. Приборы, да, приборы надо знать, и это как бы смех смехом, но... Мне интересно это изучить все, но я прям не хочу прям это спать в кабине здесь. Я как бы любитель этой игры. Блин, ну на высоте прям снег, да, идет. Вот тоже человеку, да, вот, блин, ну это надо тоже выдержку. Сидеть, допустим, сделай это, сделай то. Меня вот, допустим, как-то, не знаю, я бы уже устал бы такому, как мне, диктовать. Давай туда, 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 туда. Блин, не знаю. Ну, ему, видать, нравится Иркуту это. Надеюсь, что ему нравится. У нас тут происходит. Я у белорусов самолет украл. Угнал. Ну вот, значит, сегодня выполнили пилотирование в ночь, да, и в погоду плохую. Ну, в ночь даже как-то легче было, потому что в погоду плохую все равно у тебя, признаю, глаза отвлекаются на окружение. Ты вот вроде летишь, и когда у тебя вот, когда ты летишь в облаках, ты пофиг на окружение. Ну, стоит только из облаков вылететь, все, у тебя один глаз туда, другой туда, и в итоге какой-то глаз у тебя не видит прибор, он у тебя туда смотрит. Это да, это я заметил. Ну да, мне нравится графика в играх, я смотрю окружение. Здесь, я так понял, чтобы научиться летать по приборам, надо графику в ноль убрать, сделать Майнкрафт, графику пиксельную, и тогда тебе проще будет. Ты тогда будешь смотреть, фу, блин, нафиг надо, я лучше в приборы буду смотреть. Не, ну реально, ну как бы с высоты же смотришь землю, хочется посмотреть все это. Мы же еще ради этого летаем, а не только просто бзи-бзи-пах-пах. Мне же нравится еще посмотреть высоты землю. Я нифига не вижу, блин. Как туда-то вернуть? Блин, почему этот фара влево не открывается? Я, кстати, это специально педали не буду брать. Вот прям целенаправленно, как бы чисто вот сейчас джойстик заказал себе другой, а педали не буду брать, потому что я боюсь, что у меня на работе потом педали буду нажимать не так за рулем. Ты же привыкаешь.
Стой. Ну, вот теперь точно выполнил. Да стой ты, куда ты уже. Хватит ездить. В смысле, он не понимал, он сам подравнялся, прикинь. Здесь тоже эта система она сделана у самолета, чтобы он на парковке сравнивался сам. Ладно. Ждем, теперь у нас сейчас полигон будет. Пойду воды хоть попью, а то я что-то как-то это вообще не... Ну, у меня... Я не курящий человек, как бы, и если... Наследие. Да, да, я пошел хоть воды попью. Ага. Поэтому я могу надолго сесть и забыть, что надо, кажется, иногда вставать. Все, самолет припаркован. Докладывать надо что-нибудь? Не. Я тут ребятам рассказываю, я не знаю, вот тебе это нравится, интересно рассказывать вот человеку, вот тебя не напрягает вот это 30 крен, 20 крен, там, ну вот эта вся тема, она тебе не надоела? Это же тоже надо выдержку. Я вот, допустим, если, не знаю, меня надолго бы не хватило бы. Ну, я люблю, когда я результат вижу. Ну, ты результат просто- видишь, то есть ты не зря время тратишь? Да. Ну ладно, Ну, самое ты главное. прошел миссию. Ты прошел миссию, и следующий твой полет на полигон с применением пушки. Мгм. Ну ладно. Я Я улучшу это погоду, как-то, я я сделаю... себе это в результат, надеюсь, прохожу тоже в какой-то. Помимо того, мало того, что результат, ты не просто часы сейчас получил. Ты получил часы. Ты видел граф? Вообще смотрел свою летную книжку? Ну, Там у тебя вот есть сегодня я графа. прям постараюсь ее изучить еще У, получше. у тебя там есть графа часы в СМУ. И у тебя сегодня часы в СМУ добавятся. Еще и ночные часы добавятся. Это полеты в сложных метеоусловиях или ночью ускоряют продвижение по службе. Вот. То есть это гораздо... Это круче, чем слетать на полигон, я тебе скажу. Ну это- так давай будем это по тебе ночам прогрессом. летать, да и все. Нет, у тебя есть программа своего полета. Есть план подготовки летного состава. У тебя есть кое-какой выбор. То есть ты, например, сейчас можешь полететь на пилотаж на Тэшке, а можешь полететь на применение пушки на Су-25. Нет, я полечу на Су-25. На Тэшке для меня это... Мне интересен самолет, я его полюбил, все, но... Все-таки как бы это, я То есть думаю, у нас- зрителю интересно вот этот самолет посмотреть. У нас Су-25, он открывает допуск к Тэшке, понимаешь? Поэтому, открыв что-то на Су-25, ты имеешь право обучаться на Тэшке. Мгм. Это как в играх сделано, да? Ты на этом поиграй, и тебе откроется вот это. Ну, нормально, изучим. Так, подожди, сейчас еще посмотрим, что у меня со штру. Что он... Вот сейчас берешь, он у меня побалтывает. Так, сейчас я посмотрю. Что с ним произошло? Что-то сбилось, не сбилось. Так, ладно, 5 минут перерыв тогда. Я пока воды сервер пойду перезапущу. и попью, и джойстик посмотрю. Я сервер перезапущу. Ну, давай. Погоду нормальную пока поставить. сервер покину. Все, сейчас на полигон летим, на Су-25, работаем пушкой. А что, это нары там, что-то нары мы не используем на нем тоже. Нет, не будем никогда больше использовать. Ты мне тогда 3 типа оружия давал. Я до сих пор тогда управляемыми ракетами ни хрена не смог отработать, а из-за них тогда я ни нары не попользовался, ни пушкой. Вот. Так и летаю, все эти управляемые ракеты пытаюсь метить куда-то. Вот. Так, ладно, я сейчас отойду.
Так, я пока еще здесь. Джойстик перекрепил опять заново. Сейчас пойдем откалибруем его на Windows. Да. Когда он был еще не такой старый, калибровать его было проще. Вот, но я так понимаю, есть такая особенность. Я тут змейки понадел у этих джойстиков. У них пружинки, у них время приходит когда-то, и они начинают трескаться. Вот, в моем случае сейчас уже так вот, как я его раньше калибровал, вот так вот и все коррезные, блин. И нормально все было. А сейчас вот попробуй так покалибруй, у тебя все там подвалится нафиг. Я на связи. Да, я еще не отходил, сейчас я калибровку сделаю джойстика. Мгм. Поэтому приходится настраивать его прям аккуратно, только чтобы что-нибудь не отломить. Ну, я говорю, я джойстик заказал. Другой придет, я думаю, у него пружины-то, по крайней мере, будет лучше. Хотя нет, смотри, он по центру стоит. Не надо его калибровать. Ну-ка, подожди. Сейчас, редактор. Я просто смотрю там, где ползунок. Я когда захожу, смотрю, там изображено, в общем, прямоугольник, и по центру вот этот курсор самого джойстика. И если он идет где-то с отклонением там куда-то, значит что-то не так. Но он по центру стоит. Сейчас мы кое-что глянем. Сейчас я проверю просто, как он будет дергаться, нет. Будет дергаться или не будет. Блин, эта штука заработала. Ну, у него что-то, да, у него тут свободный ход появился опять. Что за херня? И все-таки его надо калибровать. Я понял. Блин, ну вроде там все по центру, ну, значит надо, ладно. Когда он начинает так дергаться, почему-то вот он говорит тебе о том, откалибруй. Иначе будем калибровать. Потому что сейчас задание боевое, хочется его выполнить. Так, подожди, параметры. Откалибровать, далее. Все. То есть в Windows прям. Он сейчас вниз не идет. Надо как-то разработать его. Во. Все, он пошел вниз. Короче, здесь такой крестик маленький в квадрате белом. И тебе надо изобразить круг такой по всему этому квадрату этим крестиком. Ну так, чтобы не оторвать его. А то у меня сейчас силы прибавились после моей работы. Я могу его и оторвать. Раньше-то я, когда его первое время купил, у меня дури-то меньше было. Сейчас-то... Поэтому я уже пружинку одну сломал, больше не хочу. Так, блин, давай еще раз. Кружок, блин. Не хочет что-то. О, пошел. Он, видите, хрустит весь. Точно что-нибудь произойдет. Нет, не пойдет. Оно же по центру было. Еще раз. Ну, как-то так. Все, далее. Окей. Готово применить. Ну-ка посмотрим, на игре скажется это, нет? Ну вот видите результат.
Все. Выполнено. Иркут, все, пойду воды попью, приду. Ага. Не теряй меня. Все, я вот калибровал. Вот. Короче, чтобы вот этих дергушек не было, его надо калибровать в Windows постоянно. Вот. Я просто обленился, я перестал это делать. Сейчас опять надо этим заниматься. Ладно, увидимся через 5 минут.
Ну чё, ты тут? Да. Сейчас и я буду тут. Обычно, начиная с этого полета, мы начинаем пытаться летать строем. Мгм. Поэтому я настроил себе управление и буду тебя ведущим. Так. Ну, мы сейчас с тобой еще полетик этот выполним, и все, я отдыхать тогда пойду, да? Мы уже все сделаем тогда. Как хочешь? Да, потому что и так уже те дни поздно прям. Так-то у нас сегодня вот в планах. Вот 3 полета, да, ты мне писал? У меня в планах дофига полетов. Ну, я верю тебе. Это у тебя, прям. это у тебя планы. Ну вот, это у тебя планы. самое сложное, я так понял, мы сделали. Вот. Я не знаю даже, что самое сложное, потому что ведь параметры те можно было более строго выдерживать, да? А здесь, например, строем летать, но у тебя нету привычки активно работать газом. А при полете строем ты газом постоянно работаешь. Вот постоянно. У тебя туда-сюда рычаг управления газа должен работать. Чтобы строй выдерживать. Угу. Сейчас я на волну настроюсь. Да, А у ты тебя сперва она в сразу самолет сядь. настроена? Нет. Сперва садься в сперва надо в самолет сесть, а потом волну настраивать. У меня написано полет в облаках. А что, боевого нету? А, у меня пушка. Там ВПУ. Все смотри. понял. Угу. О, а чё он? Выбор Чё роли. там? Полет в облаках. Брифинг. Старт. И ничего не выбирается. В смысле, ничего не выбирается. Ну вот выбор роли. Но... Может все-таки Буран. А, там Су-25. Куб ВПУ, видишь? Куб ВПУ. А, подожди, нет. Куб ВПУ. Ну вон он наверху был. Рядом со Полет в мной. облаках. КУП ВПУ. А, вот этот. Да. Все, вижу. Все появился. Угу. Вот. Бортовой номер 16. Я на 19 бортовом номере стою. Угу. Сейчас я настрою раз. Че это у тебя сегодня нету летчиков? Нелетный день? Но... Ну все, я здесь сейчас я посмотрю. О, вообще где-то. Убедись, то, что у тебя в окошке ВПУ буквочка К. Чтобы мы просто так не улетели. Имеется такое? Так, подожди. В окошке имеется в виду в этом, где орудие? Да. То, что у тебя К буква там. Это означает Блядь. полный комплект. Да, Ярослав, здравия желаю. Да, есть такое. Имеется, да? Мгм. Хорошо. Запускай электрооборудование. Все, учимся и учим. На полигон, да, летим. Я уже на ракете летаю. Надоелся. Уже в космос меня научил летать космонавтом быть. Так что вы оставайтесь на самолетах. Так, что Валик, электрика? связи. Слышу нормально. Как меня слышно? А вот у меня что-то она опять дала сбой. Это на какой ракете? Чё? Да шучу, я шучу, не слушайте меня. Блин, как бы сесть поудобней. Второму о готовности к запуску доложить. Когда ты летаешь понял. строем, ты становишься номером 2 или 3, в зависимости от того, какой ты в группе. Вот. И к тебе обращается второй, а ты отвечаешь второй.
До тех пор, пока тебе не дадут распуск. Распуск это означает, что мы далее работаем как каждый самостоятельная единица. Вот. Таймер 302-му. Паре, разрешите запуск. Что-то у меня двигатель, прикинь, не запускает, что за хрень? 302 понял, запуск разрешили. Да, запуск. Я имею в виду, это, не запускает двигатель, слышишь меня? Проверь положение рычагов управления двигателями. 302 запускаюсь. О, сейчас запуск. Все, запуск пошел, лево двигателя. А что, надо типа запрашивать друг друга запуск? Нет, я тебе дал команду и все. Я просто дал тебе команду запускать. Ну все, идет запуск. Следующее, что я тебя хочу услышать, второй готов к рулению. Понял, ладно, хорошо. Так, что там у нас? Надо выстроить навигацию сразу. Слушай, ну это нам опять придется взлетать кверх ногами. Так точно. С той стороны. Ну да. Запускаем. Таймер 302-му, паре руления. Сейчас, подожди, еще второй двигатель запускаю. Я знаю. Не переживай. Я просто прошу разрешения. 2, 3. Ага. Таймыр. Запуск разрешаю. Ветер у земли 2, 3, 6. Скорость 5 метров в секунду. Таймыр 123. Руление. Так, второй готов. Руление. Второму выруливаем следом за мной. У меня педали инвертированы. Это как? 4, 0, Жму левую, поворачиваю направо и наоборот. на полосу 2, 2. Ну, ты же любишь квесты. Сейчас я в исправлю. полетах. Сейчас напрямую выйду, чтобы не задерживать. Прикинь, Напрямую исправлю. на штурвал рулить, прикольно. Или сделать как коробку передач первая, вторая. Слушай, а можно ли штурвал подключить в игре где-нибудь, как это, коробку передач? Ну, ничего интересного, ничего хорошего из этого не выйдет. Ё-моё, ты чё так медленно едешь? Я управление настраивал. Блин, вот чего не хватает самолет, это стопаков. Когда ты тормозишь. Сколько должно расстояние быть между нами? Дистанция? Блин, у меня, кажется, вылетело. Интервал или... Игра Меня вылетела? залипло все. Кажется, как будто бы да. Самолет твой двигается до сих пор. Да? Угу. Так бы я бы его догнал. Но он у тебя двигается. Но он у тебя змейкой... А, ну я тоже, видать, змейки вытворяю.
Вот сейчас ты тормознул, я вижу. У тебя все в порядке? Я говорю, перезапущу сейчас. Ага. Так, что мне делать? Продолжай движение на полосу. На полосе руления тебя ждать? Прямо на взлетно-посадочную полосу двигайся. Как так, я сегодня ни разу не рухнул? Офигеть. Так еще бы 5 дней подряд стримить ДКС. Уже пора это экспертом стать. Сань, у тебя там все нормально? Гружусь. Странно, а вот заходил парень, он что, не будет играть? А я не знаю, что. Он с нами и что-то в Дискорде? Я их играем? тут? Он ушел, man. Слушай, ты меня озадачил. 1, Чем? 2, 3. Таймыр. Разрешаю руление на полосу 2-2. Так у меня апскейлинг, или как ты назвал эту штуку, эффект? Там супер сэмплинг, по-моему, как есть. У меня Дополнительный. нету его здесь. У меня стоит... Я же тогда спросил, что здесь самое Там классное? в главных настройках там. Вы сказали DLC, вот я его и поставил DLC. Видимость экстрем стоит, все на высоких стоит. Вот, DLC не знаю, как ставить. Плотность травы 1500, дальность отрисовки лесов 100%. Все по однерке. Плотность из дыма 10. Я просто не знаю, что тут еще на максимум поставить. А, может вот, ну нет, они тоже дождевые капли высокие. Фильтрация 16х. Вообще без понятия. Где эта тема? Затенение высокое, эффекты линзы. Тогда не знаю. Ладно. Только сколько у меня FPS показывает у тебя на сервере? 70. 75. Я помню, первый раз к тебе зашел, офигеть, я тут... Или... мы не в той миссии, да, где там куча техники у тебя был? Ну здесь тоже много всего стоит. Ну, 75 выдает.
Слушай, ну я возле полосы, я не знаю. Заруливай как на бы. полосу и становись на правой половине полосы Понял становись. тебя. Мы что, вдвоем прям будем взлетать? Да. Я сомневаюсь, что из этого что-то нормальное получится, но надо начинать привыкать. Хороший оптимизм. Ну всегда. Тут есть два типа людей. Или три типа людей. Есть у кого сразу получается, а есть кто долго-долго не может этому научиться. И есть среднячки. Готовности. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 5, 8, запятая 3, 5. Можно, конечно, поставить Ил-76 и пытаться возле него летать часами. Неплохая тренировка. Но это скучно. Ладно, пока трекер вырублю, отдохну тут. Ладно, ждем тебя. Я почти доехал. Смотри, лампочки эти на самолете мигающие надо делать или сплошные, чтобы горело? Ну, согласно книжке, которую я читал, мигающие лампочки, они у тех, у кого отсутствует проблесковый маячок. И в зоне аэродрома, и в зоне круга надо держать мигающие, типа. А к нам что относится? Вот. Ну, у нас как раз проблесковый маячок отсутствует на самолете. И вместо То есть надо этого делать существуют мигающие мигающие лампочки, да. Но где-то на маршруте можно постоянно горящие включать. Напомни, контр правый или shift или Правый правый? Ctrl-L. Все, сделал мигающие. Они у меня сплошные горели. А, нет, подожди. Да, вот мигают. Раз у нас серьезный полет, значит все будет по правилам. Может, строевой походим по взлетке? Ну, если у тебя получится. Шучу, конечно. Ты че, блин? Не надо. Но там, где мы бы строевой походили, у меня сейчас там моды не загружаются. В армии Reforge у ребят. У них там весело было. Отход по схеме. На 300 по Ты че, уже все, полетел? 5, 8, запятая 3, 5. Так, ты наблюдаешь меня в левом переднем окошке? Нет. Да шучу, Ты вижу, конечно. чуть-чуть дальше, да, стоишь? Я... А чё, сколько расстояния между друг другом должно быть? Треугольное окошко вот левое твое, видишь, да? Да, я вижу твое Вот крыло это. и шасси Вот. правая сторона. Мой самолет должен быть в этом окне всегда. По-хорошему. Но у тебя вряд ли это получится. Вот. Если ты сильно приблизишься ко мне на взлете, по курсу, да, ты можешь попасть в мой спутный след. И ты разобьешься на взлете. Предупредил? Ну да, Со мной нам спутный надо след свою остается. полосу строго держать. Да, держи свою полосу на взлете. Сперва я скажу тормоза режим 80. Я зажимаю и удерживаю тормоза и вывожу обороты 80%. И ты выводишь. Когда я скажу выводим, я отпускаю тормоза и довожу обороты до 100%. Понятно? Да-да. Вот. Механизация ВПК. Режим маршрута сразу активирую. Угу. Тормоза режим 8.0. Так. Есть. Выводим. Поднял. Шасси. 90 оборотов. Справа от тебя Механизация надо ПК. держаться.
Да, как на взлете ты стоял, так и должен стоять. Сколько скорость держим? Скорость... У меня стоят обороты 90, скорость растет. Высота. Я ниже тебя. Мне надо высоту, скорость, я же не могу визуально. Я посмотреть. ниже тебя. Мне надо, чтобы ты говорил свою скорость, высоту, и тогда я буду... Скорость 450, высота 600. Высота 600. Так, правильно ли я курс настроил? Еще вот чем. Я спереди вижу, слева я вижу тебя. тебя снизу. Видишь меня? Да, так, Вот. скорость 450, высота... 500. 500 500. скорость. Пошли, правый крен 30 градусов. Пошли. По скорости маленько отстаю, конечно. Я тебя потерял, Скорость видишь, 500. немного сначала. Я сильно Это разогнался. нормально. Ты не так сильно меня потерял, как мог бы. Я всякого дерьма тут повидал. Скорость. 510. Крен 30. Высота. 1700. Ниже. Растет. Ниже идешь. А, ты растешь. Растет высота, да. 1900. Бля, что-то я тебя не вижу. Я правее. Я правее, справа от тебя. Справа и, наверное, Я на аэродром разворачиваюсь. Чтоб ты Справа понимал. и, наверное, снизу. Да. Так, аэродром по центру проходим, да? Да, я сейчас увеличу крен до 45, чтобы до него довернуть. Скорость. Меня высота. наблюдаешь? Скорость, высота. 2800, 500. 2800, 500. Ты ниже идешь. Обороты 80, обороты 80. Ты ниже идешь меня просто. Поэтому Добираю я до тебя- 3000. Добираю до 3000. У меня высота 3000 тоже. Наблюдаешь визуально меня? 3000 высота. 300. Справа спереди. А, вон ты ЛТЦ мне все пускаешь. Я и вижу эти ЛТЦ, но я тебя не вижу. Думаю, куда он, блядь, летает. Доворачиваю на курс 52. Скорость 450. Высота какую С держишь? тобой я. Снижаюсь до 3. Скорость 450. На курсе 50. Угу. Так, подожди. Что-то херню какую-то я изобразил. Нажми F5, найдешь меня. Через клавишу F5 можешь меня найти. Да, Так, курс, значит, тебе сколько километров 50? остается до места? назначения? 40. 40. И у меня 40. Высота какая? И 3000 ровно. Я справа от тебя. 3300. Справа от тебя. Вижу, Доверни вправо. вижу. Ну ты на расстоянии от меня. Чем мне приблизиться к тебе? Да, приближайся. Чем ближе приблизишься, тем лучше. Скорость. 500.
Блестишь он весь. Или это фонарики твои так отображаются? Ты будешь работать по второй линии мишеней. Я по первой. Слева направо получается. Слева что? направо, да. Твоя вторая, моя первая. Не пускай ЛТЦ, я вижу тебя. Или ты просто пускаешь, так надо. Ну, я пускаю, чтобы обозначиться. Что я тебе пытаюсь облегчить работу. Я снизу от тебя. Я очень ровно сейчас держу параметры. А я танцую. Блин. Понимаешь, я не привык самолетами летать, я привык за ними гоняться. Я тебя вот как пытаюсь как цель поймать. Гоняйся как за целью. Гоняйся как за целью. Это хорошая методика. Как будто бы я воздушная цель. Так, что нам остается? 19 километров. Угу. Говоришь, правые цели, да, мои? Ну, вторая линия. Да, я попер. Если ты ровно за мной пойдешь, ты ровно выйдешь на цели. Очень ровно выйдешь на цели. То есть в идеале мы должны идти с тобой строем, как на параде, и А как у на тебя параде атаковать. Сколько высота сейчас? 3000 ровно. А, ну я выше тебя, я ушел. У Вот меня ты. параметры не менялись. Ну я высоту твою поймал. А вот Ты тебя... обогнал меня. Ну да, я могу обогнать. Так, ну я Мы вижу подходим цели. к полигону. Выходим на... Включаем оружие, готовим... Работаем пушкой. Работаем пушкой. Подходим 6 километров до точки выхода на цель. До точки выхода на боевой курс. Что он полтинник километров показывает. Ты рано куда-то пошел там на самом деле, ну ладно. Я визуально уже начинаю ориентироваться. Ты хочешь прям по образцу тут Я строго по приборам захожу. А, не, я-то не попал. Высота 3000, у меня все параметры строго выдерживаются. Все, выхожу на боевой, включаю оружие. На боевом. Работаю пушкой. 409 на боевом, работаю пушкой. Только не вижу цели ни хера. А, вон вижу. Цели обнаружены, работаю. По первой ближайшей стреляй. Поздняк. По всем. Так, ладно, понял. Да блин, прицел уплывает, задолбал. А что, здесь дальномер тоже надо использовать? Да. Ё-моё, блядь. Но если ты хочешь, чтобы пушка более точно стреляла, Ну я понял, что здесь дальномер нужен. Потому что, вот, допустим, в Т-20, ой, Су-25Т там прицел не плавает, а этот плавает здесь везде, блядь. Иду на второй заход. А ты точно включил режим по земле? Че? Точно по земле включил? Ну вроде да, по земле. Потому что мало ли по кнопке мог промахнуться и включить режим по воздуху. Ну, шкала бы другая была бы, наверное, по воздуху. Были бы две полосы, нет? Или здесь такого нет? Нет, тут у него такого нет. У него точно такой же прицел. Он Понятно. идет как гиро прицел. 302 вышел из атаки. я Нет, на он самом не- деле в круг попал, но по цели не попал. Сноровку потерял чуть-чуть. Нет, ты, кстати, по цели мог попасть. Просто будешь по самолетам стрелять?
Да. А ты наблюдаешь, да? Нет, я только подключаю. Ну, я запускаю ДКС. Я демку включу. Просто я вчера, потому что когда стрелял по самолету, ну его там одной очереди мало, его прям надо разваливать. Ну, моя задача первый заход по одной цели пострелять, второй заход по второй цели, третий по третьей, четвертый по четвертой. Ну ты за один заход самолет с пушки не уничтожишь. А у меня нет задачи такой. У меня нет задачи уничтожить. У меня задача проверить мою баллистику. Это просто Я не сказал, стремлюсь, что- не надо уничтожать его. Надо короткую очередь сделать и посмотреть, куда ты попадешь ею. Тебе пушки должно хватить на 4 захода, на 4 разных цели. На втором заходе работаешь по второй мишени, на третьем по третьей мишени, на четвертом по четвертой мишени. О, X-Byron, привет, привет, как дела? Давно не виделись. У тебя сейчас какая высота? Ты на какой высоте идешь? 3000 ровно. Ну, ты повыше. Ты уже крюк сделал или ты еще? Нет. Я докладываюсь на круге, если что, ты Мгм. услышишь. Я сейчас 302 на третьем. 3000. — 409 захожу на цель. А когда с людьми работаешь, не знаю, как в других регионах, но вот у нас в Новосибирске вообще очень весело. Ну, 302 на четвертом, 3000, выхожу на боевой. как понять на четвертом? Что это за обозначение? Четвертый разворот в круге. У нас круг. Он же прямоугольник. В прямоугольнике 4 угла. 4 поворота. Прикольно. Четвертый это вот выход. Я сейчас уже буду все вышел на Просто боевой. интересно, кому ты это докладываешь, я даже не знаю Ты- об этом. Ты должен понимать, я это докладываю, чтобы хотя бы люди понимали, где находится Так борт. а люди, может, не знают, ты поясни, И что чтобы- такое. и На чтобы ты четвертом, ну, вот что за поясняю. дела на четвертом? Вот. На 302 на боевом, работаю с пушки. как в песне. Как там? На 9 этаже Цель 21. в копе с кем-то. Я с ребятами, да, мы тут играем, у них тут свой полигон. Ты уже прошел? Так, что-то, по-моему, какая-то фигня у меня. Я опять начинаю мотылять. А, нет, все правильно, значит, ориентир. Да я просто... А, вон я вижу. А, так я вообще справа захожу, понятно. Я думаю, что за хрень? Начинается у меня опять веселье. 302 отработал с пушки. Выхожу на повторный. Да, я еще ничего не отработал. Опять теневая сторона, ни хера не видать. Классное место. Вот по второй мишени я уже поточнее стрелял. Говоришь, вторую брать?
Да блядь. Короче, уже какой-нибудь. Надоел мне этот прицел дебильный. Все, я упал нахер. Не могу я этот прицел. Он, блядь, гуляет, как не Можно знаю мы- кто, блядь. Можно мне продемонстрировать работу с пушки тебе лично в демонстрации? Да дело, Хотя бы причем с разок. пушкой, у меня прицел гуляет, я вообще его поймать не Ну, могу. прицел. Как это выглядит из моих глаз, чтобы ты посмотрел хотя бы разок? Не могу, надо Ты привыкнуть к этой ещё- херне. И еще стекло опустил слишком низко. Стекло при работе пушки опускать не надо. Можешь заглянуть на мою демонстрацию Да, да, сейчас. на один заход? А, ты имеешь в виду в Дискорде? Да? В Дискорде. Ну а куда мне еще пока что? Я же стрим сегодня не веду. Пока я здесь на полигоне, я редко летаю на Су-25 просто на полигон. Сейчас. Блядь, я разбился, пипец. Да потому что я его не вижу, этот прицел, блядь. Ну, задолбал уже, гуляет. Невозможно. Трекинг головы очень сложно совместить вот с этим стеклом Су-25. Это я уже понял. Здесь надо реально на клавиатуре летать. Сейчас я это включу тебе. Ты управляешь этим джойстиком, управляешь левой или правой рукой? Правый. Правой. Там было сложно. Я потому что джойстиком левой управляю, и мне удобно обзор на мышь ставить. Ага. А так как я держу эту мышь, я могу там на колесо, кнопка колеса, на боковые кнопки что-нибудь назначить. Ну, а у меня мышка просто в левой руке. Ну, вот в War Thunder летал, когда там тоже мышкой летали. То здесь уже просто к джойстику привыкли. Подхожу к третьему развороту. А, к обзору-то... Блин, слушай, а как же в War Thunder? Подожди, там же как-то мышкой управляли. Я просто уже меня сбесило, сука. Второй заход, вот цели. Я просто не могу прицел навести, понимаешь, у самолета. Блять, летал на самолете, цели уничтожал, а тут просто на каком-то 25-м не могу прицел навести. Мне это выбесило. Потому что он у меня гуляет, блядь, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну, блядь. Выполняю третий разворот. Конечно, меня выбесило это уже. Лех, наблюдаешь? С трансляции. С На моей пушке Дискорда. секундочка. Да, я вижу тебя. Вот. Выполняю третий разворот. Вот здесь находится четвертый разворот, вот Поднять. показываю. Здесь четвертый. Я Ты просто вижу спрашивал, тебя, сколько я четвёртый? вижу. Дело, тебя видно. Ты показывай, как цель атакуешь. Эти развороты, дело не в этом. Мне с атакой не А получится. чтобы на цель зайти, надо выйти на разворот. Уже надо выйти ровно на курс. Ну я на цель Вот у меня- заходил, ты мне покажи, как атаковать здесь на нем. Я просто... Вот, чтобы выйти на цель, надо сперва выйти на курс, вот, который здесь. Иначе ты зайдешь как попало. Надо зайти ровно. Чтобы ровно зайти, у тебя прибор есть настроенный на поле боя. Я не лечу сразу на цель. Я жду, когда я выйду на... Как на глиссаду, как при заходе на посадку. Вот стрелки совместились почти. Вот теперь можно поворачивать. Я пока не вижу мишени. Поворачиваем на боевой. Камикадзе, я тебя увидел, твое сообщение. Прицел выше, да, понял, ладно. Механизация. еще выше. Нифига себе. А есть еще такой совет, более боевой и более Пушку включил. быстрый. Тебе нужно запомнить, вот, просто в боевых условиях ты, допустим, увидел цель и заходишь на нее. И вот во время захода посмотреть курс захода. Видишь Это- цели? С моей Ну, демонстрации. С твоей-то вон что-то вижу, но мелькает что. Вот я иду на цель. Ну, видишь, я так понял, когда играешь в хорошей графике, их не видать ни хрена. У меня что, плохая графика? Но у тебя какая графика стоит? На ультрах? На ультрах. там всё? Да. Вот я работаю конкретно по третьей цели. Буду работать. Вот по этой вот. Куда я, видишь, куда я прицелом держу? Вот ты сейчас я захват буду стрелять сделал сюда. этим. Без захвата. Просто дальномер включен. Ну, Просто да, дальномер прицел включен. не гуляет. У меня, ты видишь, Так я гуляет. ручкой работаю так. Это я ручкой работаю так.
Ну, Я не дергаю ручка, самолет. значит, ручка у тебя так, я не знаю, работает. Я могу это продемонстрировать с клавиатуры. С любого джойстика я это покажу тебе. Который более-менее исправен. Сейчас буду стрелять. Ты же не знаешь, какой у меня джойстик. Не, ну молодец, молодец. Ну, я тебе Короче, просто показал, как прицел должен на мишени смотреть. Вот, а у меня он так не смотрит, потому что он у меня уходит вниз. Если бы он у меня бы так смотрел, У тебя прицел, он идет баллистический. То есть резкие движения, они приводят к разбалтыванию метки. Движения должны вот. быть плавными. Лёх, прямо сейчас смотри, я не буду долетывать. Посмотри, что будет, если я начну болтать им. Смотришь? я увидишь уже с Дискорда выпрыгнул. Так, ладно, что там, я же могу реванш взять. Ты можешь взять реванш. Я просто хотел тебе показать, что будет, если я начну болтать его. Да я Как будет верю, что выглядеть это? будет. Но у Прицел меня- будет болтаться туда-сюда. Сейчас дождемся, другой джойстик посмотрим. Но нет, подожди, дело тут не в джойстике сейчас было, а у меня Дело не в почему- джойстике. Я тебе могу сейчас взять Кобру М5, притащить с той комнаты и на Кобре М5 тебе то же самое показать. Могу сайт-текст взять, могу... У меня еще Defender джойстик валяется. Могу на нем показать. Могу с клавиатуры показать. Я везде выдам одинаковый результат. Не, Просто дороговизна не, джойстика я это понял, кайф. не, всё. Я понял. Так а мне что, медаль тебе дать или что? Я просто не могу понять. Я про то, что надо стремиться не болтать его, и суть в все. другом, я И тебе у тебя все объясняю, получится. что я трекер у меня тут, джойстик где-то другое. Трекер, я не могу поймать. Значит, не пользовался трекером. Я верю, что надо- ты можешь все. Да не про меня речь идет. Надо просто добиться, чтобы прицел не про болтался. тебя идет, я могу, я просто не могу понять. Ну, я верю, что ты можешь, ты молодец, ты хорошо летаешь. Ты просто пытался мне сказать, что джойстик типа Что ты хороший. можешь. Дело не в джойстике. Я верю, что ты можешь, молодец. Ты командир этого клуба, ты вообще асом должен быть по сравнению со мной. Я любитель, я летаю сейчас 5-й день с тобой по приборам. Просто Поэтому- видишь, нужно почувствовать самолет, Так. как он начинает себя вести. То есть ты же когда Пойду перекурю. пикируешь, Ну, я-то, Да, видишь, начинаем. я не могу почувствовать именно... Мне сейчас надо понять, как у меня трекер работает с ним. Видишь, я все не могу с прицелом. Самолет мы чувствуем, мы летаем. Мы сегодня летали, нормальные полеты сделали. Так, полет это одно, тут вопрос атаки. То есть так ты ж вот нам когда надо пикируешь, летать на атаку, а мы это приборы изучаем. Ну, видишь, приборы тоже важны. Когда ты идешь в атаку, ты что? Ты пикируешь. Во время пикирования у тебя начинает расти скорость. Растет скорость, появляется больше подъемная сила. Соответственно, у тебя нос стремится нос задрать. И тут уже надо парировать. То есть тут надо Ладно, понимать, будем как учиться, начинать, все. естественно. Просто вот я верю, Да. ну когда вот мне человек говорит, я могу, да я верю, что ты можешь, мне-то что вот эти могу, Да, я не есть могу такая. пока. Есть такая у него особенность у Сани. Совет для тренировки, если все-таки хочешь натренироваться, поставить, ну просто сам полетай, поставить большой, ярко заметный объект, включи пушку, ну и просто старайся, когда заходы делать, старайся держать прицел на одной и той же точке. То есть с разной механизацией, на разных скоростях. Тут другой момент, подожди. Тут парень пишет, кстати, правильную тему. Скотт Дерус, привет. Смотри, вот трекер, да, я на паузу. Вот у меня тогда другой вопрос. Видишь, мышка отказывает сейчас почему-то. Как сделать? Вот он в начале, когда в игру заходишь, трекер раз включил, допустим, потом выключил. Мышка работает. Сейчас она все отказала, она не работает. То Тогда есть, странно. ну, то есть трекеры ее отключают. Ну, сейчас вот смотри. Не, ну, как Вот сейчас вариант, мышкой я не могу действительно. управлять. Я вот сейчас вырубаю трекер. Все. И мышка не Ну, работает. Зато от третьего лица она работает. А подожди, Shift-C? может у тебя действительно... Да, Shift-C. Не-не-не, не Shift, левый Alt. Да. Нажми в кабине. Но у меня этот ползунок появился. Курсор. Желтый. Курсор. А, ну тогда да. Тогда странно.
еще Я раз нажимаешь, вот как ты он у тебя написал с кода, я также делал, но у меня почему-то, я не знаю, почему он вырубает поворот мышки. Мне надо вот маленько довернуть обзор, бывает, на прицел, когда я трекер вырубаю, и мышка не работает в этот А момент. подожди, а на что у тебя назначено отключение трекера? У меня на F11. F11. Ну, я не знаю, попробуй на какую-нибудь кнопку переназначить, которая, ну, не цифра, ничего, ну, вот какую-нибудь. Я вообще Ярик, не знаю, слетай что с Лехой. слушать. Я сейчас покину этот борт. Так. Я со стороны понаблюдаю. Да Да я тут и так подожди заряжен, пока, тут нифига бесполезно что-либо наблюдать. Результата не будет, пока я не начну взаимодействовать с прицелом нормально, обзор. Ты так и не понял, в чем Ты суть. же меня попросил, ты же спросил, есть ли у тебя реванш. Чего, Я подумал, ты полетишь. Ты спросил, есть ли у меня реванш, я подумал, ты еще раз полетишь сейчас. Так мне что лететь, мне же надо сделать результат, А, я ну, же не полечу опять разбиваться туда. Ну, У тебя Хорошо. игра под тебя настроена, у тебя все так вот, как тебе чувствуешь ты эту игру. Ты ее почувствовал, вот и все, поэтому ты фишки всякие вытворяешь. А мне же надо тоже почувствовать. Вот ты меня тогда отправил на этот полигон, ну, помнишь первый день? А я самолет даже не почувствовал, ты мне уже давай на лейтенанта сдавать. Какой, блядь, лейтенант? Я его еще не ощутил, самолет. Ну, я согласился, дурак, а сейчас, видишь, уже нельзя сдавать, ты провалил. Нахер я тогда соглашался, если, блядь... Ну, все равно для тренировки, то есть оно тебе по-любому Просто пригодится. надо, говорю, надо, смотри, почувствовать самолет, почувствовать управление, как бы. Да, я почувствовал немного управления, все. Ну, прицел-то надо тоже настроить сейчас. Лех, займи другой борт, который куб ВПУ. О, не Леха, Ярик. Так, ладно, все, поехали. А что, я нарами не пострелять? Пушкой. Да ну, блядь. Пушкой я тоже тут могу пострелять. Ну, а что ты, вот смотри, ты говоришь на F1, зачем мышкой доводить? Ты имеешь в виду... Ну, вот смотри, здесь стоит центрирование взгляда, вот. Ты имеешь в виду так сделать? Так, а как, вот смотри, прицел если вверху окажется? Как туда вот? Вот он бывает вверх уходит, прицел. Ты при заходе с пушкой, ты стекло опускаешь вот этого прицела? Даже... Ну, стекло вот это, где у тебя прицел отображается. Илс. Ты опускаешь его Ну да, да. или нет? Не надо опускать его. Так, подожди, Его а что я опускать сейчас надо. сделал-то в этот раз? А я что-то не могу вспомнить. Я его опускал, Потому поднимал, что- что-то не могу вспомнить. Оно у тебя было максимально опущено. Когда ты работаешь пушкой, нарами, управляемыми ракетами, стекло опускать не нужно, потому что у тебя все, ну, тебе поднятого стекла хватит, чтобы увидеть метку. То есть, и это правильное положение. Ты опускаешь стекло, когда бомбами работаешь, потому что метка, она уходит намного ниже, когда она неактивна. Поэтому при работе любым вооружением, кроме бомб, стекло должно быть поднято. Тогда у тебя ничего никуда не Пишет. уйдет. Понял. Сейчас еще тут человек пишет. Я что-то его пропустил. Так, Xbar написал, в программе трекинга можно сделать, чтобы голова крутилась, но не смещалась в сторону. Угу. Ну да, здесь можно так настроить, да. Да не, у меня все нормально, я говорю, вот у меня с этим самолетом только вот столкнулся с этой проблемой почему-то. То есть просто запомни, если ты работаешь чем-то кроме бомб, то стекло опускать не надо. Но если у тебя даже в этом моменте убегает прицел вверх, значит уже лучше выходить из атаки, ты сильно пикируешь. Иркут не может пока одно понять. Ему объясняют, я ему говорю, у меня с управлением проблема, я еще пока не могу почувствовать управление свое вот это, которое здесь. Он говорит, надо, ну понятно, что надо, но мне же надо самолетом же чем-то управлять, клавиатурой, мышкой. Ну я управлял в некоторых играх, но тогда это будет уже не симулятор, я не знаю, ну по мне так это опять в Battlefield буду играть на клавиатуре и мышке. Я джойстик здесь, я почему еще сюда пришел-то? Джойстик интересно, управлять джойстиком. Что это за клавиатура и мышь? Вон War Thunder есть с клавиатурой и мышкой.
Не, ну смотри, просто видишь, если у тебя трекер Так, стой. начинает... Вы пары пойдете? Будете тренироваться с парой летать? Это тоже надо. Давай сначала я разберусь немного с прицеливанием, чтобы хотя бы потом какой-то результат Просто достигать. пока до полигона просто летишь, можно было потренироваться. Бери джойстик от Sega будет идеально. Я, кстати, Xbox заказал другой джойстик, в ноябре 10 придет, но он будет поновее. Посмотрим, что за джойстик. Лёв, у тебя сейчас проблема с трекером, да? Да, вот с ним. Но у меня А. проблема почему-то с трекером именно вот у этого самолета. Я вот, видишь, у него вот этот прицел, который здесь постоянно надо... А, нет, вот смотри, фишка в чем. Вот сейчас покажу. Я же Да, могу кстати, роль демки нет, поменять я ж пока, не да? вижу. На другую. Сейчас Да? я просто так, Я- для интереса покажу кое-что. Вот, да. Ну, допустим, вот, давай его. Вот. Давай. Сейчас я запущу электрику. Вот он ВПУ у него. Вот, смотри, как он наводится. Хоп. Повыше стану. То есть здесь он более-менее прицел, а тот он гуляет, блядь, у него. Потому что Ну, здесь стекло в ну. полный рост, а там, видишь, по этому стеклу надо ориентироваться. То есть вот он, если чуть прицел выше, все, ты его не видишь, чуть ниже, а здесь ты его всегда видишь, прицел. Вот в чем суть. Ты вот к прицелу приткнул, и все, и работаешь. Ну, понятно, это, да, такая разница, но там Вот, тебе... поэтому непривычно. Я вот здесь выше сел, я его вижу. И он никуда не уйдет. Поэтому я говорю, приноровиться надо просто и все. Не, никто не говорит, что он что-то там прям самолет, там что-то с ними так. Со мной и с управлением пока не так. Так, Надо покинуть. сейчас разобраться. А ты чё, Ладно, поэтому- давай пробовать дальше. А, Меня дрочь. выбесило, что я, блядь, разбился. Вот что я уже Ты, психнул. блядь, ты говоришь, у тебя проблема с трекером. Куб ВПУ. Но ты еще говоришь, что при отключении трекера у тебя почему-то перестает работать. Да, мышка не работает. Вот я сейчас отключил трекер, мышка не работает. Вот, это вот во время, когда трекер и вообще, я так понял, использовался. А нажми еще раз F1. F1. Нажимаю F1. Покрути. Не, ничего. Не-не. Странно. А вот Нет, колесико я вот сейчас покрути. нажимаю, это не работает мышка. Ничего бесполезно. Вот, а от третьего лица работает, главное. А, подожди-ка, подожди, я походу знаю. Оно если получится, оно же отсюда можно? Особые... да, зайди в настройки. Открой настройки. Так, а сейчас что такое? Просто обычные настройки. Че устройство? Че устройство? Не обращай внимания. Открой настройки. Просто Настройки управления. просто. Просто настроить. Да, да. Особые. Мгм. Блять, тут нету, не отображается. Короче, мне так кажется, что ДКС не воспринимает у тебя мышку, пока у тебя работает трекер. И его отключение тебе ничего не дает. А, не может трекер сама программа блокировать? Наверное, да. Наверное, для ДКС трекер блокирует тебе мышку. Но я не знаю, костыльный вариант просто перед атакой, когда ты вышел на курс, отключить трекер и приблизиться к прицелу. Ну, чтобы лучше рассмотреть, где там, что и лучше прицелиться. То есть ты же назначил кнопки приближения камеры, да? Мгм. Вот, да. То есть вот просто выйти на курс, на боевой, приблизиться так, чтобы это было комфортно тебе. Ну, давай попробуем поработать. Вот как мне сейчас ребята пишут здесь, как там, блядь, слово такое, центрирование. Но я, видишь, его не использую. Давай попробуем. Видишь, я один раз попробовал центрирование использовать. Он нормально вроде. Потом прицел начинает уходить, и мне приходится опять
голову задирать или еще что-то делать. Вот, ну. Да, смотри, я тебе прям говорю, что мы когда будем заходить на атаку, стекло не трогай, не трогай. То есть в идеале, когда ты включаешь, даже если он там где-то ты этот прицел не видишь, метку не видишь, пока ты будешь заходить на цель, она появится. Она появится по-любому, и ты, ну, сможешь прицелиться. То есть я прям видел, что у тебя было стекло опущено максимально вниз. При работе пушкой оно должно быть максимально поднято. Ну, я тебя Тогда понял. у тебя, да, тогда у тебя метка выставляется как надо. Ладно, давай пробовать. Что, мы с тобой вдвоем полетим? Иркут не полетит с нами больше? Да. Я со стороны понаблюдаю. Иркут, ты нормально летаешь, я же тебе никаких я же тебе не говорю, что ты не можешь. Я же не говорю, Иркут, а тебе слабо. И ты начинаешь, да я мне не... Я же тебе такой... Ты меня не понял? Ну, Ты говорил про джойстика. Я нет, ты тебе просто пытался говоришь, объяснить, вот я что же могу... с любого джойстика Блядь. джойстика можно это сделать. Но это ты Ну, если он можешь. исправен. Ты сравниваешь, что давай сейчас пойдем, я тебе вот пойдем в арену поиграем, я тебе скажу, я вот с калаша смотри как стреляю, ты не можешь, а я вот могу. Ты как-то неправильно, мне кажется, вот этот подход не надо так к людям, не надо. Я же не с тобой соревнуюсь, я же учусь, что ты... Короче, как будешь готов рулить, скажи. Да, давай. Двигатель запускаю. Просто ты когда говоришь, я могу, я верю, что ты можешь. Было бы бредово, если бы ты бы не мог. Тогда бы... Не знаю. А у тебя какое звание здесь? На самолетах майор. Ого. Еще бы ты мне сказал, слушай, я не могу, но я майор. Ты должен, значит, не только на любом джойстике летать, ты должен еще и самолет, наверное, с трюком бочки садить, наверное, я уже не знаю, за таком звании. Ну, в игре, я имею в виду, не в жизни. Если я без звания его на брюхо могу горячий посадить, ну не этот, конечно. Ты тогда вообще должен летать как ракета. Ладно, я шучу. Так что ты просто игру видишь, хорошо знаешь, поэтому ты уже понял все фишки, тебе проще. А начинал, что хочешь сказать, у тебя все идеально было? Тоже все мог. Че, мы выдвигаемся с тобой? Ты готов? Да. А фонарь? Сейчас, подожди, я эти... Че они не отображаются? А, вот, сейчас отобразятся. Так, фонарь. Раз, два. Закрылки. Все готово. А ты на каком? На 19-м сидишь? Да. Да. На том же, на у тебя котором ты сидел? На котором У тебя Иркут сидел? Да-да-да. фонарь не закрыт. А, фонарь ты закрой. 409 руление. А, мы вдвоем же, подожди. А я, кстати, я волну-то настроил. Сейчас, подожди. Чего? Если он мне тут предложил. Сейчас я посмотрю, волна-то у меня настроена с вами. Нет. Нет. Подожди, не торопись. Частота-то у меня не стоит. Она сбросила. Я же самолет поменял. Не, вообще запрос я должен. А ты куда делать. поехал, Ярик? А что у нас? У нас ветер 5 метров в секунду. Ну и На ладно. конус смотри. Ну и ладно. Моя ошибка была, Разворачивай. блядь, единственное, что я до последнего дотянул самолет и потерял управление. Я уже психнул, думаю, да когда ты этот прицел, блядь, я уже лечу, все, я вот вижу, я сейчас разобьюсь. Ну, и у меня в этот... Блин, слушай, подожди, а почему он так управление потерял? Либо скорость большая была, либо меня... Как оно называется-то? Это... Ты сильную перегрузку дал на выходе из-за Как же- большой скорости. Как же этот У тебя эффект просто получается? крыло Он у Флаттер. этих, в Ил-2 штурмовике был-то этот, попадаешь-то. Флаттер. Когда уже он у тебя... Все, ты его теряешь. Так, ну что, мы двигаем? Ну ты готов? Да, готов. Ну, поехали. Проверка связи.
Рулим. У тебя там оторвалось крыло. На большой скорости. Скорость большая Сильно была, руки на согласен. себя деранул. Приблизил сильно самолет, видишь, когда прицел начинаешь терять, вот, начинаешь рыскать его этим трекером. Но вместо того, чтобы... И контроль теряешь, ты же уже не смотришь на приборы, ты на этот прицел лишь бы смотришь и все. Ну. Тем я и занимаюсь в последнее время. Ну вот я летал свою миссию, у меня нормально получалось. Почему у меня здесь опять херня какая-то? Перестарался, наверное. Короче, стекло лучше не трогает, да, когда оно вообще сейчас Когда ты такое... работаешь, когда ты работаешь любым вооружением, кроме бомб, стекло трогать не надо. Для бомб можешь подопустить. Потому что видишь, когда ты максимально еще стекло опускаешь вниз, у тебя еще и камера сдвигается автоматически чуть выше. И это тебе дополнительно мешает. Я не могу понять, что у меня за фигня с контактом. Третий раз стрим запускают уже. С такими шумами в джойстике. Да нет. Вы там выруливаете, пока взлетаете, я пойду жену встречу. Давай. Нет, тут сейчас же нормально джойстик. Да, да. Джойстик заказал, придет, не знаю. Качество его посмотрим. Но это будет после 10 ноября. Угу. Просто облом в том, что вот ты вроде зашел на цель, ты видишь цель, но ты не можешь, блядь, стрелять, потому что у тебя прицел уплывает. Вот и все. Самолет-то у тебя вот, он на цель смотрит. Бей, стреляй, бля. Из-за того, что у тебя прицел куда-то на стекле тонет куда-то. Вот это, конечно... Здесь знаете, какой прицел надо? Деревянный, блядь, чтобы он вообще не ездил. Вот он просто вот мушка стоит и все. Вот тогда вообще классно будет. Вот именно для пушки. Недооцениваешь, тут и такое есть. Восьмерку нажимаешь, у тебя сетка появляется. Да? Ну и все. Да. Я сеткой лучше тогда работать буду, мне проще будет. Я имею в виду пушку когда использую. Но тут тоже надо смотреть, куда пушка стреляет по этой сетке, потому что ты, если сейчас посмотришь, у тебя в самом верху есть перекрестие. Так она тоже уплывает у меня, смотри, она вверх у меня ушла. Это... А он Да, не есть деревянный такое. получается, он электронный тоже. Нет, она статичная, просто это ж коллиматор. Здесь А так надо сетка вон, как на статичная. Ил-2 штурмовике, прицел в круглый вот этот влепил и все, без всяких коллиматоров. И стреляй. Ну так на Илах-то там тоже коллиматоры были. Только там именно что точки, ну вот перекрестия. А тут немножко модифицированное. Не просто перекрестие, а прям набор шкал, по которым можно определить и дистанцию до цели, и ракурс. Хотя нет, исходя из определенного ракурса, определить направление стрельбы, по какой мушке стрелять, чтобы оно попало в цель. Чего вчера по ошибке союзников наколбасил, нифига себе. Ладно, будем тренироваться. На полигон надо. Вот все, мы сейчас налетали с ним. Вот эти по приборам научились немного. Все, сейчас пока вот на полигоне стрелять не научусь, больше никуда не полечу. Надоело это позориться. Так, что, парный взлет вы же делали? Или вы по одному? А, мы все равно там, я его потерял потом. Он у меня то внизу, то вверху был. Его поймать мне не получалось. 1, 2, 3. Взлет запрещаю.
Видишь, там надо синхронная высота, скорость держать. Вниз. Отход по схеме. На 300 по давлению. 7, 5, 8. Нет, не на экзамен. А, здесь, да, здесь у них строго с этим, ну. Здесь у них строго. Ты же говоришь, гонялся за самолетом, да? За самолетами Ну, гонялся. было дело. В прицеле уверенно мог держать? На граче нет, не знаю. А вот на 25-ке как-то приходилось раз. Но это было год Ну, в назад, я принципе. уже забыл. Я прикинь, у меня, короче, я тогда вот так мог летать на нем. Сейчас, блядь, я вот с тем грачом опять встречаюсь. И он меня обманывает. А раньше я его обманывал. Просто, О, самое интересное. Таймыр. просто смотри, По схеме. На для 300 по простоты давлению. 7, 5, 8. можно сделать как? 3, 5. Представь, что у тебя, ну, в этом стекле нарисован прицел. Обычный прицел. И вот старайся в районе этого стекла сохранять мой силуэт. То есть иди хотя бы за хвостом. Ты имеешь в виду за тобой прям лететь? Не сбоку? Ну, по сути, да. То есть, чтобы ассоциация была. Как будто ты меня прям преследуешь, но не перегонять. То есть преследовать, но не перегонять. У меня вот видите, трекер у меня нормально работает. У меня камера хорошо ловит. У меня вот именно с прицелом с этим надо понять, как вот... Все. Так вот я уже привык головой Готов что-то видеть. взлетать? Готов? Да, давай команду, что там. Давай. Тормоза держим. Добавляем 80 оборотов. Вот надо сейчас джойстик я заказал, надо мне... Я на клавиатуре как-то не могу. Ну, вот, вроде получилось. У меня катится уже. Тормоза отпускаем. Добавляем 100%. И поехали. На клавиатуре точность не получится. Вот когда говорите 80, я могу 70 нажать. Может вообще 90 там. Сложно угадать. На себя поднимаем, взлетаем. Ой, резко получился. Эй, Такой легенький. что это было? Это был спутный след. А как он так получилось, если я справа был на полосе? Закрылки убираем. А? Иркут. Чуть-чуть попал. Бывает. Бывает такое. Так, смотри, режим двигателей я ставлю 90. Вот основываясь на том, что у меня на постоянке стоит режим 90, старайся... Да, только мне тебя уже поймать Держится. надо. Ты меня откинул назад. Он слева внизу. Слева внизу. Да, ровно слева. Ровно слева. Чуть-чуть сзади. А, ну я его не вижу пока. Пока Он не слева. вижу. Так, у тебя от аэродрома сколько расстояние? Ой, от аэродрома... Подожди, стой, не то. Ну, Щас от я аэродрома выставлюсь. пока не знаю. Давай, я сейчас разворачиваюсь на аэродром. Ищи меня в его районе. У меня 28 километров от него. Я чуть-чуть над аэродромом покружу, пока ты меня не найдешь. Ты, X-Balance, пропустил еще те стримы. Там по 6, по 9 часов полеты. Там... Ты думаешь, не, пилотирование-то мы потихоньку справились. А вот самым простым не могу справиться, прикинь. Ну, я вот тебя вижу, я могу к тебе подойти. Подойду и выйду вперед. Поэтому лети на ppm 1. Но у нас задача не над аэродромом пролететь. Обычно над аэродромом схему выполняем.
Все, ты первый ППМ включил? Нет еще. Включай первый ППМ, иди на него. Сейчас я к тебе подойду, меня увидишь. Я вперед тебя выйду. Блин. Кнопка тупить. Чего? Иркут давно летает, просто он уже. Ты чё, я еще в редакторе сидел в армии, он погружен был в симуляторы, он на чем только не летал, у него там и гражданский симулятор, и он играет уже давно в эту игру. Да молодец, я разве... Просто он меня тут позвал, а я, видишь, я-то как бы... Как вот объяснить? Я обычный дворовый... Вот, допустим, Так, я вот щас. дворовый футболист, а он какой-нибудь там футболист из клуба, Сейчас да? лети прямо, прямо лети, не отклоняйся никуда, я справа от тебя. То есть вот он, допустим, дворовый футболист, а я футболист из клуба. Он, наоборот, из Меня клуба. видишь? Да, я тебя вижу. Я, допустим, футболист из двора, а он из клуба, и все. У меня все просто, лишь бы гол забить, а у него там надо тактику сыграть туда-сюда. Давай, смотри, Вот и всё. иди за мной, я быстро лететь не буду. Иди за мной, я поворачиваю на маршрут. В том вся и суть у него полет. Он зациклен на вот этом, на всем. Ему интересно все именно, чтобы у него там и по приборам все четко было. Ну, с одной стороны, правильно. Если ему это сильно прям... Он увлечен этим. Не, я считаю, если в симулятор играешь, ты должен, да, это все изучить. Это мое мнение тоже. Просто мне вот некому это было преподавать. Вот сейчас Иркут мне объясняет, я не против, наоборот. Блять, опять. Давай, я лечу сейчас не больше 500. Высота какая у тебя? Он слева у тебя. Высота Смотри, 2500. голову влево. 2600. Вот там он, да. Он у тебя там. Сейчас увидишь. Он у тебя за оплеткой фонаря, скорее всего. То есть я больше 500 не разгоняюсь. У меня даже чуть-чуть падает скорость. Ярик, ловушки. Я его обогнал. Блин, на внешке наверное. вижу. У меня скорость большая. Я из этого, наверное, обогнул. А, он Ну, внизу. этими щитками Он ниже у тебя. затормози. Он слева внизу. Вон он. На фоне огоньков. Видишь красненькие огоньки? Вон он. Видишь ловушки? Вот. Да, вижу. Да. Вон Езжайся он. так же. Преследуй его. Ну да, я согласен. Можно быть дворовым, но начитанным. Нет, Если я- обгоняешь, не стесняйся использовать щитки. Обычная практика. Вот примерно так можешь и идти. То есть тебе самое главное видеть меня в поле зрения. Но если ты собрался за хвостом идти, иди тогда ниже, иначе спутный след попадешь. Не набирай высоту, не набирай. Если тянет вверх, тримируй. Сколько скорость у тебя сейчас? О. Сейчас у меня 450. Такая же. Старайся на него именно смотреть. А То есть приборы скорость... как? Не надо, нет, только на него надо смотреть. В полете строем ты смотришь только на него, и по скорости ориентируешься, либо ты от него отстаешь, либо ты его догоняешь. В зависимости от этого ты работаешь газом. То есть полностью вся концентрация на ведущем. Мне, кстати, должна за быть. ним проще лететь, чем я за тобой летел. Он как-то поддается. А за тобой очень сложно лететь. Почему-то не знаю. Я тебя сразу потерял. Я, кстати, его потерял тоже, но потом, вот видишь, как-то я его вывез. У тебя опыт сейчас появляется. Да какой Ты даже не опыт? замечаешь. Ну ничего, я просто он как-то мне, видишь, говорит, и я его понимаю. Вот именно в этом плане. Как вдвоем лететь. А вот тебя я маленько не понял почему-то. Ты видишь, ты слишком по образцу. Вот у меня то-то, и я не могу понять, мне-то что делать. Вот я его теряю опять сейчас. Он, по-моему, ускорился. Или... Он за оплеткой фонаря. Над зеркалом. Правым. Чуть-чуть добавь Вот он, скорости вон он. вперед. Ну да, выйди, у него увидишь. скорость чуть побольше.
У меня 450, так и держится. Странно, я её почему не я меняю. тебя отставать начал. Ну, добавь гайску. У меня сейчас стоит режим двигателей 80%. Вот я, когда строем летаю, я даже на скорость не ориентируюсь. Я ориентируюсь чисто на режим. То есть ведущий поставил режим двигателей, допустим, 80%. Я в этом районе двигателей и тарабаню. Много, щитки, Вон он. выпусти. Курс не меняй, снизься. Снизься. На тебя бы не кренись, попасть. Не попадешь, я ж вижу. Снижайся, левее чуть дай. Вот. Стоп. Все, снижайся. И все, и выравнивайся. Выравнивайся. Все, прекращай снижение. И теперь замедляйся. Сейчас ты меня скоро увидишь. Я четко справа от тебя. Ну да, ты выше идешь просто. Правее, дай, ты сейчас влево уходишь от меня. Приготовься, 8 километров. Скоро будем поворачивать налево. То есть запомни, вот в какие-нибудь космические симуляторы играл? Давай вот отойдя от темы. Не, в космический не играл. Нет? Да я вообще в симуляторы, получается, вот только Ил-2, и все, и вот сейчас Нет, ДКС. смотри, просто я тебе к тому, что вот как корректироваться в строю, лево-право. Ты если делаешь какой-то маневр, левый или правый, то есть сдал ты правый крен, начинаешь приближаться к ведущему, и чтобы перестать приближаться, тебе нужно дать точно такой же левый крен, то есть все нужно парировать. Так, внимание, начинаем поворот налево. Выходим на боевой курс. Я чуть-чуть его подкорректирую еще. Включаем режим земля. ВПУ. И малый газ с двигателем. Вправо. Подожди, рано. Не встревай. Просто скорость уже 600 была. Вот теперь мы переводим малый газ. Но малый газ ставишь ты, я чуть-чуть оставляю. Я корректируюсь. Видишь меня? Да, я тебя вижу. Все. Теперь смотри, я вышел на боевой курс. И начинаю пикировать. Цели у нас прям под нами, У да? меня высота большая, видишь, мне с такой высоты опасно лететь, я 5 раз забьюсь. Так, пока за мной не повторяй. Да, мы цели пролетели, давай-ка мы еще раз зайдем, дистанцию побольше. Надо высоту снизить сейчас. Я же на большой высоте летел. 2700 это много. Хорошо, давай снизимся. Сколько? 1500 пойдет? Давай пойдем влево сейчас. Я слева от тебя снизу чуть-чуть. Ты, самое главное, будь рядом. Сейчас я не требую, чтобы ты как-то там держался. Просто будь рядом. Будь рядом, наблюдай меня. Ярик с пилотажниками тусовался, у него опыт, наверное, есть подготовки. Да тут еще глаз, видишь, надо мне набить. Видеть. Я же его, может, иногда не вижу. Он есть, а я его не вижу. Мне нравится, как он еще объясняет. забываешь Мне нравится, как он один объясняет. момент, Иркут.
как бы приборы приборами, все. Ты без маркеров сколько вы уже играете? Я никогда ни разу не играл А я вот с маркерами в играл. жизни. Вот и все. Ты вот это тоже забываешь. У меня точки В включены. учебных миссиях, когда учишься, там У меня Пара точки маркеры. включены. Я точки врубаю, не имена, а точки. Я с точками всегда играл, поэтому мне Так. сложновато видеть. Мне же Летим надо еще прямо. приловчиться. Летим прямо, снижаемся до 1500. Твоя, видишь, я как бы, видишь, это, не, ты Чуть-чуть молодец, ты все вправо, классно да? объясняешь, все здорово, но у тебя маленько, не знаю, то ли ты себя недооцениваешь постоянно. Ну, ты круче, Нет, да, тех Ярик людей, прикольно которые, объясняет. допустим, приходят вообще откуда-то с Таркова. Да, ты круче них, я не спорю. Ну. Меня Просто ты ко видишь? мне так относишься, как будто уже к специалисту какому-то, не знаю, прям пытаешься как-то это... Ты не забывай, меня что... видишь? Да, я тебя вижу, я за тобой слежу. Не забывай, что я любитель, а ты уже как ас, наверное, в этой игре. Поэтому... Все, лечу ровно. Вот когда ты А это что, будешь мне понимать, ты 80? уже не будешь как бы это... А как называется PvP сервера, Ярик, где вся толпа играет? В смысле? Ну, где толпами играют там друг против друга. А я, Это PvP кстати, сервера, да? видел, да. ПВП, да. Ну вот я тебе скажу, что на любом PvP сервере я проиграю. У меня нету такого опыта. Это немножко другой стиль игры. Ну, Так ну, что так я нельзя тоже там сам считать. проигрываю. Так, Там смотри. нормально щас проигрывать. Сейчас скоро налево поворачивать буду. Ладно. Ты это поближе подлетай, Блин, можем. то далековато. Все, я могу даже скорость сейчас погасить. Высота 1700, надо еще ниже взять. У меня режим Ну, он уже начинает двигателей прицел 80%. гулять. Угу. Прицел гуляет. Его уже можно 80% увидеть. держу, поэтому Убавь лег газ. догоняй. Тут надо прицел поймать. Научиться его ловить, и все. Тогда будет... Мне как-то Так, Иркут тут показал щас. его рамки, куда он уходит. Сейчас налево Ты поворачиваю. мне что-то показывал у него, да, там какой-то... Только ты мне как-то по краям эти точки показал, куда он гуляет. И все, если за эти точки он уходит, то ты его теряешь. Не, я тебе метки показывал то, что я цели вижу на твоем стриме. А, я думал... ты А мне также я показал. тебе объяснял, что у него он на гироскопах, и гироскоп может просто не успевать за движениями твоего самолета, если ты резко его дергаешь. Понятно. Смотри, сейчас я выведу нас достаточно далеко, но выведу ровно на цель. А Леха не повернул. Я тебя не вижу. Не повернул. Ты должен был повернуть, это ты третий разворот прошел. Поворачивай влево. На соседний город. В этот раз я опять его потерял. Ну. А вон он. Вон он, да, ты на него смотришь. Следуй на этот город. Выводи из поворота. Правее следуй. Все, я вижу. Ага. А Меня где видишь? у нас? Не, Так. тебя не... А, ты правее. И- Ярик правее, да. Я правее ниже. Смотри, Ярослав правее отстреливаю находится. ВЦ. Ищи меня. Убавь газ, Лех. Иголку в стоге сена, сейчас ее найди. А вон я вижу его. Чуть-чуть выше голову подними. Вон, вот там он, да. Видишь, стреляет. Видишь, глаз у тебя набит уже. За ним следи. Или ты отдельно хочешь зайти? Я хотел попробовать атаковать цель или как? Так вы атакуете сейчас. Просто он тебя ровно выведет на полигон. А, Да, смотри, вот следуя за мной, я выведу нас с большей дистанции, но прямо на цели. То есть у тебя будет время найти и прицелиться. он Я куда-то- Ярик он отвернулся. вообще куда-то вправо ушел. Да, поворачивай Да. за ним. Я Поворачивай за даже ним. дистанцию, потому что я близко подошел, времени мало будет, так как у тебя опыта меньше. А, мне-то не надо было за тобой лететь, что ли? Лети за ним, лети за Не-не-не, ним. лети. Я-то за тобой пошел. Давай. На Мы знаешь, разворот. как Поворачивай. мы, Лех, мы в начале лета играли
в Ил-2 штурмовик и летали строем на бомбардировщиков. Так вот, ведомые вообще цель не видели. Они сбрасывали бомбы по команде ведущего. Вот. Ясно. То есть они в момент, когда ведущий командует, они нажимали на кнопку сброса и попадали Джессика по цели. опять плясать начинает. Ну это да, это, конечно... Он ниже, прямо у тебя под ты капотом. снижайся, да, снижайся на высоту Отдай. 1500. На 1500 снижайся. Мгм. И держи эти 1500. И убавь газ. Да-да, я убиваю. Ох, как он петлей, типа, Он сзади тебя оказался. да. Но, Сделай с другой стороны, ты вышел на боевой курс. Почти что. Право виража. Да, сделай. вот теперь Исходишь. будем сейчас Давай, проверить. зайдет да? на цель. Да, Ну, чуть-чуть давай, чуть ладно. правее. Пускай зайдет на цель. Видишь, у меня уже прицел уходит вниз. Это нормально? Вот эта херня сейчас? То, что он внизу, это нормально, да. Ты когда к цели Да, подойдешь, это он нормально. встанет как надо. Ты сейчас высматривай в мишень и целься. Чуть-чуть правее. Вот, полоску видишь в поле? Да-да-да, я вижу контакт. А здесь Вот захват иди не уже делается, да, как бы на Нет, этом? просто дальномер включи. А зачем он? Точнее, А он будет тебе, слушать. он тебе баллистику рассчитает. Когда загорится красная лампа, это значит, что снаряды попадут туда, куда смотрит прицел. Закрыл КМК. Да-да-да, я так... Также проконтролировать можно, потому Вот что видишь, у я тебя центрирую, и у меня уходит... А надо голову выше приподнять. Ну так у меня не получится, он, видишь, что происходит? Он выше моей головы получается, блядь. Попробуй настроить мертвые зоны для трекера. Но это для этого Потому что я самолета так надо понял. делать. Вот, что- мишень. Видишь, Стреляй он по у меня ближней. уходит, и все, я не вижу цель, вот в чем проблема. Ага. Все, видишь, он опять Неплохо. ушел. Ты попал в круг. Первой мишени. А это уже вторая, по ней не надо стрелять. Вот, и я из-за этого разбиваюсь, он у меня уходит. Вот, я Кто- из-за кто- этого вы- теряю его. Прицел же не уходит, ты же сейчас Так нормально у стрелял. меня У тебя голова обзор, уходит. голова уходит, вот в чем суть. Голова уходит, прицел-то Ну. не уходит. Поэтому надо как-то понять, как у меня тут трекер работает. С этим именно самолетом. Я смотрю, у тебя все время взгляд почему-то вниз направленный. Я не понимаю, думаю, может тебе удобно так. О, что? Что это такое? Ты ручку отдал от себя. Перегруз. Это была перегрузка. Перегрузка, да. Старайся не использовать обороты 100%. Поэтому вот дело в этом. Надо что-то делать с ним. Старайся 100% обороты не использовать. А давай попробуем камеру по-другому сделать. Ну-ка вот так получится. Попробуй настроить мертвую зону в трекере. Потому что я смотрю, она у тебя сильная, и ты ее прям пересиливаешь. Попробуй её сделать поплавнее. Я вот знаю, что там есть такое. Так, сейчас я тут камеру поднастраиваю. Блин. Сейчас он вообще мне не виден голову. Блядь. Тут надо, видишь, по высоте еще настроить. Блин, может наоборот его выше? Может наоборот надо так делать? Сейчас курса собьюсь, конечно. Не, ну если что, я тебя вижу. Я тебе подскажу, куда лететь. Давай так попробуем. Так уже получше. Ну-ка, подожди. У него был бы автопилот, я бы уже настроился. Он разбивается. Еще вот так вот сделаем.
Вот уже что-то есть, да, какой-то результат? Щас Трекер ещё- наставишь, да? Да. Но я уже ушел от курса, я сейчас вернусь. Я просто прямо лечу самолет, чтобы Ну, он... Просто можешь тягу убавь, чтобы керосин не тратился так. Мгм. Поставь налево 80. сейчас повернуть. Да, самолет требует настройки управления этот, потому что без чувствительности управления ты на нем нормально не полетаешь. Ну, если я Ты имею в виду триммером используется трекер пользуешься? и джойстик, то надо это настроить нормально. Вот про управление самолетом. Ты триммер используешь? Триммер, ты имеешь в виду в полете это регулировать его? Да, ты это используешь? Ну да. А вот мы сегодня летали, Э, я Как регулирую. Хорошо используешь. Как активно ты его используешь? То есть ты нажал, отпустил, или ты прям иногда нажал и держишь? Смотри, если я правильно понимаю, триммер это настройка, вот у тебя от уклонения идет самолет, ты начинаешь выравнивать его. Или про что ты именно? Э, Хорошо, спрошу по-другому. Ты понимаешь, для чего нужен триммер? Просто смотри, я вот единственное, что настраиваю в самолете, это вот тут когда у меня штурвал уходит в сторону, я зажимаю контур и начинаю вот эти U вводить, кнопки нажимаю, выравниваю его. Вот эта линия на панели белая, да? И на штурвале белая нарисована в самолете. Я ее цитирую по центру. Вот, единственное, что я настраиваю здесь. Это крен. Это Все. да. А триммер нет. Я... Какой триммер здесь еще? Я Это ничего и не- ну, это триммер, и есть триммер. по крену. Да, это триммер по крену. А Нас есть интересует еще по триммер- тангажу. По есть тангажу триммер нет. по У меня с тангажу. тангажом проблем. А, ну да, тангаж я тоже. Вот он у меня сейчас Он в данный момент не в нейтрале. Он, у Он меня, использует видишь? его. Вот, хорошо. Просто смотри, что ты триммером можешь выровнять самолет так, что ты просто его отпустишь, и он летит. Просто я смотрю, очень сильно тебя кидает по тангажу. То вверх, то вниз. Вот я и спрашиваю, потому что, может, ты отпускаешь ручку, и тебя хоба как и вверх задирает. Нет, я сейчас так не делаю. Так, что, надо на курс выходить? А то я тут уже попало, налетал. Не-не-не, летим прямо, не отворачивай. В смысле, а мы куда летим-то? Мы от полигона уже давно улетели. Лети. Да я, короче, лети, как поднастроил летел. сейчас этот трекер и хочу Разве- попробовать. Развернись лег правым разворотом на обратный курс. Хочу трекер протестировать. Ну попробуй, приблизься. Приблизься к прицелу. Как вот, прими положение, как ты на атаку заходишь, чтобы целиться. Ждем джойстик, проверь. когда придет. Я тебя не вижу, ты где? Я Сзади? сзади тебя. Да, я сзади. Трасмастер 16 тысяч йен, что это такое? Джойстик такой в дизайне сайд-стика. Ага. Но тот же самый Airbus, просто в другой расцветке. Сперва Трасмастер 1600 вышел, а потом мы решили денег заработать и сделали в дизайне самолета Airbus, перекрасили и добавили к нему рычаги управления двигателями. Ради рычагов управления двигателями я купил себе Airbus'овский Трасмастер. Мгм. В данный момент, кстати, на Су-27 с этим рудом летал от Airbus. У него, короче, реверсы есть для реверса тяги. Это мне подкупило меня. Калибровка у Смотри, меня сейчас я сбилась. справа от тебя пройду. У меня мышка единственное, знаешь, приближение на колесико работает и все. Здесь вот, а когда трекер работает. А так я не могу почему-то и шевелить. Я сейчас сзади справа от тебя. Да-да-да, я не вижу пока тебе.
Сейчас я выйду вперед. Ты максимальную тягу используешь? Нет, 85 идет. Нет? Но скорость большая Ну, у меня все 85. равно, она почти 600, так что я убираю не могу. Да, большеватая, поэтому прибираем. 76 держит. Все, вот он. Я вот тебя вижу, ну. Все, смотри, давай снизимся на 1500. Я поставлю малый газ. Снизимся на 1500 и сейчас будем разворачиваться на полигон. Вот ты зря, Лех, старайся не терять его из виду. Да я вон вижу. Вот. Вот, и пилотируй так, чтобы его было видно. Надо со скоростью просто угадывать. Видишь, тут надо его хорошо видеть. Тогда будешь понимать, сбрасывать скорость, прибавлять. Я его вижу, но я не могу понять. Снижается, ой, сбавляет скорость, прибавляет. Ну, блядь. Вот если бы он был сейчас был бы на машине снизу, и я бы за ним ехал, я бы понял, что он тормозит, допустим, да? Но у него же там стопаки не горят, блядь. Поэтому я говорю, вот это на глаз надо набивать здесь, когда летать за друг другом. Единственное, его начинаешь уже видеть в последний момент, когда он уже приближается прямо к тебе, но ты когда начинаешь тягу сбрасывать, он оказывается Так, у тебя сейчас уже я поворачиваю на где-то в боевой стороне, курс. либо сзади, блин. Снижаемся на 1500. Ты меня видишь? Да, я вижу Видит. тебя. Все. Снижаемся. Сейчас я вывожу нас четко на цели. На высоте 1500. Вот здесь я тебя уже опять... Пошел я теряю. гуглить, что за 1600 Т. А вот вижу. У него точно та же база, за что и у Airbus. Точно, Все, мы один в точно один. на курсе. Угу. Че, я снижаюсь тоже тогда? Ну, вот мы на курсе, у нас 1500. Включая режим земля, пушку. Так, цели. Пока не вижу. Пока не вижу. А, вон они еще далеко, сейчас начнут. Я их уже увидел. Мы идем ровно на них. Вот идя четко за мной, ты выйдешь прямо на них. Давай, ты будешь по первой работать линии, я по второй. Я все еще иду на малом газе. Вот опять. Почему-то вот здесь поворот головы он не видит, зараза. Так, меня видишь? Так, тебя? Да. Нет. Да мне бы прицел увидеть, Я а не тебя. впереди. Вот Стой, в стой, чем ты суть. сильно снизился. Лучше набрать, потому что у тебя тебе неудобно будет целиться. Смотри вперед. Сейчас ты увидишь мои трассеры. Я сейчас буду стрелять по цели. Я что-то вообще, по-моему, не туда целюсь. Туда идешь. Вон, видишь, куда он стреляет? А, вон аж дальше. Бля, у меня гуляет, видишь, опять прицел надоел. Тягу убери. Угу. Я влево пошел. Вижу цели. И все, и опять трекер начинает мозги парить. Выходи. Не надо на последнего их бить. Короче, я, блядь, задолбался. Я говорю, трекер этот не выводит и все. Вот ему не хватает вот этого, блядь. Чтобы голову нормально вверх сделать. Вниз он делает, а вверх все не может. Блядь, что делать с этой камерой?
Здесь нету еще вот этой фишки, блин, а она раньше была. В этом Вил-2 штурмовике. Примкнуть к прицелу. Видел? Есть. В War Thunder есть. Примкнуть к прицелу. То есть не просто там взгляд на панель куда-то или приблизить. Еще левее выходи. Еще левее. К прицелу примкнуть. Еще левее, много не набирай высоты. Короче, да, тебе сейчас основное надо настроить трекер. Сейчас можно настраивать. А лучше без него. Нет, Сань, неправильно говоришь. Да? Ну ладно, может быть Неправильно. неправильно. Если человек привык с трекером, то наоборот, трекер действительно удобен, когда он правильно настроен. Я вот Потому что- попробовал, он мне показался жутко неудобен, и я забросил это дело. Ну, это тебе, потому что ты уже привык использовать мышь. А человек, который умеет, Лех, снизься. Да, Снизься, подожди, прям я под не в тобой. полете, я с камерой тут пытаюсь. Если хочешь, я Потому могу паузу нажать на сервере, Так, подожди, ну-ка вот чтобы ты так керосин не попробуй. тратил. А хотя там это... Управление все замрет. Управление, может, и замрет, но камерой управлять можно будет. Я еще, видишь, Что же, нормально Ярик, выглядит, ну. я начал летать тогда, когда мышкой в принципе нельзя было осматриваться. И джойстиков не было. Короче, ребят, я понял, в чем дело. Надо это... Блин, как бы... Паузу, да? Ты хочешь паузу? Давай паузу. Я могу паузу, если хочешь. Сделай Сделать? паузу. Да. Данила, сделай, если, паузу. Если можно. Сейчас. Надо, короче, Сер- настроить чувствительность головы. Сейчас я посмотрю. Сделана пауза. Сейчас вот так вот сделаем. Потому что, да, я тебе про это и говорю, Сань. Тебе А? привычно управлять иными методами. Ты привык к ним за долгое время. И пытаюсь всех этим же методом научить, кстати. Да, не надо так делать. Не надо. Человек привык. Просто я летать слышал, так. что некоторые пользуются хаткой для обзора. Для меня это Вот, еще Так, более пацаны, бредово все, давай, кажется. хорош разбираться, что куда как. Вы видите... вы стрим не увидите. Я в стриме, смотрю я на стрим. стриме сейчас показываю эту программу. На стриме точно, ага, смотрим. Мгм. Ага. Ну, Вот, надо кстати, как-то интересно. ее настроить. Видишь, она вот работает, но у нее есть вот такая беда. Вот надо что-то как-то вот с этим сделать. К Какая? прицелу Ну. примыкает, все нормально. Потом надо, прицел уходит вниз, надо чуть голову поднять, и она, видишь, отдаляется, а не поднимается. Надо вот именно, чтобы она поднималась. Либо мне надо движение вот так делать. Просто это что-то да вот так вот. Смотри. Ты же можешь настраивать ее по чувствительности. Ну, чувствительность можешь настраивать? Так, тут тоже есть кривые. Настрой А у меня, Лёх, это- чувствительность. У меня была кепка со светодиодиками. Настрой Ось X. чувствительность. Ось X это у нас получается... Это Ой. вправо-влево. Ну да. Смотри, настрой чувствительность подъема головы. Не лицо вверх, а именно голову поднять побольше, чтобы он легче реагировал. Даже настройки. Смещение центра головы. Вот тут настройки есть. Да. Начать да. калибровку. Может, калибровку здесь надо сделать? Ну-ка, а если мы калибровку сделаем? Ну вот на стриме у тебя оно с задержкой, вот хорошо было бы увидеть в реальном времени. Тут как бы настроили. Но мы настраивали, тут мне шум помогал в то время. Саня Можешь знает шум. в Дискорде демонстрацию этого экрана всего сделать? А то на стриме оно с задержкой.
Так, сейчас подожди. Экрана вам надо, сейчас. Да. Так, экрана. Ну, вот сейчас видишь? Вот, да. Так, сейчас я ее запущу. Так. И вот тут надо, есть вот начать калибровку, есть вот тема. Подожди, начать калибровку. Покажи мне вообще оси. Я же с этой программой не работал, у меня вебки нет. Это у нас что? Как она может называться? Это центрирование, вот по ней мы смотрим, то есть вот, когда вот я лечу, допустим, смотрю туда, если у меня начинает камера гулять, я хоп, центр нажимаю всегда. Но суть-то не в этом, у меня проблема в другом. У меня вот это все четко работает, вот это все, что мне нужно. У меня проблема в другом, когда я к прицелу примыкаю, вот прицел вроде виден, но только прицел стоит, уходит вверх, я поднимаю голову, и у меня вместо того, чтобы... Короче, у меня получается просто голова вверх поворачивается, хотя надо как-то... Блять, как же... Привстать, да, как будто? Да, как будто пристать чуть повыше. Может, я ростом маленький. Попробуй открыть Блин, ну настройку хотя нет, осей. метр по оси 80. Y. А? Настройку осей открой по оси Y. Кривых будем смотреть. Или калибровать его лучше, нет? Тут есть начать. Калибровка, не, это не калибровка. Нам нужно именно настроить отдельную ось. Отдельную ось у нас это, я так понимаю, отвечает кривые, наверное. Кривые, да, кривые это. Ось X. Не-не-не, переключи на ось Y. Y. Не X, а Y. Угу. Вот. И добавь ей чувствительности. То есть увеличь кривую. Ну, как оно у тебя? Вот, если вверх ее поднять, что это будет? Увеличится чувствительность или уменьшится? Фильтр исходной оси 30, 75. 100. Блин, нет. Нет, это не то, наверное. Ну, повыше точку вот подними. Ну, привстань. Привстань, посмотреть. Видишь, как она реагирует. делается? График скинулся сразу. Ну, ты Она её так была вот так настраиваешь. вот, да? Вот у тебя две точки, вот так тебе и нужно настроить. В бок отведи, вот эту, чтобы видеть, как, что меняется. Он X, Не-не-не. XB и XB Byron пишет, что в самой OpenTrack отслеживание головы без клипс максимально кривое. Надо доп проги и подключать, Ну-ка. видать. Но это ты уменьшал чувствительность? Что у тебя было? Тут надо поувеличить. Ну, вот видишь, она работает. Хоп. Ось Z. Это ты вверх-вниз. Вот как раз отдаление, оно вот хорошо работает. А мне вот надо, чтобы оно не отдаление работало так, а работал Y. Так, видишь? Как вот Что у оно? нас Y? Y это вверх-вниз. Ну ты вот должен. именно, вот мне надо, чтобы Встать? Да. Это... Давай, встать, сесть оно называется, по сути. Вот его надо увеличь увеличить. чувствительность. Работает у тебя наполовину только, да? Как вот и чувствительность увеличить? Вот. Ну, выше поднимаешь, увеличиваешь. Имеется в виду сам график полностью, ты Да, уж? да. В начале поднимаешь. Бля, она, видишь, сразу падает. увеличиваешь. Так у тебя две точки. Ты одну точку поставил, ставь вторую точку. То есть одну точку ставь выше, вторую точку в правый верхний угол. Угу. Тыкай вторую где-нибудь. Не, красное это твое положение, как он отслеживает это положение.
О, Ты поднимаешь график выше. таскал. Так, а Попробуй вот, поднять это, этот вот эту график. имеешь в виду выше? Да-да-да, это вторая у тебя. Только ты ее перенеси вправо чуть-чуть. Вправо и вверх. М. Она не идет. Не идет. Вверх Ну-ка, на идет. сам график чуть-чуть. На сам график просто нажми. А, там на чуть-чуть графике точку. еще одна точка. Там Там их не три, график, а там там их еще- несколько, подожди. А, там их несколько. Их тут несколько точек получается. Ну вот настраивай. Да, вот, видишь, как оно настраивается? Вот, вот тут где-нибудь точку тыкни, вправо ее подтяни и повыше, чтобы у тебя чувствительность была повыше. Блять, а здесь что нарисовывается? Понятно. Ну и что-то меняется? По-моему, нифига. А, ну-ка. Да нет, она, видишь, все равно как-то тухлая. Сделай изогнутый график, чтобы он вначале шел сильно вверх, а потом до самой верхней точки был плавным. Ну, горочку такую сделай, типа. Вот, стой, вот левее ее дай, левее. Вот эта тема нам нужна. Угу. Что-то это... Вниз, А вот видишь, по- как... а мне- вот Вверх, просто- вниз. А вот просто голову вверх поднимать, оно не работает? Не привставать, Подожди-ка. а... Нет, она не работает. Подожди, а ну-ка сильнее опусти голову вниз. Сильнее опустить. Не-не-не, не так. Не так. Ты видишь, Она, смотри, как он видать, делает. Если зафиксирована. начинаешь, допустим, наклоняться, он как будто ты вниз уходишь, блин. Хотя... Так он и Вот, он и воспринимает ее как вниз. Значит, ее, по идее, надо инвертировать как-то. А как, я не знаю. Нет, может я Её что-то можно неправильно движение какие-либо делаю. Надо зарядку поделать. Подожди, ладно. Мне кажется, тут голова на шарнирах нужна. Дополнительно еще. Ладно, сейчас будем разбираться. Так, а что я вырубил? А, вам игру сейчас включу. Сейчас будем разбираться. И мне кажется, тут еще зависит от меня. Я, видите, еще низко сидеть сейчас стал. Ну, ты смотри, видишь, трекер вот этот, он воспринимает движение влево, поворот влево-вправо, наклон вперед-назад. Отклонение вправо-влево, подъем и опускание. Вот эти оси есть. Видишь, я низко в самолете сижу, бля. То хоть раз надо как-то, блядь, мне, Да видишь, нет, у тебя посадка-то правильно в самолете, вот сейчас. тут сиденье поднимается выше, нет? Не, оно не должно, у тебя текущая посадка сейчас правильная. Ну так вот, а мне же надо как-то примкнуть к прицелу. Вот в чем Но суть. при этом ты не не- опускать голову вниз. Да. Ты не делай этого, ты просто Вот смотри, приблизь, так вот. Хоп. приблизь камеру. А можно просто Не- камеру приблизить? Без Да, ты- наката вперед. Ты имеешь в виду делай вот так накат. вот? Ну Да. вот, приблизил. А приподнять можно чуть-чуть вверх при этом? Взгляд. Вот, Вижу. вот чуть-чуть, чуть-чуть совсем. И я вниз опять, видишь, сажусь. Мне-то надо наоборот. То есть приближаться к приборной доске не надо, просто зум сделать мышкой. Вот так, да. И чуть-чуть выше голову. Вот так. Мгм. Вот так. Должен быть, да, взгляд. Или вот так, чтобы скорость была еще видно. Ну, давайте пробовать что-нибудь уже. Что, пробовать? Да, давай пробовать. Данила, снимай с паузы. Это мы еще Саня шум мне помогал настраивать. Это он сделал, как у него сделано. Вот, ну, Я это- слишком стар для ваших технологий. Фишка этих. в том, что камеры-то у всех разные. У меня камера, ну она видит хорошо все. Старая, ну. О, вот можно так работать. Да. Ну, подожди. Ладно.
Сейчас джойстик еще возьму, чтобы не отвлекаться на него. Приедет, так можно будет. Ты не туда рулишь. Тебе влево надо. Да-да-да. Сейчас. Там он город был. Да надо уже это, полигон за это сейчас выполнять и это... Заканчивать, у меня время уже. Я завтра уезжаю. Ты сейчас по какой-нибудь будешь стрелять из мишени или по конкретной? Говори конкретно, мне без разницы. Какую? Давай, ты начал по левой линии работать. Да? Начал работать по левой линии. Работай по мишени номер 2 по левой линии. По первой ты уже пострелял? Постреляешь по второй. Угу. У тебя сейчас мишени будут Справа. правее. Да-да-да. Там что-то сверкает, но это не мишень, да? Что это Ты такое? раньше почему-то поворачиваешься всё время в сторону полигона. Правее, бери. В итоге по диагонали идешь на поле. Пока не важно, как он идет. И из-за этого сбиваюсь, я понял тебя. Потому что здесь вот они мишени, да, будут сейчас где-то. Чуть дальше. Дальше. Чё, Видишь два белых конуса? Ну, Это 5 километров до мишеней. Сейчас я тебе- мишени слева. Я тебе Вот. конусом обозначил зону ПВО. Вот стой, стой. а, вон вижу, все, я Вот, вижу, сейчас слевее, прямо. левее, да. Вот, отлично. Так, а что, у меня все время дальномер включен? Прикольно. Начинай уже пикировать. Наводи метку на мишень. Туда же, все, вон вижу самолет. Все, и начинаем опять тонуть. Чуть-чуть, видишь, приблизить бы. Так бы мешает. Вон вижу вторую мишень. Ну, рядом. Есть попадание? Есть попадание. Все рядом. Хорошо. На следующем заходе работай по третьей мишени. Но ты заметил, да, что ты по диагонали заходил? Мгм, мгм. Вот. Не хватает Потому вот этого наклона головы чуть-чуть, вот, блять, вот, прям, не знаю. Вот чуть-чуть бы ее выпрямить, и все, он её- Еще левее давай. Еще левее иди. А если маленько стекло Ещё. поднять выше, оно не поднимется выше уже? Оно не поднимается, это максимально высокое. Я говорю, надо это, пилоту моему Еще левее. выше быть. Он низкий. Еще влево. Вот пока Есть иди позиция. влево. Ctrl, Не тяни. Дал Сейчас крен, скажу. держи, все. Ctrl не Shift'ом нумпад 8. Правый Ctrl Shift'ом нумпад 8. Попробуй нажать. Ctrl-Shift 8. 8 на нумпаде. Во! Есть? А что ты мне раньше-то это не сказал? Я не совсем понимал суть твоей Ты проблемы. понимаешь, Да. что я тут сижу, шпендик, мне надо рост. Ctrl Shift'ом нумпад 8. Ctrl Shift'ом нумпад 2 это вниз. Но надо было сразу с этого и начинать. Еще влево давай. Давай влево, влево. Идем влево. С этого надо было и начинать. Я должен выше быть, а что я сижу-то как-то... Еще, еще. Не-не-не, давай, не набирай. Вот как идем, так идем. Крен просто дай. Все. И разворачиваемся. Ctrl-Shift 8 и Ctrl-Shift 2, если Ctrl- что, опускать, да? Ну у тебя на нумпаде стрелочки есть.
8, 4, 6, О, 2. ништяк. Видишь? Так вот, что надо, блин, Иркут, ты чё сразу-то не сказал, блин? Я думал, у тебя с твоими технологиями эта штука заблокирована, если у тебя мышка заблокирована. Я думал, у тебя и это Офигенно заблокировано. вообще. Нет, это у него не заблокировано. Так я бы уже но давно бы просто- работал бы по целям нормально. Просто Я эти ваши смотри, технологии вообще не надо понимаю. ничего Стань. тискать. Тут выливается другая проблема. У него теперь посадка иная. И максимально низкое положение метки у него будет уже не то. Она может быть по центру у него. А когда она будет уходить выше, он может ее начинать терять. Все, теперь А выравниваемся. чё это вы и не туда летим прямо. летите? Туда мы все летим. Нет, вы не туда летите. Вам надо вправо поворачивать. А, да, чуть правее надо. Ну Вообще чё, вправо не по туда 90 пошли? градусов, вообще не туда Правее. пошли. Правее делай. А стрелку посмотри. А, вон на я его приборе. вижу. Ну или за Яриком лети лучше. Я не знал, что здесь можно, оказывается, поднимать себе. Можно и вправо, и влево перемещаться. Не, вправо-лево не надо. Вот у меня с высотой здесь проблема. А просто на нумпаде, если без контрола шифта, это обзор. Вот. А я почему-то... У тебя работает обзор, если ты нажмешь на нумпаде кнопку 4, 6, 8, 2, Ну-ка. без дополнительных кнопок? Заблокировано? Нет, не заблокировано. А вот подъем работает сиденье. Во, теперь я прицел вижу. Ура, блин. Наконец-то. Нет, с другой стороны, если у тебя работает обзор на нумпаде... Не, у него просто обзор У не меня работает. просто подъем не работает. Ну, подъем тогда ладно. О, так даже круче летать на самолете, чем было низко, блядь. Мне нравится такой вид вообще. Намного интересней. А то как этот сидел, блядь, как в Мерсе развалился. Так, мы сейчас где? Ориентиры что-то поймать не могу. А у тебя слева город ориентир. Все. А смотри, а Ctrl-Shift, звездочка и косая на нумпаде, это приближает тебя к приборной доске или отдаляет? Должно быть разблокировано. Работает? Чё еще раз? Ctrl-Shift, звездочка и косая на нумпаде. И чё она Приближение и дает? отдаление, ну, вперед к приборной доске или назад от приборной доски. Не, сейчас нормально, не надо ничего. Мне вот тут это главное. Мне высота нужна была. Все, мы Ты за время мной только идёшь? зря теряли. Сейчас будет все нормально. Влево поворачивай. К рядом 45. Сейчас по высоте будет все нормально теперь. И скорость не разгоняй. Крайний заход и домой. Так, подожди, мы сейчас разворачиваемся. Керосина 800. Крайний заход на атаку и домой. Не, разворачиваюсь сейчас. А, вон. Ну вижу, вот да. же город. Влево, влево иди. Да, И да, да. раньше не поворачивай. Сперва долети до города, а потом поворачивай на полигон. А то Мгм, ты по диагонали заходишь. Понял. Тут на самом деле все поля тем курсом разлинованы, которым тебе надо заходить. Ну, сейчас Меня полеты уже ещё другие параллельно будут, я ищут. думаю, на Су-25. Помимо как прицеливания, я почему-то так и представлял. Пилот должен так сидеть вообще, как я сейчас сижу, а не как-то внизу. Пока не поворачивай. Пролети прямо. Несколько секунд. Выйди из крена. Мгм. Вот пока что так лети. Я тебе скажу, когда поворачивать. Можешь начинать плавно доворачивать на цель.
Выполняй поиск цели. Все, теперь я вижу А, прицел. вот здесь. Отлично. Работай по цели 3. Чуть-чуть правее ищи цель. Да, вот где-то здесь. Я пока не вижу. Я их уже вижу. А. Видишь, что лучше меня видишь? Вижу, но пока не атакую. Дальномер? Включен. Блин, Ага. вот дальномер сейчас меня собьет, блядь. Включен. Проконтролировать включение дальномера ты можешь еще по появившейся шкале, жирной шкале вот этой вот. Ну и сейчас выльется вторая проблема с этим Какая? подъемом. Видишь, какая? Ага. Он сидит выше, чем надо. И у него метка уходит вниз. Но если он вернется, у него метка будет нормально. Это про то, что я и говорил. Ты имеешь в виду, он прицел будет по-другому работать теперь? Да. Не, он работает все так, точно так же. Но теперь ты метку будешь видеть ниже, чем она есть. при Она вверх у обычной него посадке. ползает теперь. Да, я Да. нормально Выше все прицела. шел. Я говорю, я трекером на дальномер отвлекся и все. Я сбил прицел, блядь. Не, относительно стекла прицела теперь метка вверх сильно уходит. Да. Ну вот Видишь? да. Это будет так. Все, давайте работайте домой. Вот, смотри, это наклон идет. А вот идет как по идее он должен воспринимать как примкнуть к прицелу. Вот. Но сейчас сильно высоко, я согласен. Можно еще опуститься, конечно, ниже. Вот центрирование нажимаешь, когда и все. Кстати, можно вообще не примыкать сейчас к прицелу, просто центрирование нажимаешь и работаешь. Вот, но опять же, прицел почему-то еще вверх также. Что, еще выше поднимать, что ли, себе? Ну, это уже бред будет. Не-не-не, не надо. Вот сейчас верни, как у тебя было. Правый Ctrl-Shift-5 на нумпаде. Вот, просто вот вернись. Ну и что, видишь, низко как. Видишь? Смотри, показываю. У тебя метка находится ниже стекла. А теперь сделай так, как ты сделал до... Ну, как ты сделал, тебе удобно. То есть подними камеру. Так, а какая кнопка там сочетания? Правый Ctrl-Shift-8. Вот. Ну это я Метка низко сделал. Смотри, метка не меняла своего положения, но теперь она находится у тебя практически в центре стекла. Когда ты будешь заходить на цель, она начнет ползти вверх и уйдет выше границы стекла. То есть у тебя опять А, метка-то та не же самая меняет, да, проблема. она со мной катается. Да, Вот поэтому это проблема хреново. остается нерешенной. Понятно. Решать нужно настройкой трекера. Метка, да. Либо метка. действительно, отключить его и Хотя бы на обзор упражнение. лучше. Хотя бы на том упражнении, где требуется смотреть через этот прицел. Мне наоборот понравился вот этот вид, не знаю, он намного лучше. Видишь, проблема все еще есть. Так, что, не хватит нам горючки, да, уже заходить? Нет. Здесь вот в этой кабине лучше, вот как я сейчас лечу, летать. Ну, для меня.
Так, что там? Тебе привет из Бреста, хороших полетов и возвращения на базу. Ваня Каминский. О, привет, спасибо. Спасибо большое. Так, что у нас там? Так, 74 километра до посадки, что-то я не понял, до аэродрома. Ты уже выстрелился, да, на курс? Ну, я иду на возврат, да. Это он тебе показывает дистанцию до точки выхода на посадочный курс. А как, смотри, а какой режим включен? Но у меня вот... Да, ключ. возврат. Да, до точки выхода на посадочный курс. Мгм. Поэтому да, сейчас М? либо попробуй как-то все-таки настроить трекер, ну, либо для грача отключай его. Отключай и используй обзор мыши. Или нумпадом. Нет, а Если можно мышкой ли неудобно. это... Нажмите паузу. Данила, нажми паузу. У него просто чувствительность есть? Общая чувствительность, блин. Не по кривым, а вот просто чувствительность чуть-чуть убавить и все. Ну, У чего? и у трекера, я так понимаю, там чисто по кривым. Это самая чувствительность настраивается. Количество потоков, так, сглаживание, масштабирование. Фильтр, мертвая зона. Вот у него фильтр поворотов, рыскание. Вот. Может, в них что-то роль играет? Трация, смещение. Мертвая зона вот у него есть. Может, мертвая зона и дает вот этот... Может быть. Может быть. Попробуй ее уменьшить. Вот сейчас он нормально же работает. Надо еще медленнее как-то сделать. Нет? Относительный сдвиг. А внутри игры же тоже какая-то настройка осей есть. Трекера. Это трекер для гарнитуры. Но он же подключает к осям вот эту программу. Нет, она Нет? не подключена как программа. Ну ладно. Я думал, там тоже типа оси назначаются. Оно выводится все вот это в основное, ну, в особые настройки, а в особых этой проги нет. Поэтому настройка это чисто в этом. Здесь в этой. Да и гарнитура тоже там настраивается через отдельную прогу. Сейчас смещение точек взяла. Так, ну я тут две опции включил, конечно, но их еще настраивать надо. Тут что-то отключить можно. Чуть-чуть отключить по оси Z ось приближения.
Мне наоборот надо включить. Так, отключить по оси Y. Надо будет в интернете почитать, как ее настроить. Чувствительность надо просто меньше сделать, и все. Она, видишь, дергается резко. Хоп-хоп-хоп. Вот эту херню надо убрать. И тогда будет все нормально. Так, здесь что? Ладно, все, сейчас полетим. Короче, блин, это дело такое. Она очень ответственная, эта программа. Но если ее правильно настроить, кайфовать будешь. Ладно, все, полетели. Данила, снимай с паузы. По кривым только чувствительность, да, думаете, настраивать? Вообще прицел не видно. Ну-ка. О, появился. Вот тут бы маленько камеру бы на нотпаде. Но она вот не работает. Поворот головы именно нотпадом, да? Иркут, ты здесь? А, да. Я думаю, может это посмотреть в трекере, может как-то есть там. Я Или это, в них или же- это игра Ярик сама? разбирается. Ярик разбирается. Не, в я трекерах. говорю, или эта игра сама отключает мышку, либо вы в трекере посмотрите, чтобы мышка не отключалась. Можно мышка довернуть и все. А. Было бы здорово. А если нажать Ctrl F1? Ctrl F1? Какой? Да. Ctrl. Левый Ctrl F1. Это делает... Тут есть такой нестандартный вид чуть-чуть. Там голова приподнята всегда. Включается у тебя этот вид? Левый Левый Ctrl Ctrl F1? F1. Угу. Что-то у меня вообще не включается, да? реагирует ничего. Не реагирует? Мгм. Мне, видишь, не хватает тут именно миллиметры, там маленько взгляд наверх. Я вот прицел вот у меня уходит, и мне чуть-чуть бы на него доверачивать, и все. Что это такое? Остаток топлива мало уже остается, да? Да, я тебе давно сказал, что домой надо лететь. Ой, блядь, а чё у меня? У меня курс поменялся, что ли? Нет. У меня аэродром. Я Лёш все видел. Просто У меня мне было аэродром. интересно, когда...
Мне было интересно, когда ты заметишь, что что-то пошло не так. Аэродром поменялся, что ли? Нет, ничего не менялось. А, это я пролетел мимо него. Нет. Так, подожди. Аэродромы вот. Все правильно было. А, все правильно было? Ну, по приборам я все с было курса правильно. сбился, все, я Ты не понял. туда полетел просто. Так, 120. Я просто сидел молча наблюдал, думаю, когда ты это заметишь. Ну, я понял. Так. На разворот надо идти. Просто какой ты сейчас аэродром, интересно, выбрал? Ты там пощелкал, да? Ну, тот же, который пролетел, я помню расстояние Очевидно, не 120. Думаешь, не он? Потому что было расстояние свыше 130 уже. А сейчас расстояние 120. Сейчас какой-то другой аэродром выбран. Ну-ка. Это он тебе типа ближайший предлагает? Нет, ты просто листаешь по очереди все аэродромы на этой карте. Мгм. Вообще все. Их около... Сколько там их? 20, наверное, есть, да? 160. Ну это Но точно. Ну, правильный аэродром обозначался нажатой левой кнопкой и... двумя левыми кнопками и одна возвратной. Вот. То есть нажимай Ctrl-Ё, пока у тебя не будет гореть две левых кнопки передних и одна возвратная. Вот, вот так. Это твой аэродром. Ладно, разберусь потихоньку. Завтра чуть время будет у меня до работы в управлении, разберусь. Надо именно с этой камерой разобраться, чтобы доворачивать и все. Ё-мо, нифига, 130 километров, офигеть. Мне горючки-то хватит, а? По-моему, нет. Это я так далеко ушел от него. Это ты так долго не обращал внимания на эти приборы. Ну, у меня голова сейчас просто горела другом вообще. Ну ладно, не на приборы. Не обращал внимания, что отсутствуют визуальные ориентиры. Я вообще не обращал внимания, просто прямо летел и настраивал. Солнце не с той стороны светит. Я, кстати, по-моему, вообще за карту залетел, если не ошибаюсь. Да. Я говорю, ты должен был обратить внимание, что Да я никаких в визуальных Новосибирск ориентиров. летел просто без палева. Я заметил. Ну, вот ты меня Мне, кстати, спалил. мне, кстати, в те края надо сейчас лететь. Полечу ночной полет. Запущу стрим. Не, в Новосибирск я не буду садиться. Я с Екатеринбурга прямо в Горно-Алтайск полечу. А у Ярика интернет выскочил, я так понимаю, да? М? У Ярика, я так понимаю, интернет выскочил. Ну, вот он прицел уходит, но он тонет. Это тут беда будет при атаке. Прицел-то, видишь, он пилота-то мы двигаем вниз, а прицел от этого-то не опускается, правильно он говорил.
Надо как-то вот поймать мушку. Вот такая высота, наверное, оптимальная. Больше не надо. Я смотрю, ты стал ровнее вести машину на пикировании. Меньше дергаться. Так это вот от этого еще кадр зависит. Ну, как бы, сноровка растет. Кадр Или этот- джойстик подправил сегодня. Ну или да, так я же еще, да? калибровал его сегодня несколько раз. Блядь, 200 килограмм, я, по-моему, не успею нифига. Че, в Нет, поле 100%, садиться? 100% не успеешь. Где здесь приземлиться, а здесь можно где-нибудь? Ну, ты хотел продемонстрировать навыки аварийных посадок? А, тут у нас И вообще можешь- тут горы, по-моему, да? Нет, здесь ровно как стол поверхность должна быть. По идее. Где я вообще? На севере. Ё-моё, нифига себе, куда меня занесло? Так ты в Новосибирск полетел? Ну да, я еще по целям смогу отработать. Так мы с ним вообще разошлись со вторым самолетом. Он туда, я туда. Давай высоты наберем. Будем пикировать. Поле везде. А есть длинные поля? Они, кстати, достаточно длинные, чтобы сесть. Тем более на брюхо. Если у тебя есть необходимость сесть в поле, но у тебя двигатели оба работают, такое тоже бывает, то перед самой посадкой выключаются двигатели и отбрасывается фонарь кабины. И да, фонарь кабины всегда отбрасывается перед посадкой, при аварийной посадке. Так как я так быстро-то ушел на 130 километров с отклонением, офигеть. А, ну я же от этого, от полигона отлетал. Я изначально не по курсу пошел и все. Когда мы настроились на возврат, я, видать... я настроился на возврат, но я пошел не на ту метку по компасу. Ты перепутал сторону стрелки. Да. Че, начинаем искать площадку. Горючки не хватит. Ну, лучше ее выработать полностью, чтобы не было чему гореть. Не использовать щитки, чтобы максимум дотянуть до своих. Лететь на высоте как можно выше. Чтобы можно было подобрать площадку, когда двигатели станут.
Ты имеешь в виду при пикировании, что ли, сейчас заходить где-то? Нет. Когда ты чувствуешь, ты знаешь то, что ты не дотянешь до аэродрома, протяни как можно ближе к нему. Набери как можно больше высоты. Не используй тормозные щитки, чтобы не замедляться. Так а сейчас, если горючка закончится, как я буду приземляться-то? Это только пикировать уже. Двигатель, планировать ты будешь. Пикировать не надо, надо планирование делать. Сейчас иди на обычном режиме газа, там 80%, как обычно. Иди с набором высоты там 3000 метров набери. Можно 4000. И когда двигатели встанут, подбирай место, куда хочешь спланировать. Двигатели встали? М? Приступаем к планированию. Двигатели встали, приступаем к планированию. Не используй шасси, не используй шасси. И пока что не используй закрылки. Закрылки тебя замедлят. Выдерживай приборную скорость порядка 350 км в час по прибору. Если скорость падает, то опускай нос. Подбери точку примерно, куда сядешь. Визуально примерно, прикинь. Перед самой посадкой выполнишь сброс фонаря кабины. Посмотри давление гидросистем. Не болтай сильно ручкой, потому что ты расходуешь гидросистему. Каждое движение ручкой приводит к уменьшению давления в гидросистеме. Просто ты перед землей останешься без управления. А то. Да, там уже лес идет. А чё, Подбирай. маневрировать-то могу, если чё, куда? Можешь, подбирай место, более благоприятное для посадки. Просто старайся поменьше, лишний раз не шерудить рулями. Но мы помним, что ветер нам навстречу дует, с курса где-то там с юга, да? Поэтому лучше садиться вот в эту сторону, в которой ты сейчас летишь, чтобы навстречу ветру. Угу. Высота 700, чеши. Сейчас ты говоришь фару, да, надо? Ну, перед касанием. Не Шасси-то фару, а надо фонарь использовать кабины. здесь, Нет, нельзя. Поверхность может быть с бурьянами, с канавами в реальности, да? И ты просто уткнешься с шасси и перелопачешься, перевернешься. А на брюхе ты просто проскользишь, как на санках. Начинай выпуск механизации в посадочное положение. Да. И сбрасывай фонарь. И садись. Не гаси сильно скорость. Начинай сажать. Потому что сейчас тебя закрылки сильно затормозят.
Поломался, да, чуть-чуть? О, загорелся. Даже не поломался, а загорелся. Жестковато было, конечно. Нос ударил, видать, да? Ага. Это знаешь из-за Ага. чего? Закрылки не надо было использовать. Он начал мотылять, как вертолет. Из-за этого надо было закрылки не трогать. Закрылки позволяют более плавно сесть. Нет, это только шасси, Да. когда используешь. А я вот когда Нет. садился, у меня гидравлика отказывала. Они закрылки не используют, тормоза не используют. И я лучше садился даже, чем Закрылки закрылки. позволяют самолету быть более устойчивым на маленьких скоростях. Это когда на колесах. А я же не на Нет, от колесах. колес не зависит. Это крыло. Они создают характеристики крыла, позволяющие на маленькой скорости более уверенно себя чувствовать. Ладно, все, я пошел. Ну, Все, да? да, на На сегодня. сегодня. Я, наверное, в рейс слетаю. В канале Иркут стрим даже проведу. Короче, надо это, смотри. Чтобы зря сегодня. Завтра я попробую посмотреть. Так, что у меня мысль-то какая была? Я сейчас опять сбился. Ну, чтоб я мог головой во время трекера довернуть. Вот. Что же оно может быть? Из-за чего он такая хрень? Данила, закрывай сервер. Я курить пошел. Сейчас 2 Через минуты. 5 минут вернусь. Блин, кто же блокирует управление мышкой, интересно? Оп. Это он удаляется, да? Это приближается. Тоже, кстати, неплохой вариант можно использовать, да? Можно так. Это центр. Вот, мне интересен другой момент. Допустим, вот он прицел. Вот, и вот он ушел вот так вот. Вот, прицел нормально все с ним. Вот мне как бы, блин, вот так не получится доворачивать. Потому что его не ощущает камера мышкой. Только отдалять, приближать. Здесь, видите, он вместе с прицелом уходит. Вот и надо понять, почему не работает просто вот эта штука. Подожди. Так, плавно вверх. Может, через сочетание будет работать? Доворот головы при маневрах.
какие-то тоже вот левый вин есть даже. F1. Так, ну-ка взгляд. Так. Нет, не работает. Нифига. Ух ты, какая прелесть. А, ну все, ну вот так и будем летать. Все, ништяк. Пипец. Я тут. Угу. Я буду собираться в рейс. Давно я не летал на пассажирских самолетах. Чё? Так. Блин, ну ладно, я тут уже сам буду разгребаться, не буду задерживать. Все, сегодня уже не полетим. Иркут, спасибо за все. Как бы. Давай, хороших полетов тебе. Когда вернешься? Ой, я не знаю, я завтра на работу уезжаю. Там будет видно. Вот уже не на месяц? Ну, через неделю, а там, ну, мы будем чередовать теперь. Там будет и полет, а потом какие-нибудь еще игры, потому что один ДКС тоже не смогу я стримить. Вот, ну ДКС в силе, да. Можем летать периодически. Все, ну если что, на связи, как бы. Я Да. почти всегда здесь. Ну хорошо, я если что там в ВК напишу, какая разница там. Ну если вдруг там занят здесь. Все тогда, давай, пока. Давай, счастливо. Давай. Ладно тогда на сегодня все. Game over. Так, все нормально работает. Обзор мне нравится. Сейчас вот надо именно понять, как на вот этом самолете доворачивать чуть-чуть, чтобы в прицел попадать. Я говорю, проблема вот в чем. Вот она проблема. Вот, допустим, летим. Вот. Опять центрирование нажал. Вот, летим, надо на цель заходить. Вот, и вот такая вот херня получается. Вебка, говоришь, зависла. Классно. Интересно, что она зависла? А, ну это все камеры зависли. Ловить. Прикольно. Ладно, это скорее всего программа зависла в OBS, это не вебка.
программа, через которую стрим идет. Все тогда. Увидимся в следующих полетах. Может, в побегах с автоматом в игре. Все, всем хороших выходных. До новых встреч. Блин, смотри, не работает. Все. Но это программа, скорее всего, для записи. Пока-пока-пока.